Алейкум рахматуллахи баракату всем. Сегодня, кстати, давайте посмотрим, какой день Уразы. Ураза Байрам 30 марта, через 18 дней. Короче говоря, 12 Рамадан Беган 1446 года. Как бы, да, ведь? Ну, 2025 год. Так что, bütün мусульманlarına, как говорится, табриклим еще раз, что мы держим Аллаха шкар Ураза. Я тоже вот сейчас быстренько это сегодня как бы не отвлекаясь, как говорится, прочитал намазы все, чтобы выйти на эфир пораньше к вам. Будем, иншаллах, до 3 часов до сухура будем сидеть с вами, да, ведь? Пока я этот, как говорится, не устану, да? Ну, а так, ну, имеется в виду, все равно мне надо убить время. Я во время Рамадана стараюсь не спать. Я не сплю, потому что я в данный момент один. Меня разбудить некому, хоть 4 телефона, хоть 10 будильников ставлю, все равно оно трезвонит, могу не услышать, рискую, да, чтобы проспать. Поэтому я не сплю, короче, я режим поменял. Во время Рамадана у меня же режим меняется вот так вот. Ну, давайте, бисмилля, пройдем по той теме. Именно вот скинули пацаны, короче, в Телеграм. Ну, это пишет татарский разведчик. Само собой, это татарский разведчик. Мы знаем, кто такой. Это из системы, так скажем, Кашаповых. Ну, что поделаешь. Все равно, как говорится, мы хоть и не на одном пути как-то, да, но все равно на одном пути, главное, мы должны помнить, по уничтожению Москвы. И вот это уничтожение Москвы нас и сближает со всеми, понимаете? Просто, если заметили, в каких-то эфирах я загружаю, где-то вот так сижу, да, да, потому что 3 телефона и не могу вот их замкнуть, сомкнуть. О, салям, френдли салям. Вот. Ну, наш сайт да, я начал все на русском, но чтобы и украинская аудитория тоже понимала, что в Башкортостане, в Татарстане, само собой, у нас разношерстская, как говорится, человеческая вот эта головная, так скажем, выбор, ну, новостей. Кто-то зомбированные, кто-то, как мы, не зомбированные, которые хотят независимости Башкортостана и Татарстана. Также, кстати, если уж брать татарский язык у нас в Башкортостане, как в песне поется «Башкортостан татарлара» это вот мы, получается. Поэтому я хоть и метис с 3 кровей, я что хочу сказать, что у нас, так скажем, языки, так скажем, сильно похожи друг другом, и для нас как бы переводчик по идее не нужен. Башкорт белән татарга безгә вообще тәрҗемәче кирәк түгел. Безгә, как это тут на днях услышал, трудукцион не надо. Вот так вот. И вот тут про узкую общину прочитаю, когда вот этот пост тогда, и будем развивать эту тему чуть-чуть, да, и потом дальше пойдем. Русская община, вот эта, да, узкая община в Татарстане заявила, что для татар двери открыты. Таким образом, русская нацистская организация предложила коренному татарскому населению вступать в ее ряды и становиться так называемыми русскими татарами, татарами без татарского языка, без татарской культуры и без татарского менталитета, всецело обрусевшими недотатарами и недорусскими. Ну, как я Алдар Батыри читаю вам, бусурманами. Бусурманы, только узкожопые бусурманы становитесь. Ну, вам, как говорится, добро они дают. Как мне постоянно орали, тут один чувак есть в Англии, говорит, ну ты же русский, говорит. Нет, я татар. Нет, ну ты же русский. Вот из прикола того, понимаете, блин. Вот. Общинники буквально предлагают маргинализованной части татарского общества стать передовой борьбы с татарским народом, поскольку сами русские не могут искоренить татар снаружи без предателей изнутри. Это как раз-таки по истории нашей, которую я читаю вам, когда вот есть Ильхам, я вам ухимитин, да, как раз там это и шло, что какие-то апастовые, аристовые какие-то
или как я правильно, какие-то Шереметовы, захватив Татарстан, делали Уфимскую губернию, и вот эту слободу, везде создавали слободу, и таким образом уже с тех времен они, так скажем, занимались уничтожением языка, занимались уничтожением вообще народа. Постоянно вот эти стычки с башкиртами, постоянные какие-то давления, и в тот же момент вот эти предатели как раз-таки там и есть. И как раз-таки они, эти предатели там и были, что вот этот языковую систему, может, в то время они больно не могли уничтожить, но уничтожили все-таки, когда пришла кириллица. Как кириллица пришла, вот тогда уничтожение пошло. Когда мы забыли свой вот этот, как арабские буквы, короче, вот этот арабский алфавит, который мы не знаем. Менің қорт-нәнәм оқыған мына Уфада Галим мәдрәсәсендәме, недер бір мәдрәсәдә инде. 1910 года, что ли, он открылся, 1908 года открылся этот медресе, короче, уфимский медресе. Не знаю, Галия, наверное, Галия Бану, Галия, не знаю, как называлось, не помню сейчас в данный момент. Где-то я вам читал в каком-то эфире вам об этом. И вот, получается, шул-вакытларда у них был язык вот этот арабский. Почему? Потому что бездә верандада, ауылда ятайы таш, шул карт-нәнәм улына инде, минем карт-атама әйткән, залей, короче, и ташка залей, и үзем язам дигән. И тегене теге карчык язган инде, карчык дигән инде минем нәнәм. Язган, үзенең кулы белән гарәп телендә язган, үзенең исемен, елын язган туда-сюда, а потом уже внизу үлгәч инде нәрсәкә безнекеләр инде язып куйган астка обычными цифрами, что умерла тогда-то, родилась тогда-то, умерла тогда-то дип язган. А өстә вич гарәп телендә, гарәп алфавитында язылган бөтен әйбер. Понимаете? Это что означает? Это означает, она была с высшим образованием. Понимаете, это и есть высшее образование, когда ее отец отвез ее то ли в 7 лет, то ли 8 лет в Уфу, отвез, все, оставил там. Она жила там, в школе-интернат, типа вот это при медресе. Интернат түгелдерин мен тоже выразился. Медресе мәктәбендә укыган. Шул минем карт-нәнәм. Потому что без бит инде авылдан Уфага көндә йөрү булмый бит инде. Мен бит Уфаның үзеннән түгел дә инде, авылдан. И шунда алып барып куйган Уфага, и менә шундый хәл. Вот поэтому, исходя от этого, она укымышлы теге карчык булган гомер буе. Яулык башыннан төшмәгән, намаз, 5 мәртәбә намаз, полный рост инде. А вот дети, мои вот родители, Энкей, абыйлары и так далее, вообще zero. Коммунизм их погубил. Полностью не в исламе они. Полностью не в исламе. И вот получается, Кортнанам исламе, Энкейлер не в исламе, Ненейлер не в исламе. Раз, два, три. Я, получается, 4-е поколение, альхамдулилля, я пришел в ислам. Альхамдулилля. Вот у каждого это процесс. У каждого. Почему? Потому что мы 100 лет вот это в коммунизме потерялись и потеряли сами себя. И вот как раз-таки вот такие узкая община и будет дурманить вас, манкуртов, вот насчет этого языка. Татар теле латны әле, без теге күплеге без өчен генә безне татар телебез бар. А башкортларга нишләргә? Башкортлар 1,5 гына калган. Когда я Алдар Батыры читаю, Алдар Батыры 2 миллиона говорит там он. Алдар Батыр говорит, кем говорит 2 миллиона говорит он. А я же читал на днях вроде, где я наткался. Короче, 2 миллиона говорится там. А здесь сейчас 1,5 миллиона говорим. Понимаете, 500 мең кая булган ул башкортлар? 500 мең башкорт кая булган? Ну явно үлмәгән ул. Үлмәгән алар. И они просто обрусели. Они потеряли свою идентичность, которую Путлер постоянно нам втирает про какую-то идентичность. Они просто потеряли свою идентичность. Понимаете? Вот в чем проблема. Почему? Потому что много встречал, короче, башкортларны. Я как разведенный человек постоянно пытаюсь познакомиться. И
натыкался qizlarga, которые qizlar вне Башкортостана. Башкортостан ішіндегілеріне ладно, енді Аллаға шүкір, пока более-менее. А вот вне Башкортостана башкортлар, татарлар да енді шулық в гребенка не знает своего языка. Вот білмейлер, мана Башкортостанның теге жағындағы башкортлар білмейлер. Сәлам, вассалам, говори на русском. Вот это начинается. Говори на русском, вот это. После этого внутри Татарстана и внутри Башкортостана и исчезновение наших языков, сейчас вот дайте-ка вот это сейчас допишу, приводит к тому, что мы татар һәм башкорт теле дип мен буны эфирне куям. Вот так спущу я его пока, потому что этот что за число сегодня? Уникисами? Уникинчем. Март. Сейчас, сори. Запишу просто этот, больше потом все, не буду записывать, просто буду в телефон катать. Я не смог сделать, прикиньте, я не могу это все сделать, у меня интернет жрет, пипец, вот. За сегодня только уже туда-сюда качая, вчера проверял, сегодня проверил, уже 12 гигабайтов куда-то улетели, я хз, короче. Твиттер, короче, безлимитный интернет со скринекен. Это надо смотреть на него, чтобы он не потерялся, не закончился, какая-то экономия интернета. Вообще бесит меня вот это. Мы все-таки, оказывается, этой... Нәрсекейді Ресейде яшап, на расслабоне яшаганбыз енді. Интернетта халява, бүтінай бір халява деген, на расслабоне яшаганбыз енді. Бір улап қойсаң енді. Мына шетелде өзіне конфузлары бар, өзіне какой-то тупойский мероприятиялары бар, понимаете? Шулай. И вот, как сегодня говорилось, вот развить этот вопрос, добавлю еще, потом буду записывать сюда, главное, ТикТок идет, ТикТок-то Бергена Кешутера, в Ютубе 64 человека сидит, Рахмат, кем бар, кем юг. Насчет этого, вот здесь, в Ютубе, когда идут комментарии, я не успеваю читать вам комментарии, я не успеваю читать, надо, как мне всегда говорили, модератора надо ставить, а я не могу по телефону поставить модератора. Я не знаю, как это ставится. Нету кнопки поставить. Наверное, на компьютере можно ставить. Я сегодня думал об этом. Не могу выставить. Нету кнопки, куда нажать. И вот. Поэтому... И вот выше еще одну вещь закинули. Вот это тоже давайте прослушаем, как раз о чем они вот эти говорят. Вот эти вот. В новостях тоже говорилось, и почти вроде по этой же теме. Послушаем сейчас, надеюсь, не громко. Ситуация с Мариуполем. Привожу группу детей, и в этой группе я понимаю, что есть ребенок, в которого я прям вот эта овца говорит. Хочу просто невероятно его забрать. И я когда пришла, рассказала своим, то есть большая часть детей сказали: о, классно, давай. Но двое детей были практически одного возраста с ним. И это было страшное время, я точно могу сказать, потому что это была дикая конкуренция. На это все еще накладывалось на очень тяжелое отношение к России, там, к президенту, вот нашего там нового приемного сына. А тут, представляете, он попадает просто в самый эпицентр, вот, советник президента, да, дети, которые патриоты и радеющие за то, чтобы мы, значит, сейчас победили. Сейчас я смотрю на Филиппа, и я понимаю, что это было не зря. Но это сейчас человек, который учится в юридическом колледже, который мечтает пойти дальше по силовой линии, значит, Следственный комитет или прокуратура, то есть юриспруденция, которая любит страну, который ставит себе на аватарку вместо Бандеры Александра Гельевича Дугина. Давайте прочитаем. Что любят делать российские власти с нерусскими детьми? Показательный пример. Как раз по этой теме, как раз по языковой теме, как сегодня мы решили языковую тему поднять. Ставит на аватарку вместо Бандеры Дугина. Советница Путина Мария Львова-Белова похитила украинского мальчика Филиппа Головню из Мариуполя, перепрошила ему сознание, убедила стать винтиком в путинской системе. Какие они добренькие на вид. Давайте своим детям имена наших предков
давайте своим детям имена наших предков, общайтесь с ними на башкирском. Deganlarinde. Шуны men har vaqt ushim ketib keldi endi mana men 98da ko'chgan bo'lsam, вот 98dan beri Boshqirdistonda я вот одну вещь понимал. Mana biz вроде бы mana balakaygina avul bo'lsa-da, нечто biz butunimiz tatarcha сөйлештик. Но когда я всегда вам говорил, вот эти уфимские приезжали, говорили: "Ой, не говори на татарском, говори на русском, это не модно". Chortlar bor edi. Olarida da bor endi. Mening kabi o'sha zo'r ustalar olarda narsa ishlab yurlardir, toshboshlar. Но явно урысcha сөйләшеп йөриләр. И поэтому этот болезнь вот этого языкового барьера, она почему такая? Почему, вот, допустим, в Узбекистане этого нету досконально? Да потому что очень близко мы живем в этой, внутри этой, так скажем, узкого мира. Для этого я поэтому и говорил, что территориальные вещи, которые, когда я говорю, почему язык, сразу я на территорию перехожу. Вот в этом-то и загвоздка наша всех, косяк наш в том, что мы не хотим взять те территории, которые, как говорится, принадлежат нам, не принадлежат нам, разницы нету, чтобы уничтожить этот узкий мир. Поэтому, когда вы говорите, что вот почему-то башкиртлар, татарлар не говорят, ну вы не задумывались, почему они не говорят? Да потому что в окраины, Украина, да, окраина, так скажем, все окраинки наши забиты этими узкожопами, забиты. А чтобы это все остановить, нужно забрать все эти территории и создать полный один единый язык. Башкортостан то, что заберет, башкирт тілі, Татарстан заберет, татар тілі, понимаете? Вот в чем прикол. Почему я на том эфире говорил еще пополам Северный Башкортостан и Южный Башкортостан сделать. Почему? Я довел его, вот эту мысль до конца, вот ну вот после эфира я довел, вот вчера, сегодня думал об этом, пришел к одному мнению. Если те люди, компания, так скажем, ну, допустим, Габбасовы, пока на горизонте только мы его видим, если они не хотят большие территории, значит, они остаются вот в этом маленьком клочке земли. Базара нет. Но главное, пусть развивает башкирт тілін, өзіне башкирт тілін ішлясен, башка, хоть что пусть делает. А те, которые хотят создать агломерацию огромных территорий, а мы будем делать Северный Башкортостан. Проблемы нету. Я даже не сказал, что оно будет называться какой-то по-другому. Я принципиально. Почему? Потому что это земли Башкортостана. И это нужно признавать. А вот когда уже они созреют, вот этот контингент, который говорит, что нам вот это маленькое хватит, и как бы мы нормально будет нам. Ненормально никак не будет. Мы как раз таки об этом тоже обсудили, так скажем, с близкими людьми. Они как раз таки мне дали такой дельный совет, что рано или поздно маленький Башкортостан и маленький Татарстан, он да балакайда. Понимаете, почему я его расширить хочу? Рано или поздно, когда мы избавимся от этого узкого мира, нам нужны будут территории для чего? Чтобы мы увеличивались. Вы же не хотите, как Бангладеш, как Бирма, маленькая Бирма, Мьянма, которую тоже сейчас потом обсудим об этом, загоняют в Россию. Вы не хотите вот в таком маленьком клочке земли 20 миллионов быть? Как вы там будете жить? На потолке спать, что ли, с друг другом? Вот это вы не понимаете, да? Где вы ресурсы будете брать и так далее. Поэтому Зуржир, Мулжир, мешать итмей. Бәлкемгә мешать итмей, понимаете? Шунарга зур җирне алсак без, аны барыбер эшкәртергә аны кешесе юк. Аны кем эшкәртә? Аны урыслар, кырда булай урысларны җыеп алсак, алар бит безне барыбер рано или поздно сүгенәсе килмей. Үтә бит инде. Хура безне, хура. Понимаете? Поэтому мы должны, когда говорим о языке, значит, язык это территория. Башкортостан с Татарстаном. Язык это наша
наш ислам, язык это, вот все на языке. Нәрсәгә соң теге җырда бар бит, татар теле, ана теле дип җырлыйлар бит инде, әйме, җырлыйбыз. Шулай башкорт теле, ана теле дип җырларга можно, үзбәк теле, ана теле, ана теле. Нәрсәгә соң родной язык, ана теле. Нәрсәгә бездә родной языкны ана телегә дилгән. Мать язык, язык матери. У узких даже это не переводится. Почему? Потому что у них переводится родной язык. А у нас как? А у нас переводится конкретно, адекватно ана теле. Ана теле мы понимаем не родной язык, как понимаем, а язык матери. Язык матери. У нас даже перевод, как говорится, дельный, да, такой правильный перевод у нас даже. Потому что анаңнан шыққан тіл ол. Ну, отаннан да шығырға может, разницы нету, но имеется в виду, анадан сен туыласың. Сен бит атадан туылмайсың да енді. Ана туа сені. Шунарға ана тілі. Чүнки 9 ай сене, Аллахым шулай іштап қойған, 9 ай анаң сене шул тіліні бүтін тәні білән бересің аны. И ты уже впитанный этим языком рождаешься. И ты, впитав этот башкорт татар тілін туылып, и ты плюешь на свой язык, и себя, получается, дисквалифицируешь, вот это слово айтальмим, короче, уничтожаешь, грубо говоря, себя, чтобы походить вот этим узкому миру, как подлиза. Понимаете? Вот какое унижение вы приобретаете себе, уничтожив свой язык. Теперь сравнение сразу сделаю. Я последние дни смотрю один сериал, оттуда исходя, там как раз какие-то вопросы идут, Канарские острова. Канарские острова, вот там, где Тихий океан, получается, да? Я так уж показываю, я не знаю где, но примерно я карту представляю всегда перед собой. И получается слева, допустим, стороны туда, и представляю Мексику сразу. Вспоминаю Южную Америку. Там миллион, получается, островов, миллион вот этих государств, и у всех свой язык. Свой язык. Вот, а почему-то Башкортостан, Татарстанда, или там еще другие какие-то регионы наши, да, не имеют своего языка. В чем проблема? А в том, потому что вы полюбили этот узкий мир. Вы не любите свой язык, вы любите этот узкий сраный мир. Вот ваша проблема в чем. Вот в этой проблеме вы и живете. Жиде кеше, короче, нәрсе кейді. Ютубта, ТикТокта кеше юк. Спят, наверное. В один момент заходишь, в ТикТоке нормальные люди, в один момент нету. Вот. Поэтому мы должны понимать, что любое, вот это, так скажем, где вот выходит этот узкий мир, везде он диктует свой язык. И войны начинают из-за этой причины. Все он это делает через этот язык. А вы, получается, манкурты, я не знаю, как вас назвать можно, вот эти шайтаны, башкортлар, татарлар, поддерживаете это. Поддерживаете. Вы даже это вы сами не можете понять еще. Вы сами даже не понимаете, в чем проблема этого языкового барьера. Но вы этот процесс до такой степени уже впитано оно у вас, что вы не можете, получается, сказать, что вы неправильный. Потому что для вас это правильно. А вы не можете понять. Почему? Потому что вам это уже внушено таким образом, что вы живете в России, значит, вы должны говорить на русском. Кто вам сказал такое? Они вам сказали. Мен нәрсе сізге айттым міне, орыс тілінде сөйлеш, башқұрт тілінде сөйлешме. Сөйлей көрме, біле. Деп мен сізге айттым міне. Жоқ, или татар тілінде сөйлешме. Мен бит сізге наоборот татар тілінде постоянно сөйлеймін. Мен постоянно даже критикую Габбасова, других всегда. Почему на своем языке не ведешь эфиры? А? В чем проблема? В чем проблема? Хочет, кому интересно, слушает, аңлый. Она ведь мені үзбәкләрдә ишетә, казакларда ишетәләр, кыргызларда ишетә мені. Рахмет. Меңа нәрсәгә урыс теле кирәк меңа? Меңа урыс теле вообще по идее кирәкми. Я просто урыс телендә в последнее время почаще говорю, потому что, чтобы привлечь
аудиторию Украины, чтобы украинцы понимали, что внутри Башкортостана с Татарстаном не все зомби, не все зомби, мы нормальные, адекватные люди, которые хотим тоже независимости и так далее. Но для этого, чтобы получить эту независимость, мы должны что? Уничтожить Москву. Наша проблема в уничтожении Москвы. Но для этого мы не можем вот этот барьер перескочить языковый, что люди, которые говорят на русском, они не хотят против русского мира идти. Башкорт бламул, татар блама, но против Украины они идут. Вот какая придурочная жизнь у нас. Вот это и есть наша загвоздка всего вот данный момент. Так, градус найти мәлсізге 5 градус что-то салқын была кете башлады. Этот непонятно. В последнее время что-то вроде тепло, да, ведь представьте, да, январь, февраль тепло, в марте холодно. Ну, идиотизм. Но я это понимаю с другой стороны. Как нам обещано, во время Рамадана Аллах Та'аля нам дает такие погоды прохладненькие, чтобы мы не шанкамадок, сусамадок, без сусамадок, су сейчас без кильмесен. Вот он нам дает такой момент. Я это уже несколько раз в своих рамаданов я это заметил. Несколько раз. И в прошлом году я об этом говорил, и позапрошлом, когда я в другом городе жил, также было. А потом сейчас, как закончится Рамадан, пойдет жара. Вот посмотрите, посмотрим, да? Я так думаю. Почему? Потому что Аллах Та'аля bizni yorata, и bizni yoratgani uchun bizga shunday 30 kun bizga shunday погоду берет. Классно же, да? Это и есть знамение Аллаха. Но это мы, как говорится, не все понимаем этого. Так, идем дальше. Темы очень много. Я давно новости вам не читал. Буду читать подряд со своего телеграма, а потом перескочим по другим, по соседским телеграммам. Тоже пройдемся, что-нибудь читать будем. Ну, насчет языка мы еще 1000 раз будем возвращаться. Проблем нету здесь. А вот примерно так. Сейчас я еще раз попробую включить другой ТикТок. Потому что я смотрю, в этом ТикТоке нету людей, я сейчас вырублюсь, на другой ТикТок перескочу. Потому что что-то меня выбешивает, когда людей нету. Для меня знаете, был бы безлимитный интернет, пофиг было бы, хоть 10 телефонов поставил бы. Интернет, экономика, и булгаш, ТикТок очень жрет интернет. Поэтому люди есть, буду болтать, нету, лучше вырубить нафиг, чтобы не мотал интернет. Как говорится, говорят же, свет мотает. У меня интернет мотает. Так. Ну, здесь я разношерстской я поставил новости, получается. Тут как раз-таки мне попался сегодня такой новость. Прям где-то я слышал, потом опять наткнулся. И потом как раз я сейчас покажу карту. Это вот карта, получается, Пакистана, и там, если вы видите, 4 куска разного цвета. Желтый, розовый, зеленый, коричневый. Белуджистан, который низ Пакистана, получается, выше, получается, зеленое что-то там, Афганистан, непонятно, Вот, суть в чем? Вот в этой территории розовой Белуджистан, оказывается, Белуджистан, такой народ живет, оказывается, там. Они в корень уходят персидские корни. Ну, давайте прочитаю лучше, чтобы не обмануться. Пакистан очень пестрый. Пенджабцы, там живут 45%. Пуштуны 15%, синдхи 14%, саяки 8%, мухаджиры 7,5%, белуджи 3,5% и другие. Белуджи сунниты или шииты. Это я просто гуглил. Так, салям, ТикТок. Белуджи преимущественно мусульмане, подавляющее большинство которых принадлежит ханафитскому масхабу.
суннитского толка. Однако в Белуджистане также проживает небольшая часть шиитов. Короче говоря, они сунниты ханавитского масхаба, оказывается. Я думал вначале все шииты там. Я вообще даже не думал, что там в Пакистане еще есть сыр-бор и у них разделение. Но вот, как говорится, ну, факты есть факты. И вот у них произошло, сейчас тоже это прочитаю, вот это какая-то потасовка того, что они воюют, и то ли воюют, то ли что, непонятно, с пакистанцами. Короче, они себя пакистанцами, я так понял, не считают. И тут я к чему это вообще веду, этот разговор? Почему вот попадают какие-то темы, там, Сирия, туда-сюда, вот эти моменты, да, ведь? Чтобы понимать нам, какие вообще есть в мире прецеденты, инциденты, какие есть вообще люди и так далее, что нас сближает, не сближает. И от этого выходят у нас какие-то, так скажем, ну, для себя я так считаю, плюсы, минусы того, что как нам вести дальше тему Башкортостана с Татарстаном по независимости, чтобы понимать, почему у них так происходит, в Сирии, Палестине и так далее. И все это как бы брать оттуда, со всех сторон, брать какие-то плюсы и минусы. И тут я понимаю, как раз таки с карты, почему я начал, я понимаю именно вот карта доказывает то, что у них какое-то вот распределение. Хоть и она страна одна, но они распределились по местностям. Они сделали свое гетто. Да, гетто называют, я не знаю, как здесь в Париже, 18-й район, гетто, там говорят, африканцев получается, да. А мне как-то там нравится ходить, нормально, тема, короче, там все черные, все базарные такие, все такие, знаете, вот шум такой, ну, больно, конечно, сильно шум, но зато свое, да, наше как-то вот так. Ну, что хочу сказать с этим? То, что Башкортостанда, мы тоже так же можем сделать. Вот как раз-таки из тех территорий, которые я вам предлагаю. Пермь, Коми и так далее. Эти территории будут вот такими же распределениями. Допустим, если в Южном Башкортостане будут проживать только башкортлар, а в Северном Башкортостане разношерстские люди могут жить. И тем самым для них можно распределять территории. В глава всей республики будет, допустим, один человек, а распределение микрорайонов, районов и так далее можно делать под какой-то контингент людей. Понимаете смысл какой? Почему? Чтобы у нас не происходило, я вроде и где-то я уже об этом говорил, чтобы у нас не были какие-то вот эти языковые потасовки, барьеры какие-то, дурацкие вещи. Допустим, почему? Допустим, соберется у нас контингент, само собой, узкожопых. У нас будет зона узкожопых, да, ведь где-то ведь они же будут, вот представьте, они же не уйдут все, они же, всех же мы, как говорится, не собираемся выселять, да, ведь? Сори. Не собираемся же выселять всех. Вот кто конкретно, который признает, как всегда я вам говорю, независимость Башкортостана с Татарстаном, они будут жить спокойно. Их никто не будет трогать. Вот живут же в Европе, все нации живут. Никто никого не притесняет. Демократия. У нас то же самое у этого Лаберса. Но для них как раз-таки можно сделать вот такие отдельные территории. Почему? Потому что с одного района, допустим, с какого-то, допустим, Мишкинский район возьмем, или Благовещенск возьмем, да, еще какие-нибудь районы, оттуда же, они же не будут ехать в Баймак в школу. Они же не будут вот оттуда туда переть, да ведь? Получается, как получается оно? Значит, на одной территории, получается, будут какие-то школы, чтобы они и там и жили, ихние школы и так далее. В другом месте будут башкортлар, они живут там, их школы и так далее. Сейчас оно у нас есть, но у нас все вот так.
каша, короче. Мандада урус аулы бар, ондада, мында. Бардак, короче. Вот этот весь бардак именно и есть тот бардак. Почему так? Потому что везде узкий язык. Поэтому они расслабились, не учат, получается, наш язык. Смысл теперь понимаете? Когда мы распределим вот эти районы гетто огромными кусками, распределим, то будет факт, как чего будет. Допустим, вот здесь узкий мир живет, допустим, да ведь? У них будет стоять выбор. Я об этом пока еще не говорил. По крайней мере, это уже мной пройденный этап. В Узбекистане было так. Я ходил в русскую школу, не поверите. Узбекскую не пошел, потому что у меня перед носом была русская школа. Я возле него жил, блин. Я же не пойду черти куда в узбекскую школу, в другой район. И в итоге, получается, я пошел в русскую школу. В русский садик и в русскую школу. Почему-то так. Потому что там все были татары, крымские татары и так далее. По сути, там и русских и не было. Просто так называется. И там выбор стоит. Хочешь в узбекскую школу идешь, хочешь в русскую идешь. Теперь интересный факт. В Башкортостане об этом мы еще никогда не думали, не задумывались. Почему? Потому что везде приоритет русского языка. Везде они хозяйничают, расслабились. Күтләренә давно бүкләмәгән бизаларны, как говорится. Не набутылировали их давно. Вот чтобы вот это набутыливать их бутынысын, тварларны, создадим именно вот такие территории, где будут башкорт мәктәпләре, татар мәктәпләре. И они должны будут выбирать, пойдут или башкорт мәктәбенә бара, или татар мәктәбенә бара. Но вот в этих своих ихних геттах будут и их школы. Мы это не можем, как говорится, им до такой степени кислород закрыть, блин. Пусть учат свой язык. Проблем нет. Проблема будет в другом. Когда этот русский чувак захочет пойти в русскую школу и жить также дальше в Башкортостане, ему кутыюк нужно будет выучить башкорт телен, потому что он не сможет никуда на работу устроиться. Везде будет башкорт телен или татар телен. И у кутыюк ему придется, проучившись в своей узкой школе, ему куда-то надо будет идти на работу. А его не принимают с русским языком. Опа! Понимаете, смысл какой идет? И вот это называется парадокс того, что нахера ты один из классов проучился в узкой школе, в своем гетте в своем, правильно там юкма гетто, чертовый, блин, район. Какого хрена ты в Башкортостане живешь, учишься на русской школе, допустим, да, мы тебе добро дали, потому что мы же демократическая будем страна, иншаллах. А ты какого хрена тогда не выучил башкорт-татар за 11 лет? В чем проблема? Надо было учить. Ты же учишься, французский учат, русский, это английский учат люди, немецкий учат. Ну, в чем проблема была? И вот таким образом, знаете, как эта идея, блин, прям идея, блин, койни башта. Это даст после 11 классов этому чуваку выбор остаться в Башкортостане или сгинуть из Башкортостана. Вот таким образом мы дадим очистку Башкортостана с Татарстаном от узкого мира. Понимаете, как культурно, но выживать будем. Не как они, создавая до этого узкую общину, а именно вот так. Понимаете? И поэтому я вот эту карту как раз таки для вас вот хотел показать. Просто я не могу. Если кто может, нарисуйте мне такую же карту в компьютере. Я не могу. В компьютере можно, в телефоне не могу. Вот так же разными цветами сделайте. В Телеграм к нам закиньте насчет Башкортостана с Татарстаном, которые я вам территории говорю, которую мы заберем. Чтобы там было все территории наши: Челябинска, Екатеринбурга, Пермь, Коми, Ненеция, Новая Земля. Вот это все в цвет сделайте, в наш цвет Башкортостана, прям под флаг Башкортостана и под флаг Татарстана все территории, чтобы мы этой картой уже будем работать по этой карте. Если что,
малайлар қолыңыздан келсе ішлеп қойыңыз шулай телеграмға закиньте. Вот вспомнил я, сейчас вспомнил телеграм. Я не стал писать уж, думаю, в эфир скажу. Если никому не трудно, сделайте вот в цвете все, допустим, все территории, которые мы будем отжимать. Курганская область, Курган, вот это, что я в тот раз, Свердловская область, Екатеринбург, оказывается. Все, вот эти территории тоже вот добавьте туда. Все территории, которые будут принадлежать по истории Алдар-Батыра, Башкорстанга. Все территории. И вот, таким образом, мы вот этот языковый барьер узкожопых уничтожим. Чтобы они, допустим, мы здесь живем в Европе. Они живут тоже в Европе, они знают, допустим, Кутуюк, часто я говорю, что они не учат, но я сам тоже один из них, узкожопые, Кутуюк все равно начинает разговаривать через какое-то время. Ты, вот живешь, начинаешь разговаривать. И таким образом, когда в Башкортостане, в Татарстане мы создадим вот такие территории, они только в своем каком-то захолустье будут говорить на узком. А когда перейдут на нашу территорию, допустим, приедут в Уфу, они уже не смогут на узком языке говорить. Они только будут говорить или башкирт, или татар тілінде. Все. Вот ихняя загвоздка, тупик вот в этом и станет. Понимаете? И самое интересное, что на работу без этих языков, без знания наших языков никого не будем брать. Это раз. А если они не сдадут экзамен или что-то в этом роде, я как в прошлом говорил, и паспорта не будем выдавать еще добавок, и паспортов у них еще не будет. Башкирт, Хан-Татар образецында новые паспорта наши, которые независимы Башкортостана с Татарстаном, этих паспортов тоже еще не будет. Вот в чем прикол. Поэтому это все микс, я, конечно, сейчас говорю, да, это потом мы разложим по полочкам, правильно все создадим, как нужно. Это все сделается как надо, и проблем нету, я считаю. Поэтому, исходя от этого, вот эти темы, которые проходят во всем мире, разделяй, как я сегодня сказал еще, разделяй и властвуй, мы как раз-таки по этой теории и пойдем, как Ленин нам научил, Ленин Бабабос Хайван научил нас разделяй и властвуй, и мы будем разделяй и властвуй. Ну, кто-то, конечно, говорит это со времен, не знаю, Ленина или Карла Маркса, или кого там начиналось разделяй и властвуй. Кто это нам научил? Хз, Ленин откуда научился, тоже я не знаю. Ну, по крайней мере, безге нужно именно создать Шунды Башкортостан или Татарстан, чтобы там был именно парламентская система. Парламент должен быть там. Обязательно Курултай. Вот это по-нашему пусть он будет называться Курултаем, а по цивилизации парламент, допустим, да. И вот этот парламент, получается, должен управляться конкретно башкирт һәм татар тілінде. Башкирт һәм татар тілінде все должно там быть. Ничего там узкого не должно быть. И узкожопых в парламенте вообще даже уборщицы не должно там быть узкожопой. Понимаете смысл какой? Никакого узкого мира нигде не должно быть. Добавлю к этому еще, сегодня услышал, как раз таки добавлю Грузию. В Грузии, когда мне сегодня прям его жалко стало, мы же понимали, что Саакашвили, видите, как Саакашвили говорили, и мы до такой степени внушились в этом зомбоящике, когда еще я жил это Пи России, нам вдалбливали, что Саакашвили кидала, он так сделал. Ничего подобного, вон бедный лежит, Кякирай Беткен, жирный мужик такой стал, вот такой чупакем стал, этот спичкой, лежит в больничке, короче, все, ему 9 лет дают, то, все, короче, мать сегодня рассказывала, вот в новостях, в дожде я услышал, просто охереть, мать, получается, сына ходит, кормит, это же пипец просто, в каком мы веке живем, из-за узкого мира. Вот это до такой степени низость, даже в Грузии это, да нам вообще говорить даже это как бы давит, по идее, пока, хоть мы говорим вот именно, в Грузии, которой независимой Грузии, грузины гнобят своих грузинов в тюрьме, чтобы быть подлизой Москве. Вот в каком мы, как это сегодня говорили, лизоблюдском мире живем. Если я правильно выражаюсь, лизоблюдство я
по-свойски знаю, какой-то вот типа лизуны, наверное. Я не знаю, кто такие лизоблюды. Ну, ублюдки, как говорю. Как лижут и ублюдки добавок, наверное. Вот так. Поэтому, исходя от этого, вот это лизоблюды, короче, натуральные, все потыкают узкому миру, даже живя в Грузии, уничтожая своего грузина. Как у нас Хабиров, так скажем, этого чертового Алсынова засунул в обезьянник. То же самое, понимаете? А это было и в прошлых веках. Во времен Алдар-Батыра тоже были такие же шантажисты-стукачи, так скажем. Поэтому мы живем очень такие кабахат дуньода яшибыз. Ужасный дуньода яшибыз, понимаете? Поэтому я считаю, что языковую вот эту систему, пока мы не поставим на рельсы, на нас будут давить все. На нас будут давить все. В первую очередь языковый ona телен қайтарарға Башқұртстан мен Татарстанға. Бірінші біздің мөһим ішіміз шул. Ona тілі қайтса, бүтінісін біз қаплайбыз шуның белән. Сөйләшә белмисең икән, иди на 3 буквы. Все. Куттак сиңа. Мойсос. Франция насчет этого очень жестка. Мне вот с одной стороны его политика нравится. Английский не катит. Учи французский. Вот и все. Жузепа, диптрола, диэлер, шулай. Жусанжу, жумасанжума. I don't know. Вот так, примерно, понимаете? Поэтому вот это мы тоже будем говорить. Жузепа, Жузефина, Руси, свина руссо. Вот примерно так. Мы не понимаем то Руси. Вот мы так должны, понимаете, Суляшерга. Аңламым сені, татарша сөйләш, башқұртша сөйләш деп тұрға тиішбіз, понимаете? Вот так, они мне так говорят. Je sais pas. Parle français. Je sais pas. Вот, понимаете? Вот мы тоже так же должны сделать, понимаете? Ограничения. За долгое время новый ТикТок меня блоканули, ограничения. Какая-то марасота меня в ТикТоке чпокнула, как говорится. Просто смех. Ну а, идиоты узкожопые, у меня много ТикТоков. Кайна проблем, кайна. И YouTube много теперь у меня. Я уже поумнел, лизоблюды. Поэтому, так, ладно, закрываем этот ТикТок. Если они не хотят, как говорится, меня закрыли они. Да, вот ограничение прям красное на экран зашло. Ограничение. Пошли вон нафиг. Тоже мне ограничения поставить. Потом почитаем, о чем ограничения были. Поражаюсь над людьми такими. ТикТок жалеют. Ну, потому что китайский ТикТок под узкий мир создан он. Так, идем дальше. Тоже так же продолжаем по новостям и будем озвучивать. Так, давайте посмотрим. Мында кемлер утра мында. Күкейлер, нинди урыс. Рахмат, зур рахмат, лайк қойғанларға бекер. Зур рахмат, мына ТикТокта лайк қоялар. Этот рахмат зур. Ленсун қоя, ленсун, рахмат. Дурт кеші утра, 8 зритель утра. Так, комментарий. За оскорбление, за призыв ненависти других наций, депортация таких кадров. Каких кадров? Меня или узкожопых? Да, узкожопых сразу депортация в московское болото. Я согласен. Я согласен. Обязательно. Обязательно. Паспорт не будем давать. Везде будут Сахарова. Сахарова создадим. Вот как я вижу своих узбеков, мы потом еще тоже где-нибудь пройдемся, может, в этот зайдем. Инстаграм. Как сейчас атакуют Сахарова эти все нелегалы, узбеки, кыргызы, таджики, там, как их унижает узкий мир. Мы тоже так же сделаем. Узкому миру в Башкортостане, Татарстане не будут паспортов. Вы тоже так же будет. Мы создадим вам гулагу. Не Сахаров будет называться, не Сахар будет уже. Будет Кнут и гулагу. Гулагу и Кнут. Вы будете там стоять штабелями и ждать паспорт башкирт паспортан, и будете сдавать там экзамен башкирского татарского языка. Не сдаешь экзамен на 5 башкирского татарского языка, узкие мразоты, и вы прямо этот все, кол нахрен. Кол, накол, и гулагу нет. Примерно вот так, понимаете? Примерно вот такая тема будет для вас. Мы научимся, точнее, мы уже научились, мы ученик лучше учителя будет. Не ссы.
Кстати, как раз я услышал, в России, говорит, не так уж, говорит, как раз мать Саакашвили говорит, в России не так, а вот, говорит, Грузия еще хуже закрутила, говорит, гайки. Это, получается, ученик лучше учителя. Не зря это выражение, понимаете, до такой степени лизоблюды грузины, которые сейчас пришли на власть, они очень хотят превзойти учителя своего, путинасоса, чтобы прям ушорга, мна, ути-пути, мы хорошие, да, мы прошли, да, мы прошли, превзойти хотят даже, превзойти это все хотят грузины, чтобы Москве понравиться. Представляете, да? Вот таком мире мы живем. Так что грузины, Гамарджуба, Гогорагат, Генсвали, чтобы срочно уничтожили вот это свое правительство. У меня много очень друзей, грузинов, дядек, тетек, как говорится. Я считаю, что грузины в реале вот за мусульман и за вот какой-то нацизм их не давить, вот за всю свою жизнь, сколько я их знаю, я не увидел. Я не увидел их нацизм против нас. Против, да, особенно против узбеков там, или против татар, башкиртов, я этого не заметил. Вот я сколько проработал в торговле с ними, и нигде я не увидел, что они где-то бы сказали бы, ты чурка, блин, не подходи сюда, блин. Бля. Вот так они не сказали, понимаете? Они реально везде Гамарджуба, Гугурагат, вот примерно так. А вот узкий мир против них вышел в 2008 годах. И когда торфяники горели в Москве, дымоган! И тут война, короче, в Грузии была. Это все мы проходили, понимаете? Всем закрыли, депортация на рынках, шмон на рынках, шмонали всех грузин, упаковывали всех грузин на рынках, всех, грузинский паспорт, всех долбили, забирали, всем закрыли территорию. Вот это я видел. Это ужас просто, какой нацизм узкого мира. Понимаете? И после этого я призываю грузин встать и раздолбать это правительство ваше и уничтожить раз и навсегда. Потому что вы в данный момент, чем мы, в плюсе, вы независимая страна. Какого хрена вообще вы подлизываетесь в Москве? Вот этих лизоблюдов уберите своих, блин. Вытащите Саакашвили с тюрьмы. Алга, Грузия. И вот тут, короче, вот эти, дальше, бойцы БЛА, вот эти, как я вам читал название, сейчас пройдусь по названию, Белуджистана, в Пакистане это, что они сделали? Атаковали поезд в Пакистане и взяли сотни заложников. Бойцы армии освобождения Белуджистана захватили пассажирский поезд Джафар Экспресс, следовавший из Кветты в Пешавар. В результате атаки машинист получил тяжелое ранение, а более 450 пассажиров оказались в заложниках, среди которых свыше 100 военнослужащих. После захвата поезда бойцы потребовали освободить политических заключенных и активистов Белуджистана в течение 48 часов. Угрожая казнить заложников в случае отказа. По заявлению Белуджистана, они полностью отразили наземное наступление пакистанской армии, вынудив ее отпустить. Однако авиаудары с вертолетов и беспилотников продолжились. К вечеру вторника пакистанские СМИ сообщили, что 104 человека, включая 26 женщин и 11 детей, были освобождены. Ну, вот видите, междуусобные войны у них происходят, как, допустим, чуть-чуть произошло во время Рамадана с Кыргызстаном и с Таджикистаном. Не могут поделить какие-то территории. Вот такая же территория. А здесь, как бы, даже внутри Пакистана, вот это, Белуджистаном, что-то происходит. Они вроде все в одном месте и живут, вроде бы. И вот такая сыр-бор. Ну, я считаю, это как-то идиотизм полный. Так, идем дальше. В Ираке начались преследования сирийцев. В Ираке шиитские ополчения под покровительством правительства проводят рейды, в которых работают и проживают сирийские граждане. Сообщается о нападении, задержании и насильственных исчезновениях. Часть сирийцев арестована и увезена в неизвестном направлении. Дамаск осудил аресты
назвав их нарушение прав человека и международного права. МИД Сирии заявил: мы призываем правительство Ирака привлечь виновных к ответственности и обеспечить безопасность сирийцев, находящихся на его территории. Мы будем поддерживать контакт с Багдадом, чтобы предотвратить дальнейшее злоупотребление. Вот и думайте после этого, что это, ну как это вам сказать, что это означает. О том, что тут и видосик есть, давайте вот послушаем. Сори. Заходят они, получается, заходят в их помещение, где они делают сладости. Издеваются будут сейчас. Документы проверяют. И бьют. Видите, шапалак делают. Теперь насчет узкого мира. В начале эфира про узкую общину мы и говорили. Узкая община сейчас, да, ведь уже подобие вот такой же системы ходит по Башкортостану с Татарстаном. Говоря, что это узкие, с ними Бог, понимаешь ли, а с нами, понимаешь ли, нет никого, да, получается. Аллах не с нами, получается, да, с ними только Бог. И в итоге вот эта система, которую мы сейчас видим здесь, в Ираке против сирийцев, шииты такую тему делают. И что я хочу сказать? Что мы в таком же состоянии живем. В точно таком же состоянии. Давление идет не только в Башкортостане, Татарстане, и в Дагестане, и в Чечне, и так далее. Везде оно, как говорится, присутствует. И в Черкесии, везде, короче, да, давление идет этого узкого мира. Почему? Потому что они просто хотят нас выгнать с наших территорий, чтобы мы, как вот релоканты, уехали к чертям собачьим и оставили им земли. Поэтому этого не должно происходить. Мы должны их уничтожить раз и навсегда. Уничтожить таким образом, чтобы они с болота московского никогда не вылазили. Никогда. Не то, что там в Украину пошли там или еще куда-то. Никуда, чтобы они не вылазили. Вот примерно вот это мы должны достичь, ну, как сказать вам, цели. Вот этой цели мы должны достичь и донести это всему народу, что мы должны все подняться и сказать, что здесь земля Башкортостана, здесь земля Татарстана, и все территории это принадлежат только нам. Тут нет узкому миру ничего. Ваш узкий мир, именно узкий мир в Москве. Все, вот живите в своем московском болоте, маленьком узком месте. Все, вот это ваша территория. Как хотите туда власти. Не хотите влазить, значит будете принудительно Башкортостан на Татарстан учить наши языки, если захотите жить спокойно с нами. Не захотите, будете толпиться вон и жить, как говорится, в своих торфяниках. Только так мы должны действовать. Поэтому не нужно зацикливаться на манкуртах и тех, которые лизоблюдах Москвы. Хабирова, Минниханова и так далее, Кадырова. Мы не должны их слушать. Мы не должны под ними быть вообще. Мы должны полностью, как говорится, собраться. И даже... кто-то вопрос задавал недавно. А как, говорит, своих что-то будем... Как мы своих-то будем делать? Типа, где-то с кем-то я общался, вопрос задают. Своих, вот именно, своих нам нужно начинать уничтожать. Вот именно. Нам надо учиться на своих. Вот это вы должны раз и навсегда понять. Когда говорят, что как мы своих, как мы чужих, как мы чужих, как мы своих. Вот именно как. Вот так. Вот учитесь уничтожать своих. Или вы языком их вправляете, или придется им ложить их. Ложить придется их, блин, по-другому никак. Вы не думайте, что вам они скажут, килдингме, ярар, давай, синя, щак, туда-сюда, бишбармак, кишер, блин. Вам ничего никто не даст. Вам скажут, ты против Путина? Все тебе, конец, короче. Понимаете, они нас уничтожат. Поэтому, чтобы нас они не уничтожили, мы первые должны их предупредить. Вы или за нас идете,
против Москвы, или вы тоже так же, как с узким миром произойдет, все поляжете, как говорится, на этом пути. Потому что мы зайдем для очищения, как говорится, Башкортостана с Татарстаном, для очищения от узкого мира. Как они пытаются очистить нелегалов, а мы будем очищать этих маразматиков, нацистов узкого мира. Вот и все. Тут далеко идти не надо. То же самое. Бумеранг. Проблем нет вообще. Идем дальше. Ну, это тоже так для общего понимания, откуда-то что-то почитаю, чисто чтобы кто вникнет, тот поймет. О чем тут говорилось, я как бы сам пока не вкурил, но давайте вместе будем вкуривать. То, что произошло со мной во Дворце народа. Сегодня я вместе с группой ученых и студентов шариатских наук прибыл во Дворец народа по любезному приглашению господина президента. Это какой-то автор пишет этого телеграм-канала, я так понимаю, или кто-то пишет. Когда наступило время ифтара, мы прервали пост, а затем отправились на молитву Магриб, специально отведенное для этого места. Придя туда, мы увидели молодого человека, который вел молитву в качестве имама вместе с 3 другими людьми. По-видимому, они были работниками дворца, имам был одет в поварскую одежду. К этой молитве присоединились господин президент Ахмад Шаара и ученые, среди которых были шейх Усама Ар-Рифаи, доктор Мухаммад Абу Аль-Хайр Шукри, доктор Ибрахим Шашу, шейх Абдрахим Аттун, я смиренный слуга и другие. Таков этот великий ислам. Салман, один из нас, из Ахаль Аль-Байт. Ясин Алуш какой-то написал. Я не при делах. Но суть в конце только раскрывается. Я так понимаю, что он был с такими высокопоставленными, так скажем, людьми Сирии, и с ними делал, как говорится, ифтар, и читали, как говорится, Магриб. И еще насчет Салмана определение. Салман один из нас, из Ахаль Аль-Байт. Это слова пророка Мухаммада, салам, сказано о Салмане Аль-Фариси. Да будет доволен им Аллах. Эта фраза является примером того, как ислам стирает границы между народами и объединяет людей по вере и благочестию. Ну, наверное, суть вот этих высказываний, я так понимаю, к тому, что у нас определение того, что син башкирт, мин татар или син казах, узбек, по идее, да, по исламу у нас не должно быть этого. Это определение как бы нашей просто принадлежности какой-то нации. А в итоге мы все мусульмане, альхамдулилля, все. Но в каких-то моментах, само собой, мы разделяем себя на какие-то нации. В этот момент главное, я всегда говорю, и в Коране это написано, да, держать субординацию. Иметь свое с точки зрения и свое я, и свою субординацию. Не надо, как говорится, переходить черты, так скажем, ну, человечности, так скажем, вот так громко, да, человечности переходить, да, и исходя от этого, когда мы Башкортостана, Татарстанда развивать будем именно вот эту тему независимости башкорт тілін, татар тілін и так далее, мы в первую очередь должны будем посмотреть именно на Азию. На Азию. Это в первую очередь Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. А потом уже дальше кого-нибудь мы подумаем. Вот этот уже сыр-бор с этой темой, с Пакистаном и какой-то на Б, вот это я даже повторить не могу, вот этим Пешаваром, ну вот этим другим каким-то подобие, как Бангладеш, это название забыл, вот это только что читал вам. Вот этим местом, короче говоря, те мусульмане, они будут знать обходиться сами. Они как-то сами должны свое как-то построить систему. А мы вот самые такие близкие, языково близкие люди должны сами объединиться.
объединиться как раз-таки по той дороге, которую я вам предлагаю. Когда мы возьмем Новую Землю и Ненецию, там наверху, на севере этой Пи России, мы сделаем морской флот, мощный морской флот. У каждого должен быть корабль, подводные лодки, у каждого государства должно быть свой морской флот. И от этого морского флота будет исход того, что мы сможем уже с миром работать под диктовку. Они, не мы их будем слушать, а они нас тоже будут прислушиваться. Поэтому, когда вы говорите клочок земли Башкортостана взять, это неправильно. Это погибель тому, что ты будешь марионеткой чьей-то, большой акулы, а ты всего лишь маленькая рыбка будешь внутри этого. И поэтому за эту маленькую рыбку подыхать я не вижу смысла. Если ты берешь большое, надо брать куш, так сказать. Әйме, олы жирін алырға керек. Шул олы жир үшін күрәшсәң, қанағат боласың. Бәләкәй җиргә қанағат булмыйсың барыбер. Чөнки не стоит этого делать. Не стоит. Вот как вы жили в этой Пи России, лучше так и живите, если вы рыпаетесь на маленький Башкортостан. Понимаете? Это не предел нашего существования. Наше существование – это наше желание, наш навс. И мой навс, допустим, именно по принципу уничтожения московского вот этого ига и он такабрлеген состоит в том, что именно по территориям их выдолбить. По территориям. Почему? Потому что когда мы возьмем большие территории, в этой территории к нам попадают, я 1000 раз уже повторялся, другие какие-то населения. В первую очередь это удмурты попадают и в Татарстан, и в Башкортостан. И коми, удмурты попадают. Слева попадают еще марийцы Татарстану будут попадать. Исходя от этого, это их не плюс будет, что мы им дадим развиться. Мы им дадим развиться. Если они останутся в окраинах, они умрут. Они исчезнут. Поэтому, исходя от этого, как в Норвегии, всегда я вам приводил примеры в прошлом эфирах, Суоми в Норвегии, эти Суоми на Тромсе, я жил в стороне Тромсе в прошлом, очень много Суоми, которых норвежцы не ликвидировали. Наоборот, у них есть нюношк это как бы нюношкбук, новый норвежский язык и саамский язык. Он, наверное, похож, я не знаю, но, по крайней мере, те знают и саамский язык свой, и норвежский знают. И нету никакого нацизма. Это почти что один и тот же народ. Явно эти норвежцы вышли из этих Саом. Оно не может быть, что вышли они оттуда или отсюда. Явно кто-то откуда-то вышел. Поэтому, исходя от этого, у нас та же система. Когда мы говорим о том, что у нас коми это что-то не наше, это финно-угры или там в Перми непонятно кто, это тоже типа не наше, как Габасов обычно говорит, Челябинск нам не нужен, это болезнь. Это болезнь страха, того, что ты не можешь осилить. Что ты не можешь осилить? Что ты не можешь осилить? Как будто бы син үзің кетіп барасың бір үзің что-то осиливать. Син халық белән сөйләшәсең, әңгәмә яса, халық белән, халыктан сора, халық белән сөйләш. Что нам нужно? И диктуй свое. Таким образом, что территории наши вернуться должны все. И когда я читаю Алдар Батыра, я понимаю, что мы, может, не только на Челябинске остановимся, и там есть отголоски Кургана, если отголоски Курганской области, и там ходил Алдар Батыр, то в последнее время я прихожу еще одному мнению, что Сибирь татарларының территориясын төмәнне дә без аларга эшләп бирергә тиеш булабыз. После Башкортостана, если будет соединять тюменские областя, все сургуты, мургуты, татарские наши общины, татарские, Сибирь татарлары, это будет идеально. Получается, здесь татарлар, уртада башкортлар, и теге читебездә тагын татарлар. Это уже идеально, чем буряты. Лучше пусть татары будут, Крым, Сибирь татарлары, чем буряты, потому что буряты все-таки какие-то многобожники, крестоносцы. А там будут татары, которым тоже мы также подтянем ислам, подтянем их язык,
и поможем. Татар белян башкирт как раз-таки их поддержит, как раньше Кучумханы, все вот эти нас поддерживали, помогали башкиртларга, Алдарбатыру и так далее. Мы должны будем подтянуть их язык. Подтянуть, потому что у них язык, во-первых, не такой. Мы должны им дать оригинальный литературный татарский, литературный башкирт тілін беретежбіз. Очень много сібір башкиртлары. Сібір башкиртларын тоже отдельно нужно будет агломерацию делать, создавать такие же гетто, так скажем, да, создавать им вот эту общину, не узкую общину, а уже как бы вот эту, этот община демигенде она, хайванский по узкому мнению получается, махаллалар. Татар һәм башкорт мәхәлләләре. Мәхәлләгә бүленәбез без. Без мәхәллә әхилләре булабыз. Поэтому, исходя от этого, ислам, в первую очередь, войдет в Башкортостан и Татарстанга, он сам расставит все над «и», как говорится, точки над «и». Везде будет исламская система, как вот здесь как раз-таки сейчас потом дальше прочитаем, как будет происходить в Сирии действия, и мне тоже как бы как-то откликаются эти моменты. Ну, само собой, я не вписываюсь на все 100% на эту тему, но мы будем к этому идти. Примерно так. Давайте я прочитаю, как я дошел до этого места. Сирия готовит новый конституционный документ. Сирийские СМИ сообщили, что в стране готовится новый конституционный проект, который будет сосредоточен на справедливости и осуждении преступлений предыдущего режима. Само собой, преступление, осуждение режима, не то, что у нас будет осуждение, у нас будет уничтожение. Мы не только осуждать будем, а мы будем уничтожать полностью, сжигать все книги узкого мира, начиная с ленинских всяких хайкалов, bütün хайкалларны югалтырга нахрен. Монумент дружбаны Уфага киргаш, оны шортлатып ташларга полный, разобрать на кирпичики этот чертовый красный вот этот кол на земле, лишний мусор Уфада, как говорится, он кайып тора анда белән, нәрсәкәй ненужный, как сказать, столб. И все, что связано узким миром, все церковьларны, bütün әйберләрне Уфадан югалтырга, бүтінсін кырып, сібіріп, бүтінсін разрушить к чертям собачьим. Максимально вышки ихние вот эти разрушить, а остальное здание, если оно целостное, то его переделать под мечети. Переделать мечеть, медресе, мектеб, детский сад, так хоть что можно, что-нибудь сделать, библиотека, конца до концов. Короче говоря, любая вещь, если оно не ущербное к этому местоположению, все переделывать. И потом, как раз, пока не забыл, добавлю, и потом дочитаю. В тот раз где-то там Габасов говорил насчет карстовые породы, там машина провалилась куда-то Уфада, если видели маленькие ролики, машина провалилась под землю и так далее, и там как бы они как где-то карту загружали, вроде бы карту посередине Уфы, и я в тот раз тоже вам предлагал, когда историю читал, добавлю еще в этом сегодня, как по новостному теме идем, добавлю еще более, чтобы это было на всякое укрепление моих слов. Где мы обнаружим, что земля проваливается, везде высотки там нужно будет или снести к чертям собачьим, пока они не провалились, или ждать, пока они провалятся. Какой-то, как говорится, Аллах сакласын, какое-то дурацкое такое, ну, зарар кильмагенше, надо будет решать этот вопрос. Поэтому эти места, вот эти проломы, так скажем, под землей, так сказать, или как, я не знаю, пустоты, нужно будет перепроверить, если у нас не будет агрегатов, перепроверить эту всю хрень, нужно будет как раз-таки с Европой, еще с кем-нибудь работать, с людьми, с иностранными, которые реально шарят, как говорится, подземельными вещами, что творится там, ну, если у нас не будет аппаратуры увидеть. И вот эту тему нужно будет проверить и полностью по этой территории только строить одноэтажные здания. 1-2 этажные здания, которые не будут приносить больно ущерба, чтобы человек, если даже там будет находиться, чтобы он успел оттуда уйти, конечно. Под землей у тебя земля уходит, ты не можешь уйти, конечно. Я не знаю, как это будет происходить. Но, по крайней мере, на эти земли хотя бы надо строить так что-нибудь. Даже сваи даже невозможно там строить, это же не вода. Ну, не знаю. Короче говоря, я считаю, что на этой территории больно тяжелые здания нельзя ставить. Если эти здания там уже стоят, нужно будет конкретно их как-то уже как-то, не знаю, облегчить, что ли.
перевести тамошний контингент людей, допустим, если оно стоит вот посередине Уфы, я предполагаю, если оно идет посередине Уфы, как там сказано, это вся Уфа. Понимаете, это, я вспоминаю, центральный рынок, там стоит вот это чертов Уралсиб, здание Уралсиба, самые там, высотка наша, 20 или сколько этажей там, 28 или сколько, я не помню, этажей там, оно уйдет сразу, как этот, в Америке в 11 сентября, блин, хуяк, все, тамам. Понимаете? Поэтому у нас, если карстовые вот эти породы, движение начнется, Аллах, бля, когда это начнется, когда мне говорили, у нас землетрясений нету, мне по жизни втирали, Башкортостана землетрясений нету. Что только мы не увидели. Аллах Та'ala землетрясение, юг жерде землетрясение эшләргә может. Без койдан беләбез, нәрсә була иртәгә. Землетрясение бор или юг. Поэтому мы должны со всех щелей преобразовать Башкортостанны жерләрен таким образом, чтобы народ наш просто так, живя на ровном месте, не умирал. Потому что мы не с кем-то воевать не идем. Мы один раз отвоюем от Москвы все территории. Потом уже мы не будем херней маяться за всеми там в драку лезть. Мы создадим атомную бомбу, поставим его куда-нибудь и все. Будем, как говорится, этим булыжником всем махать налево-направо. Будем говорить, что хочешь? Все, иди нафиг. И поэтому нужно будет обязательно сделать атомный ледокол, чтобы на севере у нас стояли атомные подводные лодки, чтобы любое какое-то движение, какая-нибудь муха пернет, мы, чтобы сразу, как говорится, заткнули, как говорится, ихние задницы всем. Примерно так. Ключевые положения Конституции. Давайте прочитаю уже. Исламское право станет основным источником законодательства. Это хорошая тема, и мне тоже нравится, но право станет основным источником законодательства, мы как бы досконально не можем это сказать. Почему? Потому что у нас более правовое государство будет, у нас уж не будет весь такой исламский этот мир, да, ведь будет у нас 50-50 примерно, да, но права, исламские права, вот если они будут работать в Конституции, это самый раз. Это в первую очередь борьба против коррупции, против грехов всяких. Вот примерно вот на эту тему оно будет как раз-таки кстати, чтобы мы, как говорится, укротили свой нафс. Любое какое-то движение левое из прошлого, так скажем, народ с прошлого еще останется, и этот народ, чтобы укротить, мы должны будем жесткие какие-то меры предпринимать. Именно по исламской теории, так скажем, не заговора только. Государство будет иметь исключительное право на оружие и будет уделяться внимание защите мира и безопасности внутри страны. Само собой, бренче, армия и, как говорится, так скажем, граница армейса, как это, аскерлер обязательно. И внутренние, короче, ну, не знаю, как их ментами называть, не знаю, как-то язык не поворачивается. Ну, так скажем, полиция, я не знаю, как-то им тоже надо будет как-то дать название. Башкорт һәм татар телендә что-то, оно правильно как-то должно звучать, понимаете, вот какое-то вот правильное название, чтобы отголосков не было. Копы там, бегите, менты, бегите. Вот этого не должно быть, чтобы от ментов Башкортостан и Татарстан никто не убегал. Понимаете? А они, наоборот, должны приходить на помощь. Менты, так скажем, по узкому языку, если будем говорить, чтобы эти полицаи были, наоборот, помогаторами людей, а не какими-то тварями, которые грабят, коррупционируют и так далее. И ГИБДД обязательно, если, не дай Аллах, какая-то мразь из прошлого в ГИБДД захочет взять какой-то штраф и получить что-то, сразу увольнение и в черный список. Все, чтобы его никогда в жизни на работу никто не взял. Вот до такого его зачмырить, этого человека, если в ГИБДД какая-то сволочь что-то сделает. Вот это работать будет по исламу. Вот это и есть ислам. Понимаете? Халяллик. Халал үйіне алып барырга тиеш. Башкорт белән татар акчаны халал, баласын халал ашатырга тиеш. Харам безне дәүләттә булмаячак, Алла берсә. Вот это самое то ислама.
Идем дальше. Президентская форма правления без должности премьер-министра. Вот это я не вкуриваю, это мы потом разберем. В первую очередь могу сказать так. Парламентский будет, парламентская, курултайская тема будет. Халық жиынлары. Йыында без бүтінібіз сөйләшіп, шунда хәл итәбез бүтін эшләрне. Безгә кирәкми какой-то президентская форма правления и без премьер-министра. Нет, у нас будет конкретно, что президент это менеджер, 3 года отпахал, и иди нахрен. И все, вот шулай гына булырга тиеш. 3 ел, ул бер кем булмаячак. Как я вам когда-то намекал, говорил, в Норвегии, как чувак, короче, стоит, мэр Ставангера, короче, в шортиках такой, стоит в очереди, короче, в магазине, Рематусон там или где там у них в продуктовых магазинах. И как спокойно с людьми покупает продукты и идет домой спокойно. Но живет, допустим, в резиденции этого человека, там, мэра там, или президента и так далее. Поэтому, исходя от этого, человек должен быть, так скажем, спущенный. Ну, так скажем, опущенный здесь неправильно, а вот бистакабрлек. Обычный человек, 3 года, отсидел на своей должности и смотался. И в глаза мы его больше никогда не видели. Примерно вот так, понимаете? Только 3 года. А все решалово по Башкортостану и Татарстану должен будет делать парламент. Только парламент будет решать, что как быть. Все, вот только парламент. А парламент решать будет это с народом. Это народ с народом будет решать. Почему я как раз-таки назад возвратимся насчет гетто, вот эти районов. Почему я на эту тему буду решил это сказать тоже. Как раз-таки это мнение вот бара-бара, суляша, окол киля добавляю, да, всякие приколы, так скажем, в этой теме. То, что мы должны будем вот этот районы, так скажем, Мишкинский район, туда, где вот узкожопых много, как раз таки, или там башкортлар мында, татар мында, короче, распределение людей, как раз таки будет оно и голосовать. Понимаете, при голосовании людей эти люди будут, как говорится, ставить своих людей. Но, одно но тут есть. Вы скажете, а что, узкие тоже будут голосовать? Нет. Мы это счастье им не дадим уже никогда в жизни. Узкий мир голосовать вообще не будет. Не в их приоритете будет это вообще. Они будут просто жить как овощи. Вот как овощи. Просто живут и все. Вот так. Сгнили, сгинули. Вот и все. Живут как овощи. Примерно так. Бүгін бар иртәгә юк. Менә шулайрак кына. Бүтін сайлаулар башкорт белән татарның эчендә генә үтәчәк. Менә башкорт белән татар үзене районларыннан без аны кантонларга бүләбезме, нәрсәгә бүләбез, Алла белә. Разделим. Мы Башкортостан делить будем, само собой, на какие-то агломерации. И это будет таким образом, что... Сейчас вот это... Вот эти районы, как раз таки, вот эти районы будут делать сойлау, это выборы, где они будут выдвигать своих каких-то президентов. До мелочей уже не будем давайте спускаться, там мэры, туда-сюда, там, вот так. Именно вот этот выбор будет стоять, допустим, вот 10 регионов будет, допустим, да, ну, там уж 10 точно не будет, Пермь еще, Коми, вот это их тоже надо добавлять. Допустим, где вот контингент башкортлар, татарлар, они будут выбирать своего человека, и от этого человека мы будем исходить. Значит, ага, допустим, какой-то Салаватский район, допустим, выбирает президента. Все, выбрали, мы оценили, посмотрели, все. Он будет 3 года президентом. 3 года. Все. Потом другой район. Вот таким образом каждые 3 года будут меняться президенты. Все. А вот парламент будет, как говорится, избираться, ну, я думаю, наверное, также по землям, по всем землям, где проживать будет башкортлар, хам, татарлар. И я считаю, что по всей территории нам нужно будет жить уже. Нам нельзя будет зацикливаться в одном территории только жить. Нам принципиально надо будет овладевать всеми территориями.
чтобы выжимать узкий мир полностью. Поэтому бізге бүтін Мишке районында да, башка районда да, бүтін жерлерде, это я сейчас Мишке говорю, он потом поменяем эти районы, это вообще не звучит. Все названия поменять, чтобы мы понимали, что во всех названиях мы слышали только башкорт һәм татар кешеләренең исемләрен. Менә шулай. Самое главное, башкорт татар да түгел, мусульман исемләре булырга тиеш. Самое главное. Так, переходной период правления составит от 3 до 5 лет. Вот этот момент я не вкуриваю, переходной, я уже об этом тоже говорил, переходной период правления. У нас не будет этого, я уже вроде один раз отвечал, у нас не будет переходного, у нас новое государство строится. Туганлар, безда никак не может переходной не будет. У нас нету, допустим, Асада, Масада, у нас нет такого, понимаете? У нас есть узкий мир, вообще другая нация. Это их нация, но и то, те алавиты, эти сунниты нормальные, а те какие-то шайтаны, у них тоже, по идее, да, другая нация. Ну, а у нас-то вообще другая нация. Вообще туган тугулю. И исходя от этого, безда не будет вот этого переходного периода. У нас будет просто нововозрождение, так скажем. Балкып шыққан дәулет была мына шулай, яп-яңа теге яфрак шыққан кебек, понимаете, мына шулай. Что-то такое новое будет, рожденное, новорожденное. Башкортостан на Татарстан. Вот так. Поэтому нам с кем-то делить там не надо ничего. Вот примерно так. Это нам не подходит. Правительство будет работать над защитой прав человека, независимости судов и разделением властей. Разделением властей. Насчет этого правительство будет работать само собой. Я вам и говорю, парламент будет работать. Парламент будет это все решать. Кто будет президентом, кто будет это. А вот весь парламентский сыр-бор, само собой, будет решаться от голосов людей, живых людей. Никто не будет там с Кремля решать нам. Этого поставь Гагашвили, этого Швили. Не, Швили-мили не будет уже у нас. Сталинград не будет. Особым вниманием будет уделено борьбе с внешними угрозами безопасности. Ну, само собой, аскер армиялары обязательно. Башкортостан белән Татарстан периметрында обязательно булачаклар. Особенно первоначальные моменты. Вот так набегами будет узкожопые алямындан уже не смогут что сделать, когда их мы вздрючнянем. Они просыпаться будут, отомстить нам что-то. И вот в этот момент мы должны будем долбить их, как говорится, их обратно отправлять и на тишина. Призывы и действия, угрожающие стабильности страны, будут караться законом. Но призывы чего-то, Башкортостана, Татарстана, от узкого мира, не законом будет караться. Сразу смертная казнь. Сразу, на месте, сразу. Какая-то мразь выйдет и скажет, что он не согласен независимость с Башкортостаном, Татарстаном, если даже это будет какой-нибудь башкорт или татар, все отопкана утерга на месте. На месте отопкана. И это будет нормально. Это будет нормально, чтобы такие мрази вообще даже не распространяли, как говорится, свою какую-то диктатуру внутри Башкортостана с Татарстаном. Новый проект будет опираться на принципы Конституции 1950 года. У нас никакой Конституции нету. Нам это не грозит. Конституция Башкортостана и Татарстана будет писаться отдельно, исходя от своих наших приоритетов. Башкорт һәм татарны үзенең менталитеты буенча һәр әйбер язылачак. Не нужно нам учить, чьи-то там, чьё-то копировать мы не будем. Мы, конечно, основные мировые темы будем копировать, допустим, там, ты черный человек, ты белый человек, черно-белое, там, само собой, это будет делиться, точнее, браться от них, а внутреннее что-то, какие-то там, касающие Башкортостана, Татарстана, оно не будет касаться никого. Все будет излагаться. Татар үзенә яза конституция, башкорт үзенә яза. Все. Два разных конституции будет. Где-то только отголоски будут одинаковые. Мировые. Все. Другого не надо там. Велосипед не надо придумывать там. По идее. Ну вот, да еще дочитаем, тоже закидывал.
Так, по порядку идет. 144 пакистанских военных в плену, белуджские, вот белуджские, не могу запомнить это слово, борцы требуют освобождения соратников. Борцы за независимость Белуджистана взяли в плен 214 человек, включая 144 военнослужащих. Пакистан требует освобождения своих сторонников из тюрем. Как сообщает The Balochistan Post, бойцы белуджского движения во вторник утром в долине Болан захватили пассажирский поезд, в котором находилось более 400 человек. Пресс-секретарь армии освобождения Белуджистана Джинд Белуч заявил, что белуджские силы ответили на военное давление и прогрессии Пакистана. Он предупредил, что в случае новых атак армии Пакистана будут казнены 10 заложников, а затем по 5 человек в час. Борцы за свободу потребовали в течение 48 часов освободить заключенных сторонников белуджского сопротивления, многие из которых находятся в пакистанских тюрьмах по политическим мотивам. Вместо диалога пакистанские власти начали масштабную военную операцию по освобождению заложников, отказавшись от обмена. В результате столкновения уже убито более 20 пакистанских военнослужащих. Вот этот момент я, конечно, там далек, пока не понял. Карту-то я вам показал. Белуджистан это другое государство, Пакистан другое. Что они друг к другу заходят, получается? Или это все Пакистан? Вот это я так и не понял, короче, хз, короче. Но суть, ладно, фиг с ним. У нас вообще другая история будет, что у нас один враг в Москве. Все. Мы его, само собой, должны будем казнить, полностью выкинуть нахрен с нашей территории Башкортостана, Татарстана. И тут разговор короткий. Мы не будем там церемониться с ними, там какие-то там захваты делать, похваты делать. Нам ничего не надо, как бы, с херней страдать. Нам, в первую очередь, полностью избавиться от диктатуры узкого мира. Все, вот наша задача. Нам больше ни хрена ничего не надо. Так. Что тут еще? Ну вот опять. Вот это правда говорят, потом неправда говорят. Вот этот дебилизм, короче, в Узбекистане. Послушаем. Тут нет звука, блин. Прочитаем. Иммиграция китайцев в Узбекистан. Вот это прям, я сегодня как-то раз по новостям слушал, что ой, не надо раздувать, этого нету, говорят. А внутри-то люди по-другому говорят. И вот давайте почитаем. Иммиграция китайцев в Узбекистан. Возможные последствия для религии. В последние месяцы в Узбекистане все чаще можно встретить группы китайских семей. Видеозаписи подтверждают значительное увеличение потока людей из Китая. По данным на 2024 год, в страну прибыло около 60 тысяч граждан Китая. Более 100 китайских мужчин вступили в брак с узбекскими женщинами. Вот это меня убило вообще, блин. Вообще рехнулись. Если это правда, это просто писец. Узбеклер китайская козларын ирге берген. Рехнулись вы, что ли? Ну, я думаю, это вранье, блин. Прогнозы на 2025 год еще более впечатляющие. Ожидается, что в Узбекистан приедет около 1 миллиона китайских буддистов. Вот это тоже меня вообще поражает все, вот то, что происходит, блин. Я это уже одному кыргызу написал, я говорю, вот, да ну, что там происходит, он мне написал, я ему тоже скинул это, он даже не в курсе. Я говорю, и у вас это происходит. Вы как бы не зацикливаетесь насчет Узбекистана, у вас Кыргызстан такой же. Один раз вот так, ням, и все, проглотит Китай вас всех, кыргызов. Вы не думайте. Вы там тапочками не отобьетесь китайскими. Шлепнет так они, блин. Все. Они на первом месте сейчас по военке, по всей теме, по дронам, по всей херне на первом месте стоят. А вы что? Вы что, за россияне Итагина кошасызма? Вы за кого спрячетесь? Кто вам поможет? Таджики с узбеками помогут? Да вы с ними, блин, как кошка с собакой. Вы не можете еще пока общий язык между собой найти еще. Поэтому тут каждому это касается. Почему я постоянно озвучивал и постоянно об этом говорю всем изначально, что нам нужно уничтожить Москву. Нам уничтожить нужно Москву. Когда уничтожится Москва, у нас уже будет не диктатура в республиках, там, в странах, а будет уже демократия. И в том же Узбекистане проблем нет. Но для того, чтобы уничтожить Москву, нам нужно всем вместе как-то собраться. У нас другого варианта я не вижу. Потому что у нас одна проблема. Я пытаюсь Башкортостан Татарстаном. Но, как помните, на том эфире на днях я сказал, что
мы должны собираться все вместе, забрать территории Северного Башкортостана, Пермь, Коми и так далее, чтобы это тоже для общего понимания, для всех народов, которые проживают внутри России и не внутри России, мы все в завязке. Мы все в завязке. Я как-то, ну, далеко к этому шел. Далеко я и вот так говорил, так. Но уже время, наверное, приходит конкретно об этом говорить. Потому что уже «Кагазга урап», вот это красиво вам преподносить уже не вижу смысла. Надо конкретно говорить, что Китай вас жрет. И вы уже становитесь зависимыми. Почему? Потому что вам нужна была другая от России какая-то сила. Ну, как бы объем каких-то масштабных дел. И вот вам это китайцы. Вам эти китайцы дают вот этот объем. Индусы, китайцы. Вот этот объем к вам придет. Почему? Потому что вы не сможете сами осилить себя. Почему? Вы можете осилить себя. Вы не можете осилить почему? Потому что вы в коррупции живете. Если вы уничтожили бы свою коррупцию со времен Каримова, то Узбекистан давно уже всех людей собрал бы, эти 6 миллионов в России, и все вывез бы в Узбекистан и жили бы богаче, чем другие в мире люди. И позволяет все. Все позволяет. Но, как и в Башкортостане и в Татарстане, нету духа. Я уже, помните, в прошлом году еще говорил, духа это нету. Встать против правительства. Понимаете? Вот в чем проблема. У нас одна проблема. Духа нету. А дух китария. Вот подобие меня, людей должно не один-два выходить в эфир, а миллион нас должно быть, которые будут говорить узбек-тур, башкорт-тур, татар-тур, казах-тур, тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур, тур-тур-тур-тур-тур. Вот так, короче. Понимаете? И дальше читаем. Китайские власти активно продвигают программу переселения своих граждан в Центральную Азию. Я когда-то вам говорил об этом. Когда-то я встречал в Норвегии одного китайца, наверное. Не китаец он, а дунганец. Дунганец сказал тогда мне, глаза открыл мне, у меня в шок был, но сейчас, говорят, уже это прошло. По $1 миллион, что ли, давали китайцам, которые выезжают в другую страну. Я вам 1000 раз об этом говорил. Выезжают в другую страну, и этим китайцам дают по $1 миллион, чтобы они там развивались. И так семьями уезжали китайцы в другие страны и развивали свои контингенты. И тут я где-то услышал такую фигню. Ну вот же, в Америке китайцы, в Европе китайцы, они же никого не проглотили. В Африке китайцы. А? Эритрия, Эфиопия, китайцы. Полно. 2018-17 год я это 1000 раз от эритрийцев Эфиопии слышал. Лично от моих знакомых. Вместе тусовались, так скажем, в одном месте. И они говорили, что у нас очень много фабрик китайцы. Нам, говорит, каплю вот так. Томазып акша берелер, я чуть-чуть деньги дадут, и мы работаем, говорит, черные африканцы. На их фирмы работают. Рабов нашли. Как ишаки, говорит, работаем. По 24 часа, говорит. И копейки денег дают. Вот в то время он сказал, от силы, говорит, 100 или $200 дают, сказал он. В Эритрии. Где в Эритрии 180 миллионов. Вроде он говорил, если не больше. 180 миллионов населения. Китайцы там тоже. Рис сажают. Туды-сюды, короче. Захват. Захват. Они вот таким образом захватывают. Им война не нужна. Они, как раз так фильм смотрю, троянские кони. Троянский конь. Троянский конь, оказывается, откуда вышел? А оттуда увидел, вот фильмы тоже иногда надо смотреть, поучительные. Троянский конь вышел, оказывается, именно в Риме или в Италии, я не понял, вот там, я не помню, вот где-то вот этой херне, когда война шла, Троянский конь образовался таким образом. Когда итальянцы или Рим как друг с другом воевал, кто-то воевал с друг другом, не могли захватить одну крепость. Византия или... Я не знаю, где это, какой Троянский конь, какого года, блин. Короче, вот этот процесс сам расскажу. Война между собой, крестоносцы воюют между собой,
И тут они не могут одну крепость захватить. И тут, получается, они сделали что? За ворота они пригнали коня, огромного коня деревянного. Огромного коня деревянного. И они открыли ворота. Завезли коня. Конь, представили дворец и шел. Как падение Казани. Я сразу представляю это. Завезли коня этого, троянского коня. А там внутри этого деревянного коня были вот эти враги. И они открыли, вышли, получается, из этого коня деревянного. И всех положили нахрен. Вот тебе троянский конь. Это, получается, крыса внутри. Внутри вас крыса, троянский конь. По компьютеру мы понимаем, троянский конь это вирус. А это вот как раз человеческий вирус. Вот откуда вышло название троянского коня. Это я в фильме так понял. Поэтому, исходя от этого, троянский конь Китая работает. Работает. Так работает по Узбекистану, по Кыргызстану. Кыргызстан индустрия, такой маленький пятачок Кыргызстан. И людей там от силы, не знаю, сколько у кыргызов там, 6 или 8 миллионов. 10 пусть будет. А у узбеков-то 37 миллионов. И под 40. Вот и думайте. Троянский конь китайский. А вы не можете понять, что почему нет, захвата нету. Да, все будут говорить, захвата нету. Захвата нету будут говорить. А почему? Потому что троянский конь, именно он работает вот таким методом. Ты не замечаешь, как ты становишься, как говорится, китаёзой. Уйгурларны нәрсе эшләгәнен белмисезме? Уйгурларны выдавили. Таким образом, троянский конь работает в Уйгурстане. Хорошо работает. Дочитаю уж. В Узбекистане, где ислам исповедует большинство населения, прибытие большого количества китайских буддистов может привести к росту религиозного разнообразия. Возможно, постепенное влияние буддизма на население. Некоторые жители страны называют этот процесс канонизацией. Нет, против узбеков буддизм не будет работать, потому что узкий мир даже не смог христианизировать узбеков. Нет, Аллах согласен, такого нет. Буддизм не пройдет, это уже больно сильно написано здесь. Буддизм не пройдет, а вот коррупция пройдет. Понимаете, коррупция будет еще жестче, еще больше, потому что троянский конь китайцы, они будут вас покупать деньгами. Вы все сдадите там. И дома, и дочек отдадите, и сыновей отдадите. И там пойдет пипец, короче. Все узкоглазые будут. Вроде бы у меня не так сильно узкие глаза, а там будут узбеки узкоглазые. Ё-моё, скажешь, блин. Понимаете смысл, что? Вот. Это и есть конбазу, разжижение крови. Испортить кровь и есть троянский конь. Это вирус и есть. И Китай почему не воюет? Нахрен ему воевать, когда есть троянский конь, понимаете? Поэтому, когда узбеклар, кыргызлар, таджиклар это догонят, будет война, будет месиво. Но для вас мы есть, мы вам сейчас это глаза открываем. Сейчас у вас до месива время есть выгнать. Как турков, мексиканцев вздрючили, выгнали. Также выгоните нахрен Китай. Все. Все, не работайте с Китаем. Курып кетип там ишлейдиган ерлер. Индонезия бар, другие богатые страны есть. Работайте с другими. Идем дальше. Как раз вот об этом и как раз о России потом. Он возобновляет помощь Рохинджа в Индонезии вопреки сокращению финансирования США. Рохинджа, если вы помните, это Бирма, Мьянма, 2017 год. Китайцы убивают, монахи-китайцы убивают вот этих недоделанных мусульман. Они как бы мусульмане, но, так скажем, хотят мусульмане, хотят не будут намаз читать. Вот из этой категории, короче. Не сильно втянутые в ислам люди.
Потому что Мьянма, они микс, короче, индусов и микс китайцев, я так понимаю. Вот что-то такое у них там. Миксованные какие-то черные люди. Индусы, Бангла, Мьянма. Короче, джунгли, короче. Народ из джунглей. И вот этот народ свалил, оказывается, Рохинджа. Вот именно долбили по Рохинже. А Рохинджа, она проходила если не ступлю я, если я не совру, по-моему, по территории Рохинджа, зачем это Китаю нужно было это, проходила, сейчас скажу я вам, проходила система какой-то земли Китая, куда-то пройти, короче, то ли к океану, я не знаю, не соврать, это надо посмотреть по карте. Ну, какая-то проблема была, короче. Именно по этой Бирме и Мьянме проходит путь к морю, к океану. Это нужно китайцам. Они мешают. Они мешали вот эти мусульмане, так скажем, как и уйгуры, китайцам, чтобы туда проникнуть. Тайвань может там рядом, я не могу сказать. Может, я о чем-то сейчас запутаю вообще вас. Карту надо смотреть. Короче, суть. Там выход на море. Поэтому Мьянма, Бирма мешает им. Поэтому они решили уничтожить их. Через троянский конь. Опять троянский конь. Через буддистов. Понимаете смысл какой? Это то же самое, что засунуть сирийских, в прошлом, как я всегда говорил, в древности ассасины. Ассасины из Сирии, асадовские подобие, да, вот мрази, почему Сирию захватили. Вот это работа ассасинов. И вот как здесь там, в ПИ России, то же самое, как вот сейчас группа по уничтожению африканцев, Вагнер, группа Вагнера. Понимаете смысл? Монашунды халь. Вот весь этот бардак, если уж про какую-то политику такую размышлять, да, ведь там интерпретировать весь мир, блин. И вот Международная организация по миграции МОМ при ООН вновь начала оказывать гуманитарную помощь более чем 900 беженцам Рохинджа в Индонезии, сообщил Reuters глава миссии МОМ в Джакарте Джефф Лаповец. Это произошло после вынужденного сокращения программ из-за резкого урезания финансирования со стороны США. Сокращение поддержки стало частью политики Дональда Трампа, направленной на сворачивание американской внешней помощи и ликвидацию USAID. Тем не менее, по данным ООН, необходимые ресурсы пока остаются доступными, и агентство ищет способы стабилизировать ситуацию. ООН оценивает число рохинджа в Индонезии примерно в 2800 человек. Спасаясь от преследования в Мьянме и Бангладеш, они ежегодно отправляются в опасные морские путешествия в поисках убежища. Да, я жил с одним таким, я в каком-то эфире вам рассказывал об этом, жил с таким Мьянма, рохинджа, на вид черный, реально посмотришь, индус, короче, индус, вот с виду индус конкретно, даже глаза не узкие у него, ни хера подобного, индус это, такой Бангла, индус, Пакистан, короче, вот эта тема, короче, ответвление вот это, и у него полностью порезали семью, он бежал. Он и оттуда бежал какими-то пешкомными путями до Германии. До Германии, Бичара Кильян. Не поверите. Никакого самолета, говорит. Везде бежали вот так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот так. Он оттуда сбежал. Каким-то образом. Ну, может, конечно, где-то самолет мог он использовать, но он бежал. И у него все, он без семьи остался. У него родители все чпокнули. Эти китаёзы. И вот ну, я же в Германии тоже жил, я вот с ним по соседству жил. Когда он мне это все рассказал, мне пипец, мне было жалко его, реально. Человек потерял семью из-за этих уродов китайцев. Поэтому узбекам, да и всем другим говорю, пускать китайцев нельзя. Это троянский конь, и от этого коня вам не избавиться. Ничего не поможет, ничего. Просто вам пример это Мьянма и Бирма и уйгуры. Вот. Вот, вам это пример уничтожения. Про монгол даже не вспоминаю. Внутренняя Монголия в Китае. Ха, проглочена Китаем. Проглочена. Поэтому
Вам нужно понимать, что Башкортостан и Татарстанда та же система. Вы, вот я почему вот дальние какие-то вещи говорю, вы можете не вкуривать момент. Нахрен про Башкортостан говорил, сейчас уже перешел туда. Это я вам интерпретирую разные события в мире, которые касаются мусульман, касаются просто людей, которые теряют свое население, уничтожает гегемония Китая или там еще кого-нибудь, там евреи, допустим, Палестину мочат уже несколько лет. Вот такая тема. Поэтому biz Boshqirdiston va Tatariston ko'rib mana shu aybirlarni butunisi biz onlarga tegish, что bizning dushman троянский конь внутри Башкортостана это узкий мир. Мы живем в троянском мире. Нас давно уже затроянили. Понимаете, давно уже чпокнули. И мы еще говорим, что башкирт тілі и татар тілі нам не интересен. Мы будем говорить на этом троянском коне, языке. Понимаете? Вот до такой степени мы себя не уважаем. Позор. Идем дальше. Вот это я не понял, но пока я не понял, то отпустили, говорят, то засунули, говорят. Суд приговорил журналистку Надежду Киворкову к 6 годам лишения свободы. Бабушку засунули в обезьянник. То ли выпустили, то засунули, говорит. Я так и не понял. Валейкум ассалам, рахматлы баракаты, Аюби, көрмей қоппа. Odam ko'p edi, ozayib ketdi odam. Nimadir bo'ldi, ishlayaptimi? Efir bormi? Yana YouTube'im o'chib qolganmi ekan deymanda, odam ketyaptimi? Stream ketyaptimi? Просто men o'chib qolmadim deymanda. Антенна есть, все есть вроде бы. Сегодня военный суд Москвы приговорил журналистку и писательницу Надежду Киворкову к 6 годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Понимаете? Ну, это же, ну, от линчевания, так скажем, Китая над уйгурами не отличается. Не отличается. Просто, сори, за какое-то слово тебя чпокнули. От этого вот все одно и то же. Поэтому, вспоминая ее, я сразу сопоставляю детей украинцев. 700 тысяч. Или 700 детей. 700, не. 700 тысяч. 70, нет, 700 тысяч. Да, 700 тысяч говорили вроде бы. Я уже путаюсь в цифрах. Столько детей они скоммуниздили. И раздали везде. Понимаете? И ладно, раздали в семьи. А сколько в детдоме? Вот это то же самое. То же самое, что уничтожение одного целого населения. Целого народа. Сори, короче, аминь. Горло промочу-ка, что-то этот. Аузки треска. Я же на уразе. Вот воду не пью. Не прет вода, знаете, вот не прет, не знаю, вот уразу когда открывал, попил, потом чтобы не уснуть, кофе попил. Кофе нельзя вообще, говорится, во время уразы нельзя пить, но я пью, потому что я наркоман стал. Ночью не сплю же, мне надо выпить, потому что я уснул. Сегодня на велике еду, короче, обратно, короче, куда я ездил, утром же я не спал, поэтому еду, короче, на велике, обратно чувствую, что я засыпаю, короче. Прикиньте, за рулем на велике засыпал я сегодня, блин. Ну это же у меня болезнь, засыпать за рулем, это же жестко, короче. Я и на машине за рулем засыпал, мне опасно не сонным ездить за рулем. Засыпал, блин, еду по Москве, заснул, блин. Заснул, блин, проснулся возле бордюра, блин, на машине, блин, вот так было, короче. Опасная тема, мне нельзя сонным выходить на дорогу, засыпая. Добрый вечер всем, да. Итак, что дальше у нее делают с ней? Обвинение основывалось на 2 публикациях в ее телеграм-канале.
О, понимаете, в телеграм-канале она какую-то публикацию сделала, все, на 6 лет дали, да ведь? Получается, подобие нас вообще они там закопают. Не то что 6, блин. Нам дадут пожизненно, наверное. Не 60 даже лет, а 600 лет, наверное, я уже намотал себе, наверное, на ус. Одна из них содержала цитату из статьи журналиста Орхана Джемаля о нападении бойцов на Нальчик 2005 года, другая про действия движения «Талибан». Следствие посчитало эти материалы оправданием терроризма. Где оправдание терроризма, если с Талибаном придурки, они сами в десна целуются, этот узкий мир, вообще ненормальные они. О чем говорят? Видите, лизоблюды, лицемеры в одном флаконе, шайтаны. Одним словом, у нас это называется шайтаны. Кадыров говорит, шайтаны. Шайтаны это вы. Вы все шайтаны, вот эти, которые басоты этого возле путинской этой епархии. Прокурор запросил для Киворковой 6 лет лишения свободы, штраф в размере 500 тысяч рублей, запрет на администратирование интернет-страниц на 5 лет. Ей где-то 57 или 60 лет вроде бы ей. Представили, да? Она вряд ли выйдет уже живой. Суд полностью поддержал требования обвинения. Киворкова не признала свою вину и заявила о намерении обжаловать приговоры. Надежда Киворкова – автор нескольких книг, в том числе «Палестина», «Сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». Она работала в различных российских СМИ и освещала события в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Газе и на Северном Кавказе. Это как, получается, значит, Политковская, которая в свое время говорила про Чечню, там, правду, да, и чпокнули ее тоже, я так понял. Ну, вот такая тема. А этого Орхана, я не знаю, Орхан Джемали, это вроде бы их, которого в этом, сори, в Афгане, в Африке убили, в Африке, да, ведь, 1 год. Журналист Орхан Джемаль, я не знаю, кто он такой, ну, я так понимаю, наверное, он. В Африке, где его полностью чпокнули всю эту журналистскую группу, короче. Вроде вот про него, наверное, говорится. Туртке утра и 8 зритель в ТикТоке, Рахмат и 3 так. Так, идем дальше. Это так, сейчас просто полностью это все, то, что я закинул, а потом уже перейдем к более другие темы. Вот, опять про Китай. Китай скрывает геноцид-спектакль для западных СМИ в Пекине. Китайские власти попытались оправдать свою политику в Восточном Туркестане, ну это Уйгурстан, организовав 9 марта в Пекине, недавно, значит, 9 марта, да, в Пекине мероприятие с участием иностранных журналистов. Однако выступления официальных лиц оказали лишь очередной попыткой ввести мировую общественность в заблуждение. По данным правительственного издания Тенгри так называемую делегацию мнимого уйгурского автономного района провела открытое заседание на сессии в СНМП. Представители китайской власти отвечали на вопросы о ситуации в Восточном Туркестане, пытаясь убедить западные СМИ в своей версии происходящего. Однако реальные факты свидетельствуют о другом. Китай годами подавляет народ Восточного Туркестана под предлогом борьбы с так называемыми тремя силами. В рамках систематической кампании геноцида Пекин ведет политику китаизации ислама, вводя жесткие запреты на региональные обряды и исламскую практику. Согласно данным правозащитников, снесено или разрушено около 16 тысяч мечетей. Ну это же вообще, вот это, Яджут-Маджут, вот эти шайтаны, вот я точно оттуда думаю, выходят они, твари. А уцелевшие превращены в бары, кафе и прочие заведения, не имеющие отношения к исламу. Теперь тут вопрос возникает. Как и Турции, Узбекистану, Кыргызстану, Таджикистан, ладно, не при делах, другой язык, допустим, так скажем. Что смотрит Узбекистан с Кыргызстаном, не спасает этот Восточный Туркестан, если там Узбекистан было раньше? А? В чем проблема? Почему вы не диктуете свое дело? Не говорите, чтобы она автономной стала или там вышла вообще независимым стала. Независимый Угурстан. А? В чем проблема?
Когда-то лет 20 назад, когда я не понимал вот этот Восточный Туркестан, теперь я понимаю, откуда оно пошло. Дубленки. Хорошие дубленки пошли такие. Помните, коричневые какие-то дубленки начали люди носить? Как бы из кожи или из чего-то такое хорошее. А вот оно как раз оттуда говорили. Их не город есть какой-то, я сейчас не могу вспомнить. Город вот эти Восточного Туркестана. Оттуда шло. Не помню, не могу вспомнить. Вот на языке стоит. И вот эти дубленки так и назывались. Вот такие, короче. Получается, значит, это уйгуры делали, не китайцы, может, это делали. Значит, получается, и уйгурская территория же это. Значит, уйгуры отправляли вот это. И это все продавалось на оптовке в Карасу-базаре. В Аше. Точнее, не в Аше, в Карасу. Такие есть, Карасу. В Карасу продавалось, в Кыргызстане. Вот эти дубленки. Теперь понимаю, значит, это шло не от китайцев, наверное, а именно от уйгуров. Это ихний бизнес был, эти дубленочки. Красивые, такие модные они были. Ну, потом в первый миг они хорошие пошли, а второй уже в какой-то момент пошло ширпотреб уже пошел. Так, идем дальше. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии заявил: мы никого не высылаем из сектора Газа. Я не понимаю таких людей, этих скажут, потом говорят: ой, я не говорил. Чё? Начинает, блин, движуху делать, как Байден. Достали эти старики-разбойники. Путлер такой же, Трамп такой же. Все такие, одни уроды, конечно, собрались. Говорит: я не буду. А клип тогда кто делал, а? Клип там, кайфуют они там этим с маски-шоу вместе вдвоем в этом, на палестинской ривьере. Кто клип-то делал? Сейчас говорит: я это, типа, никого высылать не будет, оказывается. Передумал резко. Ну да, я же вам не зря в тот же день, когда эту новость услышали, я сказал, что окей, пусть высылают. Только эти 2 ляма пусть прибудут в Европу. И мы посмотрим, как будут пищать эти немки в Германии. Это АДГ, МДГ. Они рожать будут. Не залетевшие рожать будут. От ужаса того, что 2 ляма сирийцев, говорю, палестинцы приедут в Европу. Посмотрим. Выдержат? Жопа не выдержит. Порвется. Вирус русского мира и имперцы в изгнании, война, нацизм и антизападное мракобесие. Смесь антизападного мракобесия, православной догмы, нацизма, теории заговора и полицейского государства сталинского типа. Сырес Булаянь, Инозар народа, Эрзя Мокша. Он, ну, я закинул, я его прослушал. Конкретно, вот этот мужик, мне нравится то, что он говорит. Вот я с ним почти во всем согласен, с этим Ирзя Мокша. Вот с ним можно идти воевать, как говорится, на Москву. Вот я с ним согласен. Поэтому, ну, можно послушать минут 10, наверное. Ну, повторяться что-то неохота. Чуть-чуть начало давайте послушаем, пару минут, да, ведь, чтобы вы поняли, о чем речь. Если кто не слушал. Сейчас. Потише сделаю, чтобы вы не оглохли. Блин, что-то херово грузит. За 10 лет между двумя переписями Эрзиан вместе с Макшанами стала на 250 000 меньше. Причиной смерти стал возбудитель инфекции, вредоносный микроорганизм вирус Russian. Вирус уничтожает и другие народы. Татар, например, за 10 лет стало меньше на 500 000, а говорящих на татарском стало на 1 миллион меньше. Этот вирус, как правило, не распознается зараженным, проникает в сознание и корректирует его сознание, и откладывает в нем русские принципы и ценности. Родное сознание гибнет, и носитель превращается в русского. Я Болян Сирис. Подписывайтесь на наш канал. Тема нашего выпуска подсказана одним из наших подписчиков. Спасибо вам, Алексей. Мы говорим сегодня о том, чем опасен и как можем уберечься мы от смертельного влияния вируса Russian. Русский мир – культурно-цивилизационная, геополитическая и религиозная концепция,
которая подразумевает объединение русскоязычного населения по всему миру. Доктрина используется российскими властями для оправдания агрессии. Самое раннее упоминание термина «русский мир» сохранилось в слове на обновлении Десятинной церкви, сказанном великим князем Киевским Изяславом Ярославовичем в XI столетии. Цитата. «Не только в Риме, но и повсюду, и в Херсоне, и еще в русском мире». Но русский мир XI столетия не имеет никакого отношения к сегодняшнему. В 90-е годы прошлого века термин стали использовать члены Московского методологического кружка. Они понимали русский мир как сетевую структуру думающих и говорящих на русском языке, через которую они планировали облегчить внедрение России в глобальный мир. В 2007-м Путин заявил, что консолидация и структурирование единого русского мира – одна из главных задач государственной политики. Эта концепция стала использоваться как в деле распространения русского языка и культуры, так и в качестве внешней политической доктрины. В основе концепции лежит идея о защите прав так называемых соотечественников, членов русской диаспоры или русскоязычных меньшинств. Понятие «соотечественники» является символическим. Кремлевская идеология исходит из того, что у этих людей есть якобы некая эмоциональная привязка к общим культурным нарративам на основе использования русского языка. Особое значение придается русским меньшинствам в Украине, Молдове и странах Балтии. Важную роль в идеологии русского мира играет православие. Патриарх Кирилл сказал, что русский мир – это особая цивилизация, и люди, принадлежащие к ней, сегодня называют себя разными именами – русскими, украинцами или белорусами. По идеологии Святой Руси Украина, Белоруссия и Россия принадлежат к одной церкви и одной цивилизации. Политическим и административным центром русского мира является Москва, а духовным – Киев. Так считает гражданин Гундяев, он же Кирилл. В феврале 22-го РПЦ поддержала полномасштабное вторжение России в Украину. Троянский конь как раз. Распространение идеологии русского мира за рубежом осуществляется через инструменты так называемой мягкой силы. Организации, программы и агенты влияния. Среди них фонд «Русский мир», задача которого – продвижение русского языка и культуры и укрепление связей с соотечественниками. Фонд проник как минимум в 25 стран мира. Одним из попечителей фонда является тот же самый гражданин Гундяев. Еще одним источником Russian вируса является Россотрудничество, задача которого – усиление гуманитарного влияния России в мире. 87 очагов заражения в 71 стране мира в виде представительств с вывеской «Русский дом». Послушайте анонсы новостей на агентурном сайте. В Таджикистане стартовала Всемирная олимпиада школьников «Великая победа». В Русском доме в Каире рассказали о подвиге женщин в годы Великой Отечественной войны. Русская масленица стала частью знаменитого карнавала в Каракасе. И так далее. Как видите, не едиными бомбами и ракетами по Украине, но и словом, распространяющим вирус Russian, агрессирует Москва. Вирус распространяется вместе с русским языком. Говорящий по-русски является агентом влияния русского мира. Или сознательным, как всевозможные пропагандисты, или несознательным, как многие из представителей наших народов. В основу концепции, которая оправдывает имперские амбиции русской власти, положено восприятие русского языка как объединяющего фактора всех людей, симпатизирующих русской культуре. Частью русского мира могут стать любые территории, где население говорит на русском. Часто это переплетается с представлением о том, что Россия является государством цивилизации, играющим важную роль в мировой истории. Идея русского мира выражена словами Путина: «У России нет границ». Далее цитата. Что такое русский мир? Это везде, где люди говорят и думают по-русски, где уважают нашего Путина, там, где люди боятся русского оружия, где уважают наших ученых, наших писателей и наше искусство. Это наша сфера влияния. Конец цитаты. Это слова Владислава Суркова. Русское вторжение в Украину в 2014 году оправдывалось восстановлением культурного единства русского мира и защитой русского языка и говорящих на нем людей. Русский мир – неясный исторический термин, означающий славянскую цивилизацию, русские возродили как идею и превратили в смесь антизападного мракобесия, православной догмы, нацизма, теории заговора и полицейского государства сталинского типа. Русскомирность не мешает русским уничтожать города, населенные преимущественно русскоязычными, и теми, кого они еще вчера называли братьями. Вот этот момент тоже интересен. Хороший в мае 22-го на форуме «Свободной России» был создан Российский комитет действия. Отцы-основатели – шахматист и политик Гарри Каспаров,
бизнесмен Михаил Ходорковский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гутлов и мама-основательница, журналистка Юлия Латынина. Цель проекта – создание комфортных условий для русских. Для этого планировали ввести паспорт. Это вот 4 основателя мразей, нацистов, которые хотят просто Путлера снести и встать во главе, получается, это Пи России, и также долбить, короче, Чечню, также долбить, угнетать Башкортостан, Татарстан и Бурятию и так далее. Вот ихняя задача. А вы, селягегезно огозып, как говорится, как у этих собак, есть же в Том и Джерри собака, этот бульдог, у них же вот течет вот здесь постоянно слюны, вот вы тоже так же. Вы тоже так же. И вы верите этому узкому миру, что у вас будет хорошая Россия, или как там, новая Россия, будущего, как этот Навальнюка говорит, блин. Вот эта вся тема. Вся их вот эта риторика, которая лживая, которая никогда не отпустит, как говорится, регионы, которые они уже забрали миллион лет назад, так скажем. Паспорт хорошего русского, который помогал бы получить визу и упростить банковские проверки. То есть абсолютно шкурный интерес. Термин «хороший русский» употребил Гарри Каспаров. Многие считают, что это калька с хороших немцев, граждан Германии, которые боролись с нацистским режимом. В нашем случае это русский оппозиционер, который выступает против войны в Украине, против власти Путина и мечтает о создании прекрасной России будущего. Идеология их незамысловата. Русские не виноваты в том, что делает Путин. Это война Путина, а не их. Они продают условному Западу сценарий смены интерфейса, но не реальных изменений. Тезис о непричастности русских к преступлениям путинского режима объединяет интересы всех групп хороших русских, каждая из которых рассчитывает на получение власти в будущей России. Учитывая миграцию, туманность высказываний, насыщенность оппозиции агентами русских спецслужб, трудно различить и разграничить эти группы. Все они настойчиво продвигают тезис, что на них и русском народе нет вины за развязанную войну и быть не может. Условному Западу внушают, что они не соучастники военных преступлений, а жертвы и заложники, которые нуждаются в сострадании и помощи наравне с украинцами. Никакого реального чувства вины перед Украиной и украинцами за происходящее у хороших русских нет, несмотря на заверения в обратном. Как исключение можно вспомнить Владимира Сорокина, который заявляет, что мы все виноваты, а не только Путин и его команда. Но вряд ли он имеет сегодня шанс на поддержку хороших русских. Заявление о войне Путина – это циничный расчет избежать выплат репараций и проведения процесса денацификации. Более того, ранее представители штаба Навального говорили о создании послевоенного аналога плана Маршалла на РФ. А Михаил Ходорковский на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что, цитата, «любое послепутинское правительство нуждается в прекращении санкций». Отношение хороших русских к нерусским ничем не отличается от московского. Ничем. Но, учитывая конъюнктуру политического рынка и проживание в Европе, они это пытаются скрыть, используя то же самое изощренное русское лукавство. Свою демократичность они формируют следующим образом. Мы не против выхода коренных народов из состава прекрасной России но через проведение референдумов. Их расчет на преобладание русских в регионах и на то, что после прихода их к власти это утверждение не будет стоить абсолютно ничего. Единственным подтверждением их искренности может служить составленная ими карта будущей России, ограниченная территорией, на которой не претендуют ни национальные, ни региональные движения за независимость. После этого с ними можно будет что-то обсуждать и о чем-то говорить. Начинать с ними разговор до этого – это быть использованным хорошими русскими в спектакле, разыгрываемом перед условным Западом. Смотрите, мол, коренные народы с нами, и мы о них позаботимся. Антипутинская оппозиция точно такая же имперская и шовинистическая, как и путинская элита. Эти люди претендуют на то, чтобы стать будущим центром силы, с которым нужно будет считаться Западу. По их мнению, сохранение целостности РФ – это единственный сценарий будущего. Но мы-то с вами знаем, что это не так. Хороший русский – это всего лишь запасной аэродром и последняя надежда русского мира. Это как споры, раскиданные по земному шару, которые в будущем при благоприятных условиях возродят русский мир. Играют ли сегодня хорошие русские какую-то особую роль в российской и международной политике? Ответ – нет. Они эту роль имитируют. Получится ли у них построить прекрасную Россию будущего? Ответ – нет. Потому что реанимация проектов прошлого в виде Римской империи, Золотой Орды, Великой России или легендарного Турана невозможна. Это как надежда на то, что война закончится и все будет как раньше. Как раньше уже не будет никогда.
великого Турана, говорит. На прошлой неделе праздновали 8 марта. Как вы думаете, почему в Украине и в Грузии многие не просто не отмечают, но и относятся к этому празднику враждебно? Да потому что их уже бомбили русские, а других пока еще нет. 300 лет назад по инициативе очень даже хорошего и просвещенного Василия Татищева на глазах своих детей был сожжен татарин Туйгильды Жуляков. А через год хороший русский генерал-майор Леонтий Сальмонов подписал приговор, и после этого 60-летняя Кисабика Байрасова была сожжена на центральной площади Екатеринбурга. Это русский мир. Нацист Пушкин – это русский мир. Помните? Или башку с широких плеч у татарина отсечь, или вытравить из леса пятигорского черкеса. Выжжена земля вместе с челами при уничтожении народов Кавказа – это русский мир. Вместе с русскими карателями всегда шли русские крестители и просветители. Всегда. Сравните речи молодого демократа Путина и сегодняшних хороших русских демократов. Они написаны под одну копирку. Если Россия сохранится как государство, то будущие ракетные удары будут наноситься по приказу одного или одной из сегодняшних хороших русских. Мы не знаем фамилии, не знаем, кто это будет. Но так происходило и происходит. Сколько нужно еще похоронить своих убитых, сожженных, зарезанных русскими, чтобы понять, что у нас не может быть общих праздников, общих фильмов, общих песен, общего языка с ними. При малейшей возможности говорите на родном, я с ним говорите согласен. на русском только тогда, когда вынуждены, как я сейчас. Я не разжигаю ненависть к русским. Они сами это замечательно делают. Я разжигаю. Наша задача предупредить уничтожение нерусских народов. Убежден, что у русских тоже есть возможность стать народом равным среди равных. Но для этого ему необходимо пройти через покаяние за все преступления, совершенные не только против других стран и народов, но и против наших коренных народов. Русские этого пока не понимают, понять не хотят и не могут. Но им придется или пройти через покаяние, или исчезнуть. Потому что дальнейшего пути развития этого государства, цивилизация не существует. Впереди тупик. Иншаллах, впереди тупик, это точно. Вот я хотел чуть-чуть послушать, уже больно интересно говорит, дослушал до конца. Вот я с ним миллион раз согласен, вот с этим чуваком. Это не Кашапов. Кашапов там ла-ла-ла и все, блин. И вот этот конкретно говорит, прям мои мысли читает он, блин. Вот я вам, может, не могу это красиво доносить, а он вот, как тут пишет по методичке, да, у него... Он написали ему текст красиво, все правильно. Если мне тоже так давали бы текст красиво, я вам тоже красиво читал бы, литературно, вот так, да, ну, видите, я урдубарда нашла их нас уляшами, сектам, мектам, блядь. Короче, нарсякей. Вот услышали, да, теперь поняли смысл этого ублюдского мира под названием Московской иго. Они гнобили, будут гнобить по жизни. И вот этот Лига свободных наций же, этот Сырес Болаянь, Лига свободных наций, если кто, ну, все в курсе уж. Исходя от этого, он Эрзя Мокша. Нет, не Мокша, или Эрзя Мокша, я правильно сказал? Эрзя Мокша. Да, Эрзя Мокша вроде. Ну, короче говоря, чувак, который говорил, что мордвой не надо называть. Вот этот вот, Сырес Булаянь. Что я могу сказать? Почему он постоянно сопоставляет татарларны? Потому что, я здесь свое уже добавлю. Татарларны сопоставляет, потому что, когда Казанское ханство было, все, получается, входили, грубо говоря, каким-то макаром в это одно хозяйство. Понимаете? Все были одним таким кулаком. Поэтому пример приводить с Татарстаном, это и есть, как говорится, то, что мы должны ценить каждого соседа. Каждого соседа. А у него пока про свое что-то говорить, сравнить с чем-то у него нету. Почему? Потому что у него сейчас, вот я так считаю, что вот эти территории Эрзя Мокши, это вот эти, по городам я сейчас забуду, не могу сказать, ну, Мордовия, это, сейчас не могу вспомнить вот эти, их названия, я на поезде, на машине проезжал постоянно. Короче, вот эти мордовские земли, все они, по сути, до такой степени заманкуртенные, там ты не поймешь, он мордвин или русский, ты не поймешь. Вот из этой категории. Но
у меня пару этих мордвин, как раз таки вот этих Эрземокши, значит, они были у меня, пару знакомых были, кстати, в Москве. Они тоже не у себя тусили, а в Москве. Занимались бизнесом в Москве люди, потому что у себя там нехер делать. Ну вот не могу вспомнить, вот этот город прям на языке стоит, не помню, надо карту посмотреть. Бля, не могу вспомнить, короче. Короче, суть. Вот эта ихняя территория, она конкретно проходила, само собой, и тесно связана Шупаш-Карой и Татарстаном. И поэтому у него везде отголоски идет в Лиге свобод наций, вообще постоянно говорится о Татарстане. Почему? Потому что Татарстан имеет вес во всем этом деле. Если Татарстан встанет, к нему еще, само собой, добавится Башкортостан, потому что он içinde de biz Tatarlar көп, Башкортлар бар, шулай итеп, мы, если все встанем в один кулак, эти все регионы, которые под названием Идель-Урал, Идель-Яғы, деген кебегенде, бізге касаемые, которые я вам постоянно говорю, Мариэль, там, Шупаш-Кара, Ижевский, ё-моё, опять забыл, Удмурты, короче, все это наши соседи, которые войдут на наши, получается, общие территории. И исходя от этого, если мы сейчас вот эту тему татары, башкирты не подымем, то они хуже нас обрусевшие. Они крестоносцы. Они многобожники, по идее, и крестоносцы. Им очухаться тяжелее. Понимаете? Поэтому он намекает, пытается намекнуть, вот если вы сами даже слышали, намекнуть Татарстану, Башкортостану, само собой, к тому, что просыпаться надо, туганлар. Бізге надо просыпаться. Если мы встанем на Урале, все станут. Я это вам постоянно говорю, это все говорят. И я слышал где-то, и я вам этом говорю. Не то, что я подхватил этого, а это я желаю, чтобы мы стали. Это моя цель, чтобы мы встали и показали, как говорится, им, где раки зимуют. Это московском болоте. И когда он еще в одном месте он сказал, то, что узкий мир там что-то делает всем, на всех что-то прессует, там давит, свое долбит, короче, и язык свой, да, ведь вот этот продвигает, да, ведь? Вот как раз таки. Ну, тема эфира у меня язык. Тема эфира языка. Шунаргай там ведь башкир, татарлар должны понимать одну вещь, что вы теряете наш язык. Вы теряете, не мы. Вы внутри живя теряете наш язык. Почему? Потому что вы даже за свою школу не поборолись. Не додумались побороться за свою школу. У вас ни в Башкортостане, ни в Татарстане нету татарских школ. У вас есть только час урока родной язык. И то, опять-таки, он называется родной язык. А я вам до этого только говорил, что она теле дәресе. Кая ул? Әдәбият, кая ул? Литература, кая ул? Нету. Стресс. У меня по жизни вот порой иногда делаю эфир, вспоминаю потом, о чем я говорил, и додумываюсь, еще что-то я не сказал, и в этот момент приходит мысль. Знаете, какая? Вообще, есть ли смысл вообще это делать? Вот эта мысль меня всегда тревожит. Постоянно она проникает мне в голову. Смысл, есть ли вообще этих башкиртов, татар подымать вообще? Вообще они есть? Нет вообще? Вот эта мысль у меня пробегает постоянно. И думаю, блин, делать дальше что-то, не делать дальше что-то. Вот эта мысль у меня постоянно меня атакует внутри. Это как мой нафс, я борюсь с этим, наверное, внутри. Есть ли смысл, есть ли смысл. И потом намаз прочитаю туда-сюда, успокоюсь. Потом, я же всегда говорю, Ильхам килься, я выйду, Ильхам килься, я выйду. Ильхам это как бы, Ильхам это по-русски, не могу вспомнить, на В что-то. У писателей приходит Ильхам, короче, как это? Возрождение, или как нет? Вдохновление. Ильхам это вдохновление. Вот, вдохновление пытаюсь ловить,
и дальше идти. Успокаиваюсь, если я это не буду делать, кто будет делать. И вот как раз, да, кстати, почему мы не делаем все люди, которые вот это слушаете, то все, вот кто даже не слушает, который просто нечаянно попал на мой канал, почему мы не объединяемся? Почему мы не создаем много каналов? Может, нашей силы не хватает. Одного там, Габбасов, Кашапов, там, Айсин, это 5 человек всего лишь. Может, нам надо больше каналов открывать? Как вы там, ну, вот, скажите там, Телеграм там, как-то предложения какие-то делайте. Может, еще больше как-то продвигать процесс, понимаете? Объединение. Почему вот в узком мире оно работает? Почему-то дофига за рубежом, вот именно вот в Европе, узких каналов этих, всякие Дождь смотрим, да, Навальнюги всякие, Ходорковские, эти вот эти, шахматист чертовы, все, у всех есть свои какие-то каналы, а у наших нету. У наших даже нет обычного канала, там, канал Башкортостана, канал Татарстана, нет этого. Нету даже к нему. Почему нету? Знаете почему? Это из той категории, которую я вам ищу, инвесторов на оружие. Давайте я говорю, инвестируем на оружие. Войдем в Украину, плацдарм возьмем у них так, на время попользоваться против Москвы. Нет инвесторов. А тут откуда нахрен на канал найти бы денег? Инвестор нужен, чтобы создать этот канал, чтобы там каждый день работали, каждый день добывали какую-то информацию по Башкортостану, по Татарстану, чтобы капать на мозги людям. А узкие хорошо работают. Узкие умеют капать на мозги своему народу, даже и нашему. Сколько вы видели людей, которые участвуют в их стримах, в этих новостях, постоянно допрашивают там с Татарстана кого-то этого. И как раз я слушал, вспомнил, чуть-чуть давайте расскажу про это тоже. Слушал, сейчас опять забыл его имя. Ну, здесь во Франции живет. Осечкин. Владимира Осечкина слушал недавно. На днях, короче. У него был прямой эфир. Говорит, давно я не был. Сори. Короче, и он читает комментарии. Вот так читает комментарии, короче. И он делает опросник. Откуда вы смотрите? Типа такой опросник он проводит. Пишите, пожалуйста, говорит, откуда вы смотрите. И вот и весь эфир почти у него вот этот был. Разговор. Пишет один с Татарстана. Понимаете, ему люди с Самары пишут. Я, говорит, тоже Самара, он как раз говорит. С Татарстана ему пишут люди. Потом кто-то из Челябинска написал. Меня поражает то, что вот этот узкий мир смотрят везде внутри, которые хотят снести Путлера. И все комментарии у него написаны: Путлер сдохнет, Путлер то, все, это, пятое, десятое. Потом он спрашивает, а где VPN работает по VPN? И получается, в Новосибирске человек сидит без VPN. А в других местах, Казани, Челябинске, VPN, через VPN сидят. И тут вопрос у меня возникает. Почему? Почему где-то есть VPN, где-то нету? И мне показалось, что именно давление идет на регионы. Где регионы, там есть VPN, чтобы не смотрели. А где до хрена узкого мира, Новосибирске, явно, наверное, узкожопые там, одни узкожопые, наверное, там. Поэтому, может, там VPN и не нужен. Видите, как фишку сделано? У меня вот такая мысль появилась от этих егошних. Ну, я прилично слушал там, ну, домашние дела я делал тут. И слушал я там час-два его я слушал, блин. Так, просто врубил для фона и сходил свои дела делал. Вот так. Понимаете смысл какой? После этого и думаете, что он уже на месте сидя опрос делает. Это для чего, знаете? Для того, что где из какого региона топят за него. И тут, получается, кем вы, говорит, будете?
Он постоянно это озвучивает в своих эфирах, уже не первый раз слышу. Вы кем-нибудь будете? Ну, не знаю, говорит. И он вот высказывает такое выражение. Если кто слушал, можете вот, ну, я как бы прослушать еще раз. Он говорит, наверное, говорит, я буду делать, говорит, какой-то надо вот это, многими местами я с ним согласен. Да, вот, блин, не обессудьте и моментами. Я согласен с его моментами. Он, с одной стороны, может, играет, а может, ему похрен вообще. Типа, моменты у него выскакивают такие, что вот эта вся шушера на вольнюге, по вольнюге, вот эта вся хрень, полное все, она утратила свое. Примерно он вот так говорит. И нужно, наверное, говорит, я, может, сам, говорит, сделаю какую-то оппозиционную программу или политический ход какой-то новый он пытается. Может, говорит, начнем это делать, говорит. И интересный момент тут. У них, и он осуждает то, что они все разбор, друг друга жопу ковыряют туда-сюда. Вот эта тема у них же, сами понимаете, ФБК ковырнула, там эта вся эта история происходит. И тут, получается, он пытается сделать что-то новое. Ну, это пока его слова только. Окей. Но у него-то аудитория позволяет. Он-то против ГУЛАГу не топит, понимаете смысл? У него со всех сторон плюсы есть. Но самое здесь, почему это меня задевает, то, что Башкортостан-Татарстанда, народ в этот момент не может понять, зачем мы топим. Зачем я вам вот уже 2,5 часа сижу, что-то пытаюсь втирать. Вы думаете, несу ересь какую-то там, да дофига чего у вас мысли проявляется в голове. Разные темы я вам рассказываю, разную тематику, там, что вспомню, говорю, то, что вот накидали, читаю и так далее. Но суть-то моя одна, наша независимость. Почему узкий мир это столько ячеек мощных, которые могут поднять народ за 6 секунд. А мы, топя, как говорится, за Башкортостан и Татарстан, за независимость, никого не можем поднять. Вот что хрень. Вот эта моя мысль проникла тогда в этот момент, когда я слушал этот егошний эфир. Мне просто фигово от этого становится. Понимаете, почему, получается, за каким-то тварью Лениным столько людей пошло? А за то, что тебя просто мы хотим, Башкортостан с Татарстаном, освободить от этого рабства, вы не встаете. А? В чем проблема? Вы же не русские. Я не русский. В чем подвох? Почему вы там реагируете? Ну, я не могу сказать, что из Татарстана, Челябинска ему позвонили татары или башкорты. Но, по крайней мере, регион не спит. Узкие не спят. А татарлар, как все вот сейчас везде говорят, это обманный вариант, маневр там, отвлекание. Ну, в эфирах много слежу я. Отвлекание людей от чего-то, и там замышляет Трамп с Путиным что-то там. Говорят же вот так вот, типа, а почему у вас этого нету? Почему узкий мир внутри Татарстана не спит, а башкортлар спят? И тут добавлю одну вещь. Татарстан вспомнил. Разговор был сегодня, на днях, с молодыми Татарстана. С Башкортостана тоже один чувак был, куда-то потерялся. Они мне подкинули такую идею. Ну, я против этого, но они согласны сами. Молодежь татар, молодежь башкиртов я пока не могу поймать. Молодежь татар согласна идти на бой против Москвы. Но я ультимативно говорю от 30 до 50 лет. Разговаривая в этом общении, я выдвинул
такое мнение. Когда мы войдем, люди от 30-50 лет в Башкортостан, в Татарстан, независимо от того, что Украина там плацдарм даст нам, не даст, не от этого уже зависит. Уже все, мы пропукали свое время. Зависит от того, что когда мы соберемся. В этот момент молодежь, которая хочет создать независимый Татарстан и Башкортостан, он может нам помочь. Мы пришли к такому мнению. Каким образом? Внутри. Когда мы пойдем умирать против Москвы, за нашу независимость, внутри тоже кто-то должен остаться. Я предлагал Казахстану, что я уже об этом в каком-то в своих эфирах 1000 раз говорил, что обычный казахстанский народ, он за нас. Также может за нас быть и узбеки, и кыргызы, и таджики, да все. Любые те же, так скажем, люди, которые работают в данный момент и шачат за Москву. Любой может за нас пойти. Любой, который поймет нашу независимость. Что мы хотим сделать. Снести Москву. И в этот момент я предложил такую тему, что молодежь остаться может как раз-таки до 30 лет, пацаны молодые, охранять Татарстан с Башкортостаном. Почему? Потому что окружность наша вся состоит от узкого мира. И нам защищать нужно все территории, пока мы отойдем от этой республики. Когда мы его захватим и отойдем, и в этот момент они могут нанести удар со стороны Челябинска. Чтобы этого не произошло, мы должны это содействоваться вместе с Казахстаном. И в тот же момент молодежь Башкортостана с Татарстаном должна, получается, по их мнению, встать. Значит, идти с нами не надо на жарон, или как на рожон, а идти, точнее, остаться внутри и следить за порядком, чтобы не было тылового захвата. Потому что узкий мир, он большой. И мы, чтобы сгнобить Москву, мы отойдем. А сзади все останется открытым, чтобы наших женщин, родителей, они как бы в плен не взяли, да, так скажем, уж до мелочей говорить. Поэтому насчет молодежи Татарстана и Башкортостана я согласен только в таком репертуаре. От 30-50 лет мы набираем людей, а ниже молодежь, она как бы должна внутри остаться. А еще дополнительный был разговор того, что вот эти 30 лет и 50 лет это дети СССР. Это как мы, но только бестолочи. Это бестолочи внутри Башкортостана и Татарстана, зомбаки, которые внутри. И от них толка нету. Новорожденность, как я новый канал открыл, можете подписаться, кстати, на всякий случай. Яңа башкорт хам татарлары. Что такое? Так скажем, нововозрожденные башкорты и татары. Это и есть молодежь, которая идет за нами. Она пока не должна умирать за Башкортостан с Татарстаном. Она должна остаться после нас и возродить наши цели. Наша цель – уничтожить Москву, но после них же кто-то должен остаться жить и продолжить наш род. И вот, получается, вот эта молодежь должна конкретно участвовать, я думаю, внутреннем, так скажем, в распорядке вот этого положения. Так скажем, положение ЧП, так скажем, или как это назвать можно, военного положения. Когда произойдет эта вся система. И самое главное, вот это же я хотел сказать, забыл, что они больше мотивированные за независимость, чем вот эти шлепы от 30 до 50 лет. Уроды, которые идут против Украины. Всякие, блядь, буревестники, всякие эти, блин, как это, шаймуратовские обезьяны, которые идут там и умирают на мясо. Понимаете? Поэтому от детей СССР нам толка не будет. Тем самым, так скажем, мне прям, ну, как сказать, дали понять, что молодежь просыпается. Просыпается она внутри.
но не может ничего сделать без силового контакта. А силовой контакт, вот это мы. Только мы сможем уничтожить это московское дерьмо, пока мы живы. Если мы не будем это делать, если мы это не будем делать, то это значит мы не мужики. Мы не мужики, без... Ругаться опять-таки не хочу. Щупряк, короче, мы. Тряпки. Мы тряпки все. Все поголовно, которые не могут вызвать каждого друг друга на оружие против Москвы. Все, вот это наша задача. Возобновить, как говорится, мужество свое. Проснуться наконец-то. Как золушки спим, блин. Когда же нас кто-нибудь, гей какой-нибудь, поцелует? Ждете геев своего? Не будет такого. Но кол в жопу вы поймаете, если дальше будете спать в таком темпе. Понимаете? Вот в чем прикол. Поэтому до унижения уже ну, как это вы уже унизились миллион раз, конечно, но до предельного унижения, пока эта узкая община на вас уже не наставит оружие, наверное, вы собираетесь сидеть еще, куковать, ждать хрен знает кого, и когда, что, пришлет вам, блин, какого-то, я не знаю, помощника. Кто вам, кто что пришлет, пока вы сами не встанете. Поэтому молодежь, получается, остается внутри Башкортостана, мы их не тревожим, мы не убийцы своего народа. Таким же макаром мы можем пойти и на Украину, помочь Украине и пройти через их плацдарм. И также можем просто тупо, если наберем 50 тысяч армию, 50-тысячную аскеров, мы войдем просто тупо в Башкортостан. Нам не надо даже голову ломать. Просто войдем в Башкортостан. Но для этого собираемся вне Башкортостана. Хоть куда вы власти, выезжайте семьями. Кстати, один вопрос тоже был. Озвучу этого человека вопрос. Конечно, я, сами понимаете, никого не сдаю здесь. Кто, что мне пишет. Пишут люди просто. Будем говорить так. Люди внутри готовы взять в руки оружие. Но внутри бунт создавать мы не имеем права. Я никого вас не буду призывать внутри что-то создать. Внутри мы ничего не создаем. Только снаружи. Действие проходит снаружи. Как сказать, выходим, потом заходим. Мы не можем внутри что-то рыпаться. Это неправильно. Почему? Потому что внутри 50 тысяч вы не сможете собраться. В первую очередь. Вас прослушивает весь Телеграм. Все прослушивается. ТикТоки, МикТоки. Все, что у вас есть под рукой, все прослушивается. Все, у вас обнаружат за секунду. За секунду найдут, шлепнут. И сами не поймете, что произошло. Поэтому 50 тысяч, которые я говорю, вы никогда не соберетесь внутри. 5 тысяч, может, соберетесь. Но у вас хватит на один день. Всех положат. На ваше 5000-е восстание придет 500 тысяч. Тех же башкиртов и татар-манкуртов. Вас же, они же положат там. Чтобы и вас вот это мнение в голове каша не варилась, я вас переубеждаю в этом. Внутри не рыпаться. Внутри каждое рыпание – это смерть. Это хуже той, которой сейчас манкурты уходят, как-то нам жалко. А там будет пипец жалко как. Это жалко будет. Потому что вы же на нашем пути уже. Вы же проснувшиеся уже, не золушки спящие. А значит, вас беречь надо. А беречь, значит, каждый должен себя вне Башкортостана. Внутри мы можем говорить, вы можете присоединяться, распространяйте. Вот эти темы, тихие темы. Тихо едем, дальше будем. Но готовьтесь. Готовьтесь к тому, что мы собираемся снаружи, ташта, короче. İşte kirir için. İşte biz жиылмайшақпыз. İşte как раз вот внутри, которые будут собираться, это молодежь. Они так и так на ушах.
так скажем, на телефоне они сидят, проблем нет, мы их найдем. И в ТикТоке до хрена Башкортостаннан, Татарстаннан людей, очень много там топят за, вот есть такие люди, которые музыку как бы слушают, а так топят, а им, вот так скажем, они переключатся сразу. Ежесекундно, сразу, в тот же момент, моментально. Поэтому их мы только для защиты внутреннего Башкортостана и Татарстана мы можем оставить. Чисто они дети. Это дети. А мы, да, ведь мы уже прожили свое. Прожили. Мы уже все, мы уже, может, мы уже одной ногой в могиле, мы не знаем. Мы не знаем. Поэтому мы должны сейчас это сделать, чтобы потом вот эти дети смогли родить детей в свободном Башкортостане с Татарстаном. Притом по тем территориям, которые я вам диктую. Не маленькие территории. Не вот эти вот эти Татарстан, Башкортостан, иски жерлері. Yok. Олы жирны алырға бізге. Бик зур жирны алырға. Где процесс будет именно геополитической основы. Где мы можем, уже будем бодаться со всем миром. И чтобы біздің башқұрт һәм татар исеме шығыр үшін, дан қазаныр үшін біз өзімізді көтеруге тиіспіз. Біз біркім көтермей. Бізді қазақ, өзбек поддержать етуге может, но көтермей бізді біркімді. Біз өзіміз көтерілмесек, бізді итте көтермей. Аңлаңыз шуны. Бізді біркім көтермей, өзіңнен башқа. Мы же не инвалиды. Или мы импотенты? Или кто мы вообще? Кем без? Как у Джеки Чана фильм «Кто я?». Посмотрите, для досуга. «Кто я?». И поймете этот фильм, о чем там. Фильм вообще ни о чем, по идее, интересный. Но именно «Кто я?» Вопрос. Кто ты? Я об этом в каком-то эфире вам рассказывал. Кто ты вообще? Каждый себе задайся. Башқұртсың, татарсың, кім сен? Чуваш, мары, Эрзя Мокша, кем син? Син кем вообще? Вот вспомните, кто вы, и мы начнем действовать. Как вы вспомните сразу. И вот тут я писал как раз, слушая новости, я чуть-чуть начал додумываться, записываю, чтобы потом вам озвучивать это. Мьянма, Бирма – это новые рабы узких. Как раз тоже речь шла очень долго, сегодня на дожде об этом говорилось, прямо это их задевает, что ли, этих хороших узких. И там очень хорошо прям отозвался чувак, которого пригласили, какой-то знающий эту тему, и прям меня это тронуло, что он сказал, что вот эти, я же до этого я уже озвучил об этом, оттуда я услышал, Мьянма, Бирма – это такие мусульмане, как бы они могут играть. И мусульман, и не мусульман. И так хорошо, и так хорошо. Твоя моя не понимать. Вот типа вот такая тема. Поняли смысл какой? И вот таких ослов, грубо скажу, рабов, они решили завозить в Приморский край, Дальний Восток и так далее. Это о чем говорит? Тут мысль, ладно, о чем они говорили, хз. О чем тут я вам хочу донести. Это означает, что в России людей нету. Людей нету, когда вам говорят, еще раз повторюсь, 80 миллионов узких, их нету. Все территории людей, говорю, России этой пусты. Земли пустые. Эшкертерге она кишеюк. Обрабатывать людей нету. Рабочих выгнали азиатов. Больно много денег хотят, оказывается. А тут дешевых нашли. За 45, за 450 долларов оттуда они едут. И плюс президент Бирмы, как правильно сказать, как он сказал, лояльны. Лояльны с Россией, да хоть с кем. Короче, они могут продать своих детей, хотите сказать, людей. Своих людей продать любой стране и пользуйтесь.
Вот и все. Поэтому заполонение, до этого мы слышали, индусами армию. Вот сколько там людей, да, поумирало, и они и уехали вроде бы. Заполонение африканцами. До этого Подмосковье туда-сюда мы говорили, там у них длинные булдыжники приехали оплодотворять узкий мир, Пушкины пойдут. Помните, я говорил об этом, уже рассказывал. И тут теперь Бирма. А Бирма, Мьянма, это люди маленькие ростом. Может, конечно, и высокие, конечно, есть, но они большинство маленькие ростом. Черные. Ну, я, как вам говорил, индусы, китайцы, смесь бульдога с носорогом. Вот такой народ, короче, непонятный. Ладно, не в этом суть. Я как бы не нацист. Не в этом суть. Суть именно здесь нехватка людей. Нехватка людей, и им нужны люди, которые не будут бодаться с этим узким миром. Хопбулады, как в Узбекистане у нас есть выражение, хопбулады. Жена должна говорить хопбулады, хопбулады. Это типа окей. И вот типа вот это окей, они будут делать, кланяться. Рабы. Узкому миру нужны рабы, но узбеки, таджики, кыргызы уже заелись. Охерели они. Они не хотят быть рабами. Умнеют. Наконец-то. И тут нашлось. Я еще Бангладеш скоро начнет. Увидите, Бангладеш там до хрена людей в Бангладеше. То ли 250 миллионов, то ли 180 миллионов тоже. Не знаю, короче. 200 миллионов в Бангладеше вроде бы людей. Тоже голодные. Исходя от этого, к чему я это вообще доношу вам, башкортмянам, татарга, украинцам? Это всем касается, по идее. Нормальным узким даже это касается. Это означает смещение людей с одной территории на другую. Это фиг с ним. Приехали-уехали. Но это полностью значит деградация тех мест. Получается, из этих бирмачей, мьянмистов, они будут делать новых русских. Понимаете? Новых русских они будут делать. Это значит, может быть, в любой момент это армия против нас. Армия против нас. Вы не можете, вот этот момент вы должны, так сказать, галочку поставить. Это вот такой процесс. Потому что они будут как собачки на коротком поводке. Сказали, сделали. Туда-сюда. И тут куда они едут? Как вы думаете? Бирма – это под жопой Китая. Бангладеш такой же. В Бангладеше вот эта вся одежда – это Бангладеш. Допустим, да? Ну, я не знаю, сейчас могу сказать. Бангладеш, Пакистан. Это означает что? $450 за человека? Это фиг с ним. Всех засунут в оружейные темы. Понимаете? Оружие делать. Почему Приморье заполняется? Потому что там очень много танковых заводов. Вот я в Уссурийске служил. У меня лейтенант был, потом он капитаном стал. Капитан Виноградов. Его отец был генералом, полковником или хз танкового завода. Начальник танкового завода. Я не знаю, как назвать это. Как они там называют себя. Короче, глава танкового завода. Его отец был. А он мой ротный был. Виноградов. Родом откуда они, я не знаю. Ну, оттуда, наверное. Узкожопый какой-то. В корне, может, не узкожопый, я не знаю. Ну, вот это Аптисаляте, вот это все, ведуха узкожопый. Весь такой военный такой. Кадет, короче. Кадетку закончил, летехой пришел, и потом капитана взял. Вот так, ну, подымался потихоньку. Но самое главное, мой дембель Рузиль из Татарстана сказал, что
мне говорит, ну, имя свое не буду, что здесь говорить, говорит мне, а ты знаешь, говорит, у него последняя модель какой-то машины, говорит, миллионы стоит. Это 2004, ну да, 2004 год. Понимаете смысл? Коррупция. Само собой, начальник танкового завода, отец, а он летеха какой-то. У узкожопых же так, да и у всех, наверное, так. Военный отец и сын военный, и дочь военная. Да и все военные там у них ненормальные. Вот у меня отец фотограф был. Почему-то я ненавидел фотографии вообще. Я не люблю вот это, блин. Отец кем был, я буду этим. Идиотизм. Да будь хоть кем, блин. Лучше будь. Или хуже будешь. От этого не избежать. Но нет, в узком мире отец был, так я тоже буду ментом. Все, я мент поганый. И вся семья мента поганская, блин. Вот поэтому, ладно, отходим уж с другого. Что я хочу сказать. Вот этот процесс захода вот этих людей приводит к тому, что они в любое время откажутся от азиат, узбеков, кыргызов, таджиков. Они так и так уже почти что отказываются, давление делают. А вот почему-то этим бирмачам, мьянмистам, только начали заходить, мы их пока не видим. Узкая община не работает на них. А? Заметьте. Что-то про узкую общину-то не говорят. Понимаете? Да потому что они придут как рабы. Они, во-первых, Бирма – это урду. По-урду говорят они. Урду, хинду, там смесь бульдога с носорогом. Язык голову сломаешь, блин. Урду там вроде бы. Это урду, короче, типа индийские вместе взятым пакистанским, вместе взятым еще вот этим. Короче, вот такой индус-пакистанский язык какой-то, смесь бульдога с носорогом. Вот такой язык у них. И они откуда русский-то знают? Как они будут работать? Как раз-таки они будут работать на военке. Понимаете? Корейцев пытались засунуть, тех пятых, китайцы что-то говорили. Никто не придет. Китайцы дорогие цели, сказали. Китайцы дорогая рабочая сила. Китайцы дорогие. Понимаете, китайцы дороже, оказывается. После китайцев идут узбеки. А вот после этих узбеков и кыргызов, таджиков идут теперь вот эти вот рабы. Им не нужно, получается, язык знать. Их не будут долбить за язык. Их давить никто не будет, трогать не будет их. Посмотрите. Вы никогда в новостях не услышите пока что, что их кто-то долбит, узкая община. Или они там бунт делают где-то. Не будет этого. Потому что они будут чисто рабы. Приехали, уехали. Посменно, наверное, еще будут они работать. 100 тысяч завезут, 100 тысяч будет ждать их через полгода на смену. И все. Рабы. И улицы, может, они будут подметать. Неизвестно, чем они будут заниматься, хз. Но самое плачевное здесь то, что те территории, это территории бурятов и якутов. Нахрена им нужны эти бирманцы? Мьянмисты. Нахрена им нужны им они? Те мусульмане, а эти буддисты. Или многобожники. Хрень полная. Христиане. А концовки уж. И вот теперь Приморье. Хрен с ним, пока там. Теперь вернемся в Башкортостан и Татарстан. Представили их. Представили их вместо узбеков и других. Как вам будет? Классно? Классно будет, что Башкортостан и Татарстан шпилить наших девчонок будут уже оттуда все черные вот эти. Ну, вы сейчас скажете, опять нацистские какие-то дела делаешь. Нет, это я вам даю понять, что вы, европейские люди, будете чпокаться хз с кем, и это не мы будем виноваты, а вы, потому что вы спите.
Вы, мужики, спите. Башкортостан и Татарстанда, когда вас вообще полностью уничтожат, и вместо вас других. Аллах Таалям говорит в Коране. Вместо вас придут другие, проблем нет. Аллах Таалямның хак сөзі бұл. Он говорит, это прям любой знает. В Коране написано. Вместо других меняю других. Или как-то вот, я правильно красиво сейчас не могу вспомнить, сказать это. Заменяет он. Одни уходят, другие приходят на землю. Проблем нету. И в Башкортостане, в Татарстане станет огромная Мьянма, Бирма, индусы. Ну вот они тоже, как микс индусов, такие люди они. Все, это писец. Это писец. Там вы точно не узкоглазый будет там. Вы просто будете уничтожены, как народ. А узкому миру разницы нет, кто рабы на этой земле. Вся земля их будет. Они хозяева, не вы. Понимаете? Вот опять такая хрень, тоже Приморье. Тигры нападают в Приморье всех, а где китаёзы, которые из них что-нибудь сделали бы? Вопрос. Это я так писал сегодня. 2004 год, опять вспоминаем армию, 2006. В это время как раз-таки этот Путин, урод, сказал в те времена как раз не трогать уссурийских тигров. А я вот как раз в Уссурийске служил. Наверное, возле нас тоже были. Мы были неделями, короче, на полигоне. Было, наверное, страшно, не знаю. Но, альхамдулля, мы стреляли тудым-сюдым, никто не приходил из тигров. Но явно на этих болотах были тигры. Не помню, может, какое-то происшествие тоже было, не знаю. Но явно, где много людей, они бы не пришли бы. Но в кострах, точнее, вот этих военных котлах, мы варили жрачку, короче, и так далее, короче. Все это закидывалось потом в рюкзаки такие, термос-рюкзак, потом одно разносится по полям, короче, да. Ну, короче, вот обед, ужин, вот эта вся хрень. Ужас просто это. Это ужас просто. Пройти вот этот армейский, вот этот отсталый, узкий мир, это просто ужас просто. Мы туда зачем ехали, знаете? Мы вроде стреляли, что-то делали, лес валили. Мы валили лес. Знаете почему? А потому что там грязь в лесу, болото, и наши БМПшки застревали. Чтобы они не застревали, мы все, вот эта дорога, вся БМПшная дорога, которая проходит, она заложена деревьями. Просто вот штабелями лежит дерево, как вот пуля лежит в своем чехле, короче, вот так же деревья штабелями. Мы валили лес. Все старое, не старое, похрен, пилили, выносили и ложили. А мы в кирзовых сапогах, представили, да? Там никто тебе не даст резиновые сапоги. Все, везде ты, и везде, и на строю кирзовые сапоги, и там кирзовые сапоги, нету замены даже. Вот чем мне отправили из Уфы, я их почти 2 года носил, пока там я не откопал какие-то сапоги и не переобулся. 2 года в своих ходил я, в кирзовых сапогах. Они, когда еще мокрые становятся 48-го растоптанного. Хер с ним. Ладно, думаешь. Но вот это дерьмо узкого мира, до такой степени оно изощренно, издевательски оно еще преподнесено, что ты никто там. Ты никто. Ты вроде бы башкирт или татар там, как тебя там, я не знаю. Ну, я, допустим, везде шел как татарин, там я был. И нацизм, вот этот, он был прям, я не знаю, сверх уже того, что должно быть вообще в людях. Вообще ужас просто.
ты там был не только духом, и в то же время ты оценивался как чурка, так скажем, татарва, как они говорят, татарва. Там башкорты, татары, там буряты, якуты были мы, все. Мы все были отстойниками для них. Все сержанты, пержанты, мержанты были или манкурты наши, или узкожопые вот эти были. Все вот эти на верхушках, кто рулил над нами. И понимая, что вот это пройдя вот это, сравнивая сейчас жизнь через 21 год, я в 19 ушел, сейчас вот и 20 лет, ладно, мне сейчас 39, 20 лет тому назад это дело происходит, 20 лет прошло. А помню, как сейчас, как будто бы, если моментами вспоминать, как помню, как сейчас, как будто вчера было. И нападение тигров, теперь тут же про тигров говорим, проходит оно, так скажем, как Путин же в то время сказал, что нельзя убивать, туда-сюда, красная книга, тыром-пыром, короче. Их до хрена стало. Почему? Значит, китайцы тоже не могут перебить их. Контрабанды, значит, тоже, запретили. Контрабанда, может, идет, но они, может, до такой степени не могут перебить, чтобы перепродать китайцам. А китайцы от тигров, сами понимаете, берут до хрена полезного вещей. Там жир тигров, начиная с жира тигров, заканчивая всего там у него. До хрена. Это таблица Менделеева в тигре, понимаете? Не просто так его чпокнуть там, а он нужен именно, так скажем, в живом и в горячем виде, пока мясо не остыло. Точнее, кровь не застыла. Поэтому контроль, значит, там или увеличился. И там как раз говорится еще в том, где я услышал это, про дубы. Китайцам нравятся дубы, оказывается. Все дубы уже срезали. Это какой-то ботаник говорит там. Биологический какой-то чувак, короче, который интересуется этим или что. Дубы все раздолблены. Деревьев нет, все. Россию как саранча Китай все истребил, по сути. В России, по сути, природа, она, ну, так скажем, сдохла. И особенно там. Пока Башкортостан и Татарстан они не могут добраться. Далеко. Поэтому у нас причин в этой России очень много отойти от них. Отойти от них для чего? Чтобы мы спокойно начали свои действия делать сами. Вот мы сами. Чтобы башкортлар, татарлар, буряты, все начали жить по-свойски. По-свойски жить и, как говорится, восстанавливать свой язык. Восстанавливать там бурятский, Саха, Якутия, вот это, все языки восстановить. Алтай там и так далее, всех. Примерно так. Для этого один день мысль от какого-то комментария, что ли, пришло. Вот вспомнил про Алтай, я хотел добавить. Или кто-то мне написал, из близких каких-то кыргызов, что ли, мне написали, я не помню. И оттуда у меня родилась мысль. Кыргызы, которые живут в Кыргызстане, если думают, что им до лампочки, для всего до лампочки, да ведь? Вот они считают, что они все, там все, они им до лампочки. Если вспоминать, что они каким-то образом приперлись из Алтая туда, и в Алтае тоже такой же народ живет, вот это алтайцы, это такие же кыргызы, если уж копать глубоко, то у них прямолинейные есть корни, что они могут, как говорится, смело претендовать на эти земли. Претендовать на эти земли и, значит, идти уничтожать узкий мир.
Вот я им лично, вот я им это конкретно я доношу. Что вы не думали, что моя хату с краю, и я не при делах. Так не получится. Кыргызы, вы до такой степени уже внутри России, что у всех у вас красные паспорта и так далее, и так далее. Вы первые, вот вы, после того, как мы войдем уничтожать Россию, вы первые пострадальцы будете из Азии. Таджикам, узбекам пофиг, по идее, насчет этого. У них больно нет паспортов. У таджиков тоже много, конечно, паспортов, но им пофиг, короче. А вот кыргызам не будет пофиг. У кыргызов будет это страдание конкретно, когда уничтожится Москва. Потому что олар оч калашаклар. Они останутся голодными. И их сейчас с их любых сторон поддерживает Москва. И вот это и есть тот момент, когда ты говоришь, мне моя хата с краю, мне пофиг. Нет. Я никогда редко беру в разговорах кыргызов. Потому что они, по сути, не при делах. Они живут не при делах. Но вот я сейчас просто вспомнил, я добавляю это просто, да? Не при делах вы. Вы прямолинейно, даже не косвенно, прямолинейно, как говорится, задеваетесь внутрь России. Прямолинейно. На Алтае это вот ваши туганлар, только они многобожники, а вы, альхамдулилля, стали мусульманами. Те какие-то ушлепки на Алтае живут, ну и им вы можете донести ислам. Это в ваших руках. Но для этого нужно, как говорится, возвращаться к своим истокам. Каждый должен вернуться к своим истокам. Башкорт Башкортстанда, Татарстанда, Сибирь татарлары, Алтай. Алтай белән Башкортстанга хәтле шуны уртасында Казахстанны җире. Казаклар үзенең җирен тартып алырга тиеш. Павлодар, Мавлодар димәстән, һәммәсен тартып алырга тиешләр. Ну, конечно же, соседствуя с нами. Вот примерно так. А не таким образом, что почему-то татар, башкорт, казах при делах, а кыргызлар не при делах. Как так? И поэтому, почему я этот разговор затеваю? Потому что он не озвучен никогда. Вот нигде я не слышал эту озвучку. Постоянно мы его проходим, игнорируем, не озвучиваю почему-то. Но озвучивать приходится. Почему? Наверное, оно исходит, знаете, из-за чего? Из собранных фактов. Фактов войны против Украины. В этот момент очень много наших людей, которые, как сказать, наших людей, наших, конечно, из Башкортостана, Татарстана, понятно, кыргызов, которые воюют за Россию против Украины. В этот момент я понимаю одну вещь, что когда мы войдем, эти кыргызы вдруг не очнутся, если они пойдут против нас за узкий мир, чтобы не потерять свое, так скажем, дон, ну как это, вот птички клюют где пшено, ну зерно, короче, вот это место, короче, кормушку, вспомнил, кормушку, чтобы кормушка осталась целой, эти народы пойдут против нас. И поэтому мы должны глаза сейчас открывать всем. Это наша задача, потому что мы не хотим враждовать, подавно убивать друг друга, как мусульмане. Поэтому кыргызам в этот момент надо идти на Алтай. Я вам примерно показываю путь, что надо делать. Почему? Потому что вы озадачены внутри Кыргызстана и живете, типа я не при делах. При делах будете. Когда уничтожится Москва, вы останетесь тет-а-тет с Китаем. И в этот момент как раз-таки пригодимся мы.
Мы, которые останемся внутри этой России, только уже независимыми. Мы нужны будем друг другу. Поэтому, когда Азия, мы говорим, Казахстан в деле, 99% Казахстана в деле с нами. Но Узбекистан пока 50-50. А Кыргызстан 0. 0. 0 при делах. 0 при делах за независимость. У них только одно слово Туран-Туран. Туран-Туран не катит. Не до Турана сейчас. Надо свою жопу спасать сперва. Надо выбираться от этой России, уничтожать их паспорта и создавать свое мощное государство. Вот наша задача. А когда мы не говорим об этом, потом мне, ну, допустим, подобие меня людям скажут, а вы же нам не говорили. Как мы вам не говорили? Мы вам пытаемся вот именно донести все, что Китаем дружить нельзя. Троянский конь. С другими дружить как бы, как дружить как бы, да? Допустим, допустим, у меня вот такого вот прям, у меня есть такое только, да, вот с кыргызом там или там таджиком или кому-нибудь там наезды есть только такие, что если человек херовый, он человек херовый, у меня вот такой наезд есть на них. Как вот, допустим, на казахов-то так же, допустим, как я один раз озвучивал вам, насчет того, как они грабили поезда в моем детстве. Вот примерно вот такие бандюги, короче. Но это же не узкожопые, понимаете? Это все-таки же наши. Это как вот славяне разделяются, там белорусы, украинцы и эти финно-угры, эти узкожопые. Примерно так можно их было бы соединять, да? Но сейчас отпадает из этого троянского коня, кстати, этот узкий мир. Для украинцев он первый враг становится. Для украинца самый лучший это крымский татар, твой брат будет. Хоть он будет мусульманином, но зато он твой брат будет. Я всегда говорю, дружите только с соседями. Поляки ваши друзья. Крымские татары ваши друзья. Но не узкий мир. Белорусы без Лукашки-какашки тоже ваши друзья. Рядом. Не надо бежать в Израиль. Искать каких-то уродов-евреев. Где-то там. Нетаняшку, нациста. Не надо там искать кого-то, друзей. Друзья ваши соседи. И когда Башкортостан, Татарстанда речь идет об этом, меня почему в тот день, помните, я сбесился, я не ответил, один день комментарий шел, где-то я не смог ответить, где-то шел у меня комментарий, и я не смог ответить, и почему этот сыр-бор пошел. На улице я был вроде бы, эфир делал. В ауле вроде бы. Там Денис какой-то. Фамилия вроде татарская. Ну, и Денис тоже, непонятно, короче. Или Данил был. Сори. Ну, всякое, короче, какой-то... Русский, может, это был даже вообще. Мы не знаем, кто это был. Он написал, что Башкортостанда не нужны эти, типа, узбеки, кыргызы, таджики, там все вот эти гастарбайтеры не нужны. А это меня вообще, я койным сразу, я вообще психую за это, такие действия. Я же вам постоянно об этом высказываюсь. Мы не нацисты. Мы против узкого мира можем быть нацистами. Но в то же время мы не убийцы. Нацизм есть еще, убийцы есть, как Путлер. А есть просто нацизм, которых можно, как говорится, против узкожопых это как бы использовать. Их ниже просто контратака, так скажем. Но когда тебе внутри Башкортостана, Татарстана говорят, что узбеки это нам не нужны, эти не нужны, типа, да, грубо говоря, чурки, как они говорят, чушмакляр. Татарларда выражение есть чурки, на татарском чушмакляр. Чушмакляр типа не нужны.
Вот этот чушмяк возле вас сидит. Я вам это вот сейчас разговариваю. Это я чушмяк тогда для вас. Я же узбек. И что, как это происходить будет? Получается, возвращаясь теперь к Бирме и Мьянме, я вам предъявляю. Значит, Башкортостанга путинский режим завезет Мьянму и Бирму. Хер поймешь там, как я вам говорю, да? Индусы они или кто они. Смесь бульдога с носорогом. Вот они будут с вами дружить. Они будут ваших всех чпокать. Вылазить будут там вообще черные люди непонятного контингента. И все. И тут зато вы ближний свет, так скажем, Азию отталкиваете. Ну да, я могу сказать, один в семье не без урода. Один урод какой-то узкожопый написал нарочно. Мы можем даже так интерпретировать. Проблем нет. Но не нужно себя обманывать. Обманывать не можем мы себя. Почему? Потому что мы Башкортостанданмен. Башкортостанның içinde dünyanın bilем. Что у каждого татарина там, у каждого башкирта есть мысль, что вот эти приезжие это лишние люди. Это мы не можем избежать этого. Это есть. Людей достало это. Это есть. Людям это все надоело. Это есть. Но если бы я не был бы узбеком, думаете, я бы об этом не говорил бы? Нет. Я об этом также говорил бы. Почему? Потому что мен мусульман. Мусульманлар не могут отгонять от себя тебе ближнего человека. Это не узкожопые. Это казахи, это узбеки, это кыргызы, это таджики, афганцы, это наши. Это наша умма. Понимаете? Это не кто-то там из узкого мира пришел там путинский режим из смесь бульдог с носорогом. Тоже они переделанные, непонятные. Евреи там сидят. Мы не знаем, кто там в Москве вообще обитает. И они баламутят воду между нами. И вы подыгрываете им. Ломая дружбу нашу. Ломая безнатуганлыкны, нашу искренность, доброту нашу. Понимаете? Это нужно еще, я не хочу вам предъявлять это, но это нужно говорить. Факты. Крымские татары отвезлись куда? В Узбекистан. Чеченцы отвезли куда? Казахстан. И везде распределили. Узкожопые во время 41-45 бежали куда? В Узбекистан. По 10-20 детей брали. По 50-100 детей брали эти узбеки. Узкожопых. Там детдом не был. Не выдерживал детдом там. Где там был нацизм? Нигде. Поэтому, когда мы говорим о том, что кто-то должен быть, кто-то не должен быть, нет. Не должен быть только узкий мир. Должен быть независимый Башкортостан, независимый Татарстан, Ичкерия, Дагестан, где есть дорога всем. Дорога всем. Даже узким. Если они признают нашу идентичность, что мы башкортлар, что мы татарлар, мы есть, мы есть. И, конечно же, учить будут наши языки и получат паспорт. Проблем нет. Живите, кайфуйте, радуйтесь. Но под нашу дудку. Дудка будет играть наша теперь, Курай. Курай таушина яшагес. А не так, под вашу какую-то шарманку, балалайку. Мы не будем плясать уже. Надоело. Вы не можете и держать субординацию перед народами всеми. Вы нацисты. И это нужно признать. Мужик только может это признать. Но вы не мужики, понимаете? Вы гомофобы все. Там. Детоебы. Носильщики 9-летних детей.
Поэтому вот здесь я как раз писал это. Развиваем это, чтобы юг Башкортостана очнулся или будет как Корея. В тот день я назвал его Северный Башкортостан. Даже вот принципиально эфир поставил. В тот день, который меня взорвало, это два руслановских интервью. И я сделал такой экстренный выпуск новостей. Возвращаемся, давайте, Башкортостан, Татарстан ішіне. Почему Северный Башкортостан? Северного Татарстана не может быть. Потому что Татарстан, он должен быть уже как бы единый он. Я так думаю, потому что там делить нечего. А в Башкортостане делить есть что. В Башкортостане делить что можно? Делить можно согласных и несогласных. Тех, которые хотят взять все территории, которые нам можно как бы подмять, а те, которые не хотят, в маленьком Башкортостане хотят остаться жить. Вот из этих. И вот как раз-таки здесь вот это Эрис Балаяна движуха, его рассказ и мысли узкого мира о том, что мы на выборах, как в Крыму, короче, выберем свободу, что-то. Этого не будет. В Башкортостане, Татарстане этого мы не позволим. Если даже после Путлера придут навальнисты, или там шовинисты какие-то, уроды, мы не дадим этого быть, понимаете? Мы не дадим этому. Это категорически уже все, закрытая книга. Мы забыли об этом раз и навсегда. Мы не можем это помнить. Почему? Потому что нам это не нужно. Мы не играем уже эти игры. Как хотите это называйте. Поэтому, когда идет речь о Северном Башкортостане, речь идет о Перми и остальных территориях выше до океана. Я не знаю, Ледовитый океан, я не знаю, как называется там. Антарктида, Арктика, я хз, короче. Север, короче, там, туда. И вот, понимая это, если мы эти территории упустим, то будет один поворот событий. Башкортостан, в первую очередь, это как раз-таки южная сторона, грозит одна вещь. Это вам никто не скажет, но я вам скажу. Эта мысль тоже проснулась недавно у меня, на днях. Я только вспомнил об этом. Ну, надеюсь, как бы люди не обидятся, но я скажу это. Если Башкортостан останется в таком же маленьком ракурсе, это вот прям можете записать куда-нибудь, скрин сделайте, видео, то Перем, Коми и Доморье, если мы не возьмем, это предъява как раз тем людям. Люди найдут, к чему это относится. Даже не буду говорить. Само собой, Габбасову. Что Башкортостан будет в плане акула и рыбки. Аппетит и не аппетит. Короче, как хотите интерпретируйте это, будет проглочен Казахстаном. Раз и навсегда. И после этого там, само собой, будет война. Это будет. Потому что башкортлар никогда, как говорится, Беркемге баш имей. Это как и Валдар Батыримыч, я читал вам, я это прям тыкал я вам это об этом в своих историях Алдар Батыра, других историях. И это будет политический подход. Это не будет просто так, спонтанно. Принудительность деген сөз болып шығамын да. Почему? Потому что территория Перми и Коми
оно засрется этим узким миром, и они в любой момент могут захотеть забрать обратно Башкортостан. И в этот момент Казахстан будет стоять тут как тут. И это будет писец-писец. Это как бы народ должен понимать. Это как бы должен понимать. Это то же самое, что Китай-Бирма. Это то же самое, что Китай-Тайвань. Это то же самое, что, я не знаю, кого можно еще сравнять. Туркестан этот, Восточный Туркестан, уйгуры, автономные уйгуры с Китаем. То же самое. Все уйдет. Поэтому я ультимативно кидаю этому Габбасову и всем остальным вот этим идиотам, которые пытаются умничать тут, заявку начать общаться со мной и подобие мыслящими со мной людьми. Я не один такой. Поэтому разделение Башкортостана будет в приоритете. А потом, что хотите, делайте. Поглотят вас, не поглотят, мне до лампочки будет. Но мы сумеем сохранить Северный Башкортостан в своем, в новом 21 веке обличии, имея свои границы, имея свой язык, башкорт һәм татар телен, уже совместно. И также очень близко быть с Татарстаном. С ними как бы теоретически ничего и не будет. А вот если узкий мир будет вокруг нас, и вы будете такой писькой маленькой, то будет писец. И вы не можете этого понять. И тот, который мне написал в тот день, я в тот день bütün нәрсәне сөйләдем. Я чуть-чуть еще добавлю к нему. Писал вот это, который башкорт меня. Типа, еракны сөйләмә, еракка чап, узакта шак. Бездә шундый сүз бар бит, еракка чап, ерак. Короче, ну типа, аягыңны сус, былай, аягыңны сус, былай. Эй, туганлар, это не катит это сейчас. Ты это оставь кому-нибудь другим, детям своим говори это. Мне не надо это говорить. Мен сенің балаң түгілмін, абайың түгілмін, үкәңмәсмін. Поймите одну вещь, что вы создатели истории новой. Это вы создатели, это я, вы, все мы создаем историю. А если вы сейчас просрете этот момент, то по всему периметру будет такая же китаизация, только опять-таки узкий мир в любой момент. Теперь параллельный мир я вам обосновать буду, чтобы вы понимали, почему этого нам нельзя делать. И нужно делать именно по моему плану. Потому что чем больше территория, как это, да, большой медведь страшнее, да, чем маленький какой-то козявка. Примерно из той категории. Пока ты маленький, и у тебя нет атомной бомбы, пипец просто. А если у тебя есть ты маленький, атомная бомба, окей. Как Швейцария. Пофиг. Сравнение. Ичкерия. Чечня. Чечня почему раздолбалась? Это и вам ответ, вопрос. Вот там ищите. Потому что маленькая. А захват, вспомнили Россию? До угла Сахалина. Представили? Не акула.
а кит. Кит, который чпокнул, короче, из аквариума золотую рыбку. Так чпокнул, что он даже не понял, в какие зубы он вообще пролез. Понимаете смысл? Там не 150 миллионов людей играет роль войны, а объем массы. И когда у нас Башкортостан и Татарстан осознает это, который я подход веду, о территории, и потом можно будет быковать с любым, блин, и с американцами будем быковать, со всеми. Равномерные отношения будут. Ну, допустим, Японию возьмите. Маленькая, но умная. К ним полезли один раз, никто теперь не лезет. А у нас ни ума и ни хера нету пока. Поэтому нам хотя бы территорию надо взять, чтобы у нас был карт-бланш, чтобы у нас была какая-то, блядь, тап, шапалак кому-нибудь давать. Хотя бы чуть-чуть рука должна быть у нас. Голая хотя бы пусть. Киши yok. Jir bələkəy. Düşman küp. И siz улисіз шулай мен яшармын деп улисіз. Все же живут, Люксембург живет. Нет. Люксембург живет, потому что эти сытые. Соседи договорились, они сытые. Асин, допустим, ну, мин деп айтыгенде. А мин сізге предлагаю раздолбать Москву и сидеть тихо. И нам никто не придет. Я в домике. Никто не придет. Ни хрена так не получится. Ни хрена не получится. Вы чё? Поэтому мысля узко, человек никогда не будет умным и расширенным в своем мозге, как говорится, какие-то, не знаю, параллели другие он не сможет увидеть, потому что мозг узкий. В узком мире мозги у людей становятся узкими, я, наверное, так интерпретирую это. Это тупизм. Когда у тебя есть земля и нет людей, это то же самое. Халятын үзіңне юк, мына видуха твоей нету внутри, да, ну вот, ну типа ты по сути там ты такой слабенький, да, но ты одел балахол. Страшно же становится чужому, кто тебя не знает. Ты в балахоле, но внутри ты скелет. И никто не нападет на тебя, потому что ты будешь казаться большой. Поэтому, когда это так уж теоретическая мысль. А если брать это еще со стороны финансов, это вообще это богатство, во-первых. Это уже любой даже тут америкашка, какашка, будет считаться с тобой. Потому что у тебя территория будет Перми, Коми и море. Океан. Новая земля, даже этот новая земля, остров тоже хапнем, это тоже наше будет. И вот это будет идеальный план, которого мы когда-либо вообще достигали. И мы, иншаллах, достигнем это. Главное делать не яд. Мы достигнем этого. Поэтому, туганлар, я, как и говорил, наткнулся на это. Развиваем это. Я написал, да? И предъявляем вот югу Башкортостана, чтобы они тоже очнулись. И поддержали мое движение. Захват всех территорий. Челябинск, Екатеринбург и все подобие вот этого. Окраины все. Пермь, Коми, Ненеция. Это Ненецкий автономный округ. Все останется внутри Башкортостана.
Никто их прессовать не будет. Они как Xiaomi в Норвегии будут жить, как на масле. Никто их трогать не будет. Двойная оболочка защиты. Ихняя армия внутренняя своя и наша армия снаружная. Никто к ним не нападет. Это первая гарантия наши, которую мы им дадим. Они сами по себе свои недра копают, живут как хотят, нам похрен. Ихний паспорт внутри будет, нам похрен. Что хотят, пусть делают. Через нашу территорию у них будет зеленый свет. Лазят куда хотят, что хотят, пусть делают. У нас, у нас не будет ни таможни, ни хрена ничего не будет. Пусть как хотят живут. Мы их не будем трогать. Главное, чтобы они тихо, мирно, молча к этому согласились. Если к этому они не согласятся, придется, как говорится, долбить их. Может даже убивать. Выхода нет. Потому что внутри их будет баламутить узкий мир. И как раз таки навальнисты, которые хотят, как вам Балаян говорил, что они хотят делать референдум. Не будет референдума. Ничего этого не будет. Мы не дадим этому. Поэтому военное расторжение этого всего писанины будет. Военный подход. Все. Вот только это. Вот поэтому сейчас наша задача инвестировать на военную тему. Не гривни собирать по 20 копеек там, как украинцы бедные 3 года уже мочат этот узкий мир сами. А нам конкретно нужны инвестиции, которые уже будут у нас. И этот план нужно развить. Конкретно с теми, которые вложатся в это дело. Но вложиться каким образом, как я всегда это говорил, мусолить сейчас уже больно не будем, сейчас уже 2,5, надо будет заканчивать эфир уже, что работать будем честно, по договору. Помогает, допустим, Франция нам. Договорились, из недр что-то там отстегнем им. Все по чесноку, халяльно. Никакого нахрен лизоблюдства не будет. Клянчить мы не будем ни у кого. Будет конкретный договор на суше, а потом уже заходим в эту волну. Если вы думаете, что договор будет как с Трампом, ни хера подобного. Это для нас как раз это дарес. Это урок нам. Что с Трампом дела, вот с Трампом дела, так скажем, нападки, потом унижение, потом, извинения. Не, этого не будет. Этого никак не будет. Сразу договор будет. Так, короче, с кем, допустим? С Макроном. Вот, я планирую с Макроном, допустим. Я бы договорился бы с ним. Короче, разрабатываем, работаем, но для этого уничтожаем вместе Москву. Договор такой должен быть. Примерно так. Поэтому я не знаю, вот как с ними соединиться, к этому подвести эти вопросы. Но если бы меня кто-нибудь подвел бы к этому, я бы, наверное, всю эту тему, которую я вам рассказываю, по полочкам им разложил бы. Допустим, пригласили меня куда-нибудь туда, в свои хоромы, так скажем, на ковер. Пару дней я им рассказал бы это. Может, и за 2 часа рассказал бы это, но им не дойдет. Это надо минимум 10 часов рассказывать. Интервью на 10 часов надо, рандеву. 10 часов минимум. Чтобы им я полностью объяснил это. Потому что у них шквал вопросов будет на меня еще. Попутных. А это так, как? А как? Только когда мы раздолбаем Москву, тогда вся Европа, я уже когда-то уже говорил, будет спокойно дышать в Африке. Их никто не будет тревожить. Кстати, насчет этого тоже давайте скажем. Это я не говорил еще. Когда уничтожится Москва, Башкортостан с Татарстаном никогда ни в какие походы в Африку не пойдет, не будет создавать ни Вагнер, ни хера ничего. Нам чужой не надо. И свое мы не отдадим. Вот по таким лозунгам мы будем жить. Свое не надо, свое не хрен получите. Нам не нужны походы эти. Это только жабогадюки, вот такие уроды, ходят по таким походам в виде узкого мира, империи. Мы не будем ходить никуда. Если даже мы захотим ходить,
Если это нам нужно, мы вот окраины наши будем истреблять от узкого мира. Проблем нет, нам этого хватит. Нам главное добраться до океана. Наша задача. Вот и все, нам хватит этого. Нам хватит. Башкортостан с Татарстаном другого не схавает. Нам не надо. Дерьмо харам домой тащить не будем. Грабежами чужих земель не будем заниматься. Не нужно нам малийское золото. Не нужно нам контрабанды всякие вот эти. Нам не надо, у нас всего хватает. Понимаете? Это бандюги, Пригожины, всякие Вагнеры, только они могут этим заниматься. Убийством африканцев. Мали, мусульмане. Сори. Поэтому никак. Никак нам это нахрен ненужная вещь. Это вообще мне не интересно. Вот я человек по жизни в торговле, в бизнесе, мне это не интересно. Понимаете? Надо научиться любой товар покупать. Я всегда это говорю. Хорошее слово, как прикол есть узбекский, половина корова. У нас так говорят. Yaxshi so'z yarim mol. Только хорошим словом мы можем добиться всего. Нам не надо чужое. Мы не Израиль. Мы не узкий мир. Мы не американцы в Афганистане, которые мочили, херню мочились. Не надо нам чужое. Поймите, мы свое не можем, взять. Мы свое должны научиться взять и не отдавать. А мы отдаем. Мы отдаем 500 лет, свое. Вот это и есть наш косяк. Мы слабые в данный момент. А слабые почему? Потому что вы не хотите жопу поднять свою, драгоценную задницу свою. Сидите на коле и не можете сдернуть оттуда свою жопу. Вот ваша проблема. Проблема в том, что страх человека, у каждого, вот так сидит он, вверх-вниз, играет, на понижение, на повышение. Но у вас сейчас оно на повышенном, на 99% стоит, на взрыве, так скажем. Страх у вас такой. У вас только 1% может быть не страха, и то идти убивать украинцев. Вот где-то там оно работает у вас. Но не Москву. Москву убивать у вас не работает вообще, нет процентов. Страх 99 только есть у вас. 99% страха против Москвы. Это означает, знаете что? Это означает, что вы потерявшийся смысл жизни вообще. Нахрен вы вообще родились башкиртами и татарами? Вы вообще кто? Вспоминаем фильм Джеки Чана. Кто вы? Кто я? Кто вы? Кто вы? Вы кто? Нахрен вы родились вообще? Зачем вы тогда носите нацию башкирт и татар? Вы кто вообще? Понимаете? Это каждому зависит. Каждому это относится. И чеченцам, и дагестанцам. Всем это относится. Кто вы вообще? Буряты, якуты, все. Кто вы вообще? Вопрос. И из-за этого, Туганлар, вам это папа, мама не скажет то, что я вам говорю. Потому что они тоже будут жалеть вас. Мне, по идее, вас не жалко. Но в то же время, как народ, я борюсь за вас. Я пытаюсь вам донести это. Понимаете? Что вы не на правильном пути. Нормальные мужики так не живут. Нормальные мужики, они действуют. Они действуют. Они не имеют 99% страха. У них нет этого позорного страха. Из-за этого я порой иногда думаю, у меня очень много братьев. Только они все двоюродные. И я понимаю одну вещь, что я один. Представляете? Это до такой степени вбивает иногда такую тоску, что я один на этом свете. У меня нет братьев. По идее, оказывается.
А так их у меня 5 штук, так скажем, приближенных, допустим, да? Но 4 точно. Ну, со стороны, да, еще отца же забываю. 5, да, допустим. Это самых ближних, я говорю, двоюродные. И в то же время их нет. Представляете? А почему нет, знаете? Это, наверное, тоже никто не скажет этого. Мне пофиг же, я все говорю. Потому что 99% страха. Всего лишь страха. 99%. Это не означает, что я себя как-то хочу высоко поднять и так далее. Не. Мысли такаббер была. У меня нет кибра. Я ненавижу слово кибр вообще. Я борюсь этим. Может, когда-то я в выражениях своих как-то высоко говорю, да, ведь, но это не то. Нет, это не высокомерие. Это просто смысл доносения людям мыслей. И поэтому, когда ты осознаешь, что ты один, и весь мир какой-то гибан, сори, ненормальный, аузбилля, ругаться, пытаюсь не ругаться, себя по манере культуре учу в этот месяц хотя бы, да. И в этот весь чокнутый мир, так скажем, другое слово нашел, делается, знаете, таким, знаете, вроде бы огромным и ничтожным в тот же момент. Он вроде бы огромный, но он ничтожный, даже можно сказать, гнилой, блин. Гнилой. Когда вспоминаешь Палестину, Сирию, Мьянму, Бирму, где наших мусульман всех мучат, и ни один мусульманин не встал, не сказал, что наших же убивают, давайте встанем, пойдем защитим. Никто не сказал. Понимаете, вот в таком мы гнилом мире живем. Ничтожном. Откуда может быть тут от твоего брата помощь? Нет от брата помощи. Есть только бродар. Бродар — это какой-то левый брат, который тебе может помочь. Левый брат, так скажем. Правый брат, левый брат. Чужой, который пришел откуда-то. Вот этих чужих братьев я ищу. Вот эти чужие братья должны встать на этот путь и идти к истине. Мы должны идти все к истине, чтобы уничтожить вот этот гегемонию узкого мира и вообще навести порядок у себя дома. Бардак что-то. Давно не пылесосили. Бардак. Понимаете? Башкортостан, Татарстанда бардак. Везде узкие какие-то общины бегают. Надо пылесосить хорошо. Вот здесь вот узбекская тоже вот уже как бы на узбекском даже идет новость. Продолжим чуть-чуть. Ушел, а то в дебри. Россияда Юлбарс депутатка худжум кылып уны өлтірді. Ну, как бы здесь больно что-то можно посмотреть. Ну, что смотреть? Ну, короче, что? Сожрали, чпокнули депутата и его какого-то работника. Fojia Krasnoarmeysk tumani deputati va shu bilan birga o'rmonchi sifatida faoliyat yuritgan shaxs bilan sodir bo'lgan. Hayvon orqadan yashirincha yaqinlashib erkakka hujum qilgan. Тигр, короче, напал сзади и сожрал, так скажем, там, я не знаю, голова, не голова, нога, не нога. Ну, явно, короче, двоих чпокнул тигр. Ну, тигры голодные. Вот и все. А почему голодные? Потому что нет животных, чтобы они питались. А где животные? А потому что браконьеры сожрали животных. Вот и все. Но это как бы черные новости по-узбекски.
А, Красноармейск это тоже вот Амурская область вроде бы. Амурская область, Красноармейск, не помню. Или Уссурийская область, Приморская область, Красноармейск. Ну, там, короче, эта дорога. Там, по идее, везде тайга, там нет дорог, по идее, там. Там идет так. Владик, Уссурийск, Бикин, Хабаровск. Все, вот одна дорога, все, писец. Как Крым. Представили Крым? С Керчи до Евпатории. Ездил кто-нибудь? То же самое. Сори, боковушка. Все, раскладушка. Короче говоря, эти земли, туғандар, вот эти все владики, хренаники, полностью для военного, я даже для вас как бы нашел инвестиционные такие, так скажем, проекты, что эти земли мы смело можем продать всей России, вот этой независимыми государствами, будущими, иншаллах, Японии, чтобы Япония, пока мы не уничтожим Москву, до талого нас обогащала оружием. Понимаете? Этот вопрос актуален, так что смело можете искать японцев, кто заинтересован в этой теме, кто войдет в разговор со мной, подобие с вами, можете смело вести разговоры с ними насчет этого, что мы готовы уничтожить Москву, и за это вы оплачиваете нам всю военную стратегию, самолеты и так далее. Что у них есть, все, пусть дают. Все равно им некуда стрелять, он гниет, лежит у них. И мы им выделим от Хабаровска, начиная, допустим, вглубь можно еще зайти, в сторону Бурятии, Тывы, там разберемся с ними, с какой-то километр, допустим, от Японии, ну, от суши, края Владивостока, короче, вглубь, можем зайти 100 километров, можем зайти, пофиг, короче, им все это продадим. И за это продажу суши Японии мы получим полностью боеприпасы по уничтожению Москвы. Вот такой можем договор сделать. Если кто-то там еще захочет, кто-то там еще какую-то территорию, допустим, захочет купить, то также можем смело это также поставить на аукцион. Там сколько даст, кто что даст. Нам пофиг. Та сторона нам, по идее, не интересна. Я считаю, и якутам, и бурятам то же самое не будет интересно, потому что их вообще мало, чем мы. Их вообще там, говорят, вообще там от силы, наверное, 500 тысяч, наверное. И бурят, наверное, может есть. Даже миллиона нет вроде бы их. Не знаю, сколько их вообще. А якутов вообще там, наверное, от силы 300 тысяч, наверное. И все. Их нету их, блин. А территории их до хера. И поэтому, если мы это сделаем в Японии, эти земли отдадим, будет шанс сохранить их от Китая. Чтобы Китай не проглотил их полностью. Как вот это Тяньшань, Маньшань, вот это. Уйгуров, короче. Поэтому вспомнил Урумчи. Урумчи я вспомнил, ё-моё. Урумчи, короче. Вот эти дубленки из Урумчи шли. Они были такие классные в начале, блин. Ну, я-то не носил, но были классные, короче. Вот так, люди любили носить его. И вот, в итоге, что я хочу сказать? В итоге, все территории наши богатые, так что проблем нету. И мы как бы из территории Башкортостана с Татарстаном тоже смело можем потом в дальнейшем оплатить внешний долг за оружие, за вот эту всю хрень. Так что проблем никаких нету. Примерно так. Поэтому Башкортостан и Татарстан должен понимать, что мы спим. И нам надо уже все проснуться. Все. Нам надо проснуться и начинать уже действовать и требовать своей территории, свой язык, как и тема эфира была язык как раз, и от этого плясать. Кстати, и пляску надо требовать, чтобы, как говорится, не только язык и так далее, и плясать, чтобы
нам разрешали. А для этого, значит, независимость нужна. Не говоря о том, что везде у нас должны быть открыты мечети, медресе и все вот эти заведения по исламу. Вот самое главное. Не то, что там полуголая бегаешь там на сцене. Нет. Именно стратегия основываться должна изначально на исламе. Бренче без мусульман, а потом уже без холк. Мусульман, холка. Вот примерно вот так. Наш лозунг везде должен быть, котироваться вот таким образом. А если мы, башкортлар, хам-татарлар, не осознаем, что мы мусульмане и в каком-то тупом состоянии так после узкого мира вы останетесь жить, то мы опять-таки деградируем. Уже здесь русские не будут виноваты. А мы сами просто сольем свое государство. И станем конкретными, я не знаю, даже тут манкурт слово не котирует, потому что манкурты могут быть и татарами, и башкиртами оставаться до конца, но в то же время манкурты. А здесь котироваться будет, наверное, просто садомаза, уничтожение себя. Просто мы уничтожим сами себя внутри Башкортостана с Татарстаном, если не будет ислама. Ислам – это оболочка, это цель, это ядро нашего общества. Все, примерно так. И еще добавлю, в тот день об этом высказывался, вроде не до конца высказался, на улице, что ли, я это орал вам. Или здесь я говорил. Насчет субординации ислама и Франции. Или там французские законы и башкорт һәм татар законлары. Внутри Башкортостана с Татарстаном однозначно будет ислам. И никто нам извне ничего не сможет диктовать. Таким же макаром мы не сможем диктовать Франции, почему у них в школах нет хиджаба. Надеюсь, надеюсь, я вам донес это. Потому что диктовать суверенной, независимой стране Европы, или Америки, или Мексики, или и так далее, мы не вправе. Мы никто диктовать кому-то в полноценной стране. Я уже высказывался об этом. Вот еще раз повторюсь. Пока мы не имеем своих границ, пока мы никто, мы никому ничего не можем говорить. Вот когда мы захватим всю территорию Башкортостана, Татарстана, заберем все то, что я вам говорю, тогда мы будем диктовать. Огромная территория, огромная, еще раз повторюсь, огромная территория. Вот примерно так, чтобы у нас не было слова Северный Башкортостан и Южный Башкортостан. Я не хочу, чтобы у нас Корея-2 было. Я хочу, чтобы у нас было целое огромное государство под названием Башкортостан и отдельно Татарстан. Целое. Не так, что Башкортостан с Татарстаном еще между собой рамсил, Этого еще нам не хватило. Как кошки-мышки Китай, допустим, с Кореей также не любят друг друга. Или там Корея с Японией не любят друг друга. Да, так же. Везде так. Не любовь. Понимаете? А нам любовь надо. Понимаете? Махаббат кирак бизга. Научись говорить, научись уважать других. Ой, Надя, валяй отсюда, Надя. Уважать она, Узкожопые как будто уважает башкиртов и татар. Всех везете в армию. Уважать она хочет. Уважать тебе, овца, А вы откуда, Алекс? Мы из Башкортостана. А вы откуда? Ты даже говорить правильно не можешь. Оттуда же. Эй, Надя, в чем тут говорить неправильно я умею? Или правильно не умею, а? Ты умеешь говорить на моем языке вообще-то? Пятакся. Сен татар телен беләсеңме? Башкорт телен или үзбәк телен беләсеңме? Говорить не умею екен. Инәң тишеге. Меня вот это как раз таки
Опять вот этого Сырос Балаяна вспомнил насчет комментария. Сейчас уже будем заканчивать. Узкий мир со своим языком везде лезет. Я говорить не умею. И вот это доказательство. Эта овца мне доказывает о том, что я говорить не умею. Я просто поражаюсь над таким высокомерием, маразмом высокомерия узкого мира, своего узкого языка. И они пытаются нам впихнуть эту тему. Нам, нашей огромной истории Башкортостана и Татарстана, не говоря, что постоянно я вам буду утыкать о истории Узбекистана, 2000-й истории, да, ведь 2000 лет истории Узбекистана, и вот этот узкий мир, который недавно во время коммуняк образовался, во время коммуняк, блин, этот узкий мир, этот полноценно образовался во время коммунизма, и они говорят со столетним своим историей, нам что-то говорят. Финно-угры, лаптях, которые я сам видел, наверное, ТикТок я прям загрузил везде, и в Ютубе загрузил, лапти я нашел, лапти, лаптях, эти лаптоебы пытаются нам учить, как жить. И говорить нам надо, оказывается, правильно. Эй, патакся, еще раз я тебе говорю, син патакся, башта үрән татар телендә сөйләшергә, или башкорт телендә, или үзбәк телендә. Соңрак син миңа нәрсәдер әйтергә, бәлкем, сможешь. А так, может, и не сможешь. Поэтому ты сперва полностью, как говорится, выучи хотя бы, не знаю, татарский или башкирский на выбор, какой-нибудь из них выучи. Оба даже я тебя не заставляю выучить. Выучи один из них, а потом уже диктуй нам, как быть дальше. Поэтому со своим коромыслом нехер сюда лезть, блин. Понимаешь? Поэтому Башкортостан, блин, Татарстанга, еще раз повторюсь, вот такие вот комментарии, вот таких гоблинов в виде узкого мира, оно и дает, как говорится, нам дальше понимать то, и вам пока это не доходит, мне кажется, понимать то, что с такими гоблинами жить нельзя. Жить нельзя, потому что у них только есть Виктор Цоя песня тут что-то песня была, что там песня, не могу вспомнить, вот как раз там говорится много какое-то слово не помню, вот у них есть, добавлю свое только, многое, у них есть во всем многое, точнее их, много их, этого узкого мира много должно быть, много прям, везде они, и только они, других нет на свете. И вот эта гегемония, как и все предупреждают, все говорят, да, везде, что это и вас и развалит. Почему? Потому что Аллах Та'аля ненавидит высокомерных. Ненавидит. Вот это я, эго ихнее я, и есть высокомерие. Это и есть уничтожение себя в один момент. Почему? Потому что не осознавая себя, вот, допустим, как сказать, себя как вот, адекватно с людьми как бы на одном уровне и возвышать себя где-то, это все, это диагноз. Это диагноз того, что узкий мир пытается внедрить, допустим, в Грузию, вдалбливать Армению. Хорошо, она вроде успела выскочить с Франции, снюхалась. Например, вот так. В наглую Украину пытаются прогнуть. Примерно вот так. Поэтому таким диагнозом, как у вас, это не знаю, до какого момента я не могу гарантировать, я не предсказатель какой-то, но точно у вас это будет, знаете, как это вот, не знаю, жесткое уничтожение, я так только предполагаю. Вот только так. Допустим, дали бы мне сейчас возможность что-нибудь стрельнуть куда-нибудь, я бы по Москве сразу стрелял бы. Сразу. Вообще не волнует. Хоть там у меня там полно родственников живут в Москве, кстати. А мне пофиг.
Мне пофиг. Вот и все. Просто чпокнуть Москву, вот и все. Принципиально это. Потому что все зло там. Пока мы не чпокнем Москву, как говорится, мир никогда не изменится. Никогда. Измена людей может быть, но измена мира не может быть. Потому что Москва существует. Ее не должно быть на карте. Примерно так. Что она еще? Много вас таких было, где вы по тюрьмам, и не переживай, и ты там будешь. Эй. Пойми, Надя, одну вещь пойми, что вы узкие, только, не знаю, то ли одним мозгом, полушарием думаете, я не знаю, или у вас просто Аллах создал вам узкие мозги, у вас не два мозга вот здесь, они есть, может, у вас, но так они, так скажем, мозжечок ваш работает в узком состоянии, а остальное это у вас просто, так скажем, так, для виду, так скажем, образ. А так мозг у вас узкий. Вы не можете думать расширенно, потому что у вас вот весь ну, процесс их вот этого узкого мира в том, что они только делают для себя. Вот только для себя. Для других у них нету вообще. Башкалар белән эши юк аларны. Только үзең генә беләләр. Үзең генә. Шунларга из-за того, что ты думаешь вот таким узким каким-то мракобесием для себя только, ты для себя как раз-таки и копаешь могилу. Это касается всех узких, которые пытаются, как говорится, прогнуть все народы, 189, да, мы говорили, 179 или 179, короче, 179 вроде бы, 179 наций в России, они пытаются под себя прогнуть. Ну да, из 170, может, вы прогоните, допустим, маленькие какие-то населения, нации, маленькие, может, прогоните под себя. Но гегемоны в виде там 8 миллионов татар, там чеченцев, сколько там, не знаю, миллион вроде бы, полтора, башкиртов полтора, кто еще, Дагестан, все вместе, каша там, вместе взятые, может там от силы их, не знаю, сколько их вообще Дагестан, 5-10. Вот примерно. Вот этот контингент вы не прогнете все равно не прогнете. Других вы можете схавать даже, не то чтобы прогонять. Схавали вы уже всех из 179 наций. А вот подобие нас вы не схаваете. Если бы схавали бы наших предков, нас не было бы. Понимаете, за 500 лет вы не смогли нас схавать. Но хаваете. Я в Алдар-Батырии же вам говорил, что 500 тысяч схавано. Во время Алдар-Батыра, как раз таки 300 лет назад, да, грубо говоря, было 2 ляма башкортов, а сейчас 1,5 только. 500 схавали все-таки. Куда-то делось 500 лямов башкортов. Куда они делись, непонятно. Примерно так. Москва веками стоит, понятно. Ну, до поры до времени. До поры до времени. Просто, как говорится, еще тот контингент еще не пришел, который полностью уничтожит Москву. Проблем нету. Нет проблем, понимаете? Мы вот есть. Поэтому, как говорится, как я наберу, как говорится, 50 тысяч армию, так что, Надюша, жди нас. Как говорится, подмывайся. Ладно? Подмывайся, как говорится, и намазюкайся, подмывайся, будешь встречать хлебою, солью, как вы там любите встречать. Вот примерно так. Бухло не предлагать, я не бухаю. Окей? Главное, подмойся. Чпокать будем по полной программе. Ладно, короче, время 3. Надо закрываться. Надо делать этот ифтар. Точнее, сухур. Ауыз ябарға керек. Так, здесь что говорил? Что-то читал я. Что-то я читал тут. Из Бурятии. Бурятияга салям.
Да, я из Башкортостана. Бурятия тоже, вот я Бурятии тоже говорил, чуть-чуть, да? Бурятам надо просыпаться, буряты. Бурятам надо просыпаться. Вы шутки шутками, бурятам надо просыпаться. Я с бурятами служил, нормально, пацаны. Но, как я сейчас понимаю, вот вошел в эту тему, обрусевшие пипец, короче. Вы обрусели конкретно, буряты. Вот я, ну как, друзья у меня есть монголы. Вот, с монголами как бы буряты, они говорят прям как братья, вот как башкирты, татары. Вот вроде одна тематика у них. Поэтому бурятам обязательно надо просыпаться, обязательно. А то есть тут одна какая-то бурятка, которая долбится с навальнистами, как ты ее зовут, не знаю, фамилия, язык сломаешь. Она что говорила? 70% говорит, Бурятии узкожопых и 30 только бурят. И поэтому, говорит, мы за русских. Это ошибочно. Если буряты такую хрень будут нести, то Башкортостан, Татарстаном придет к вам помогать вам. Так что вы такую тему нам не должны такую тему от вас исходить вообще. Поэтому пока мы не уничтожим у вас этот узкий мир и не посадим у вас Бурятия, нормального бурята, который создаст независимую Бурятию и не подружится с Монголией, Северной Монголией, точнее внутренняя Монголия уже проглочена Китаем, хотя бы в Северной Монголии вам нужно будет снюхаться нормально по-братски, Улан-Удэ, и там Удэ, и тут Удэ, Улан-Улан, Улан-Батор и Улан-Удэ. Удэ это вроде бы Малай, да? Батор тоже Малай. Или Хз. Хз, короче. Короче, Улан-Улан. А, нет, Улан-Удэ. Улан это Малай. Ну, это пацан, короче, да? По-вашему, Улан это по-ихнему пацан. Улан-Батор и Улан-Удэ. Удэ что такое? Может, маленький пацан и большой пацан? Короче говоря, вот этим уланчиком надо вам соединиться. Вместе, как говорится, жить и дружить, как говорится, вот примерно так. Ну, конечно, вот здесь я в Париже, ну, во Франции одного чувака встречал. Бурят, я говорит, я бурят он. Но я с ним что-то общий язык не нашел. Больно такой дерзкий, высокомерный. Ну, как сказать, обрусевший. Обрусевший. Пацан, мужик, я не знаю. Обрусевший, короче. Вот так вот. Как бы я таких сразу нахрен. Мусор, короче. Так что вот такие дела. Москва, говорит, веками стояла. Ну, стояла, а потом не будет стоять. Короче, сағат 3 болды. Ярар, рахмат всем, рахмат максимально. Торатакас максимально распространяйте. 8 человек зрителей сидело. Благодарю вас всех. Здесь 5 человек вот постоянно сидит. 5-6 человек сидело в этом, в Ютубе. В Ютубе первый раз вот так. Вроде бы я до 3, да, время 3, четверг. Странно, людей мало стало в Ютубе. Ну, наверное, рабочий день, все на работу пошли. Вот так вот. Будем тогда закрывать. Всем спасибо. Максимально репост. Как говорится, кто там запись экрана сделал, кидайте по все свои каналы, распространяйте, где что вам понравилось. А так, если кто в ТикТоке не можете найти, заходите потом в YouTube. У меня YouTube Башкортостан 2024 называется мой канал. Можете туда тоже подписаться. Оттуда можете скрин делать экрана, распространяйте, где вам понравилось, где высказывания максимально репост, долбите своих людей там и в Бурятии, и хоть где, везде, короче. Короче, поднимайте народ против Москвы. Все, вот наша задача. Только идти не надо сейчас, потом будем идти. Главное, сейчас надо поднять, а потом уже вооружать. Вот примерно так. Поднять надо сперва. А потом, когда мы сгенерируем, получается, такое, так скажем, общественное мнение, как тут говорят в новостях везде, общественное мнение, блин, вот это, вот тогда мы 50 тысяч оттуда вытащим, с каждого региона по 50 тысяч будет вообще идеально, и пойдем 1200-300, короче, против Москвы они не устоят.
Вот и все. Так что тем много может было еще. Ну, давайте будем заканчивать сегодня, потом на днях еще будем делать что-нибудь. Эфир где-нибудь сделаем. Пишите в Телеграм. Телеграм тоже пишите там. Называется у меня Телеграм. Хорватия, граница Хорватия. Телеграм. Пишите сюда вопросы. Мы будем эти вопросы обсуждать. Вот сегодня мне этот подписчик написал насчет татарского языка, там башкирского языка, само собой. Вот тема была сегодня вот язык. Наши языки теряются. Надо, как говорится, сохранить язык. Вот я вам примерно провел этот эфир. 4 часа 20 минут я с вами был. Не знаю, я во сколько начал. Время 3. Я могу посмотреть. Начинал я 10:37. А сейчас 4:20. Нет, не 4, 3 время. Ну да. 4 часа 20 минут я с вами. Все. Рахмат. Будем закрывать, короче. Ва алейкум ассалам. Рахмат, рахмат. Да, максимально тарқатсалар juda zo'r bo'lardi. Максимально tarqatib yuborsalar, hamma davlatning ichiga tarqatib yuborsalar, будет идеально. Ну, закидывайте темы какие-нибудь, будем поднимать темы какие-нибудь. Я так думаю, потому что я новости смотрю, я же не знаю, что говорить даже порой иногда. Поэтому я не выхожу на эфиры иногда. Не знаю, что говорить. А так, самая главная тема, конечно, это свобода наших республик из этой московского ига, этого империи. Вот наша задача вот это. А попутные какие-то вопросы возникать будут, новости какие-то, что-то там, если надо будет озвучивать, пишите мне куда-нибудь, хоть куда-нибудь напишите. Везде у меня телефон даже есть, везде стоят, в Телеграме, везде. Будем это озвучивать, жестко будем поднимать эту тему, хотя бы так, пока не дают же нам оружие идти. Лучше бы пойти бы оружием, конечно, на Москву, чем балаболить вот так, сидеть, бла-бла-бла-бла. По идее, надоело это уже. Ну, 50 тысяч. Давайте вот, чтобы рядом со мной 50 тысяч стояло мужиков. Давайте будем флешмоб сделаем. 50 тысяч мужиков. Башкортостан, Татарстан. Слабо собрать против Москвы? 50 тысяч. 500 я не говорю, 50 хотя бы. 5 тысяч мало, 50 это нормально. 50 тысяч это вообще все убаюкает Москву раз и навсегда. Вообще там будет писец, короче. Возле Ленина будет Путин лежать. Раз и навсегда. Никогда больше никто не проснется в виде коммунистов и ленинистов, путинистов. За Казахстан что скажешь? Ну, за Казахстан что я могу сказать? Я до этого говорил. Главная задача Казахстана – это убрать своего президента. И за Узбекистан тоже ты говорил. Убрать своего президента, и не быть марионеткой Москвы. Это первая задача. Почему? Потому что и нам было бы легче. Потому что через вас только можно зайти. Я ищу через Украину заход, но плацдарм сужается. Все, неизвестно, что будет. Мы уже упустили этот поезд. А вот Кувандыкский коридор и заход через Казахстан и освобождение Башкортостана, Татарстана и в тот же момент, чтобы мы, как кошка с собакой, не стали между собой, это был бы идеальный вариант. Зайти через Казахстан в Башкортостан – это вообще идеальный вариант. Это даже не надо никого спросить даже. Просто зашли и просто сделали свои дела красиво, и все, вышли. Так что куда вышли? Остались там, никуда не вышли. Съездили в Москву, и все. Вот самый идеальный вариант был бы. Но видите как? Марионеточные государства в виде Грузии, там, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана – это тяжелый вопрос. Это тяжелый вопрос, поэтому здесь только тот вариант, который я говорю.
только один вариант. Плацдарм для Башкортостана с Татарстаном, заход, получается, с любой дырки уже, меня там не волнует уже, Украина будет она, Казахстан будет, разницы нету, хоть как, хоть на ковре самолете прилететь туда, зайти в Башкортостан, Татарстан, очистить территорию и марш-бросок на Москву. 1500 километров всего лишь, и все. Все, бітті шамына. Тамам. Көмәбіз, қоябыз, Мәскәуні көміп қайтарға керек бізге. Көмірге, понимаете, закопать его раз и навсегда, чтобы никогда мы не слышали город Москва, Москва. Как вот казахи сами же мне пишут, говорят, Москва, Москва. Москва нам не надо, не надо. Мы халяль хотим, халяль. Алкаш нам не нужен. А это узкий мир, все алкаши, да, по идее. Сарказм. А так, ну что я могу сказать, что самое здесь тупое вот это состояние, что Башкортостан и Татарстанда народ это вроде бы слышит, меня видят, слышат, но не встает. Не встают они. Вот и все. Импотенция. Мощная. Народная импотенция у нас. Вот это проблема. Поэтому поставить народ полностью, ну, не знаю, менің ғұмырым жетер ме екен иногда, вот это страшно становится. Менің ғұмырым вообще жетер ме екен поставить народ, если вспоминаем Кашапова. Кашапов говорит, 30 лет, говорит, я на этой службе воюю, говорит, 30 лет, представьте. 30 лет, это писец. Это то же самое, что 3 года шла война в Украине. Точнее, идет до сих пор. После начала мобилизации. Поэтому я бы хоть завтра пошел бы. Вот честно, вот я бы уже, я не знаю, я бы завтра пошел бы. Я это несколько раз уже, много раз высказываю я вам. Чего тебе не живется мне? Сколько людей мне писали. С Татарстана один товарищ мой. Күтіңні қысып яшашында кеткенсің мне это. Он не понимает одного. Кстати, сегодня мне вот им как раз ни одного понимает. Вопрос задал мне братишка один из Кыргызстана. Созвонились сегодня. Такой, ну, он как бы стеснялся задавать это, ну, задал, короче. Ну, мы близкие. Мне даже самому повторить это тяжело. А если, говорит, ты умрешь там, за границей? Как будет, говорит? Понимаете? Вот этот вопрос мне задал он. Если ты, говорит, умрешь там, как будет? Мы к тебе на джаназа не можем поехать. Мы к тебе не сможем поехать. А ты вообще где останешься, говорит? Что будет? Думал об этом, говорит? Понимаете смысл какой? Ты думал об этом, говорит? И вот как раз таки вот сопоставляя тем вопросом людей, что тебе не живется, понимаете, люди задают вот такие вопросы. А не живется потому, что вот именно как-то хочется, чтобы тебя похоронили в Башкортостане, если ты из Башкортостана. Если ты из Татарстана, в Татарстане. Примерно так. А с другой стороны, я ответил. Да, может это быть так. Но все земли же Аллах Тагалямның жерлері бұл. Нам какая разница, где мы будем похоронены? Главное, я думаю, похорониться нужно таким образом, чтобы о нас не стыдно было вспоминать. Похорониться надо так, не как кроты там роют что-то там и похоронились. А похорониться нужно хотя бы до своего умиротворения, чтобы мы сделали какой-то поход. Поход какой-то за независимость Башкортостана с Татарстаном. А потом уже можно смело
И похоронится, не похоронится. Гомерың жетсе, үләсің дә китәсің инде. Гомерыңның озақысы жетсе. Поэтому я считаю, что біздің аяқ астында өлім. Мы хоть сейчас можем, завтра можем, мы не знаем, когда уйдем. Поэтому надо торопиться. Побыстрее. Поэтому я и говорю вам, давайте быстрее уже сходим на Москву. И все. И зато будет все. Все чики-пики будет потом. Понимаете? Вот примерно так. Шундыхаль. Согласен, Рахмат. Поэтому я по жизни сам такой щепетильный человек. Я не могу терпеть. Вот как может люди терпеть, когда тебя унижают, опускают ниже плинтуса, говорят, не говори, башкирт тілінде, татар тілінде, чурки. Вот это все унижение, когда ты проходишь, потом задаешься, зачем ты живешь вообще? Если тебе не дают осознать, что ты башкирт, не дают тебе осознать, что син татар, ну тогда син кем? Зачем живешь тогда? Параллельный вопрос, зачем тогда ты им нужен? Если тебе не дают даже опомниться, что ты кто. Кто ты, тебе не дают опомниться. После этого Шунарга син, зачем живешь вообще? Зачем ты живешь? Я не могу понять. Зачем? Вот украинцы доказали, они зачем живут. Украинцы сказали, мы живем за то, что мы украинцы. Они украинцы. Моя тетя с Украины. Она реальная украинка была. Она говорила на своем языке, но приходилось ей говорить на русском. Потому что мы-то украинским не знаем. Хотя бы пусть на русском говорит уж. Она же не знает узбекский там и так далее. Но живя в Узбекистане, она понимала узбекский. Живя в любом месте, ты понимаешь. Но узкий мир, живя в Башкортостане и в Татарстане, не хотели понимать. Понимаете? Это получается непризнание. Такабрлик. Как это еще правильно сказать? Непризнание Туглинда. Короче, по-другому скажу. Башкорт белән татарны кешегә сайламыйлар. Для украинцев переведу. Башкортов и татар за людей не считают. Поэтому с ними можно и так, на русском. Нахрен им учить башкорт хам татар телен, если они могут на русском, и все. Ты же раб. Ты же раб. Понимай, как хочешь. Ты раб. Учи русский. Я твой башкорт-татар в душе не чаял. Зачем он мне нужен? Учи русский. Вот таким методом вы живете. Вот это и есть та цель, которая заставляет уничтожить Москву. Если бы, может, этого не было бы, допустим, они бы, если не придирались бы к этому, мозг не выносили бы, мобилизацию не устраивали бы, издевкой и грабежом Башкортостан с Татарстаном не делали бы, пофиг, мы жили бы. Пофиг. Проблем не было бы. А вот все это, они вот так, tomchi tomizib qana bular berarlar bizga, капли. Ну это все. Звоночек тому, что ты чмо. Ты чмо. Которого так выкинут. Кто ты? Щупряк. Лята. Материться, уж пытаюсь не материться. Вот именно. Лята еще. Какой лята? Так скажем.
подгузник, который можно выкинуть в любое время, использовать, выкинуть. Вот так вот. Так что вот так. Такие дела. Так, 3:18 уже. Давайте будем заканчивать, потому что надо этот сухур делать. Много у вас татар обрусевших? Не то что татар, и башкиртов полно. И башкирт, и татар все обрусевшие. Все обрусевшие. Не то что татары. Я всегда склонялся на татар, потому что их много, их видно. А башкиртов мало, их не видно. Еще до начала массовых передвижений повстанцев с Ногайской дороги на Сибирь. Ё-моё, что включается? А башкиртлар, из-за того, что их мало, не видно, незаметны. Незаметны. А так, обрусение, оно параллель. Параллельное обрусение идет. Параллельное обрусение. Потому что там еще одна загвоздка есть. Именно башкирт тілінде. Башкиртларда, как я понял, если вот в семье у него не говорят на башкирт тілінде, это все, конец всему. Потому что у них, ну так скажем, альтернативы что-то другое выучить нету. Или что-то такое, да ведь? А, допустим, она, как узбек, сөйлесем мына, узбекларда у нас оно как бы не идет, вот это альтернатива слова. Почему? Потому что у нас есть один узбекский язык. И у тебя вот, так скажем, в голове нету, чтобы что-то другое знать. Что-то другое знать. А вот Башкортостан, Татарстанда, оно есть. Русский язык. Понимаете? А в Узбекистане другое болезнь есть. За деньги идут, учат русский язык. За деньги ходят на репетиторы учат русский язык. Вот такое вот сравнение. Странное оно сравнение, но вот такое вот сравнение. Вот у каждого свои какие-то шиза, короче. Шизанутые. Это не могу понять. А Башкортостанда, башкортлар білмеймін нәрсеге башкорт тілінде сөйлешмейдір. Знаю его прикол. Допустим. Ну, нет, у меня таких нету среди них, среди моих. Мен их составляю, сразу говорит, чтобы он говорил на башкорт тілінде. Мен постоянно начинаю хвалить, там, ой, башкорт тілін сағындым, башкорт тілінде сен сөйле, мен татар тілінде сөйлеймін. Мен сағындым деп, мына шулай мен толкаю речь. Мой принцип какой-то такой вот сложился. Башкортлар татар белән убивает на русском, говорят. Вот это меня бесит. Понимаете? Именно это звучит именно от их двоих вот этих. Я и поражался над ними. Вы идиоты, почему вы так делаете? Вот у них вот такой вот типость. Дома, может, у них родители говорят на башкорт тілінде, но они выходят на улицу и говорят на русском. Такие вот дети. Я не могу понять. Вы где-нибудь видели ролики вообще, что кто-то на башкирском говорят? Всех вот этих блогеры, редко. Никого не найдете. Все говорят на русском. Блогеры играют на аудиторию русскую. Зачем, я не могу понять. Ты, если блогер из Башкортостана с Татарстаном, ну ты говори для своей аудитории. Нахрен тебе нужен чужая аудитория? Вот это я не могу понять. Миминда, ладно, у меня тема другая, я говорю, тема другая у меня. Я пытаюсь доносить и украинцам это. Понимаете, мне как бы обширность моих высказываний мне нужно, наоборот, чтобы люди понимали, что в Башкортостане, в Татарстане не все идиоты, так скажем. Понимаете, вот это доносить. А блогеру обычному из Башкортостана с Татарстаном о том, что он говорит на русском или башкорт тілінде, или татар тілінде, ему это не надо. Кому ты говоришь?
Кому ты говоришь об этом? Это я так блогеров уж беру в пример, а не в примере обычные люди. Дома нанасы bilan, ой, Айбика, сялям. И все на этом. Все. Да, моя баба, пример вам еще такой, как это, вот это, Фарида Курбангалеева, которая постоянно бла-бла-бла, короче, овца одна, у которой дедушка из Башкортостана, оказывается. Земляки, так скажем. И она что говорит? Да, говорит, раньше я что-то говорила, говорит, когда-то на татарском ауле, когда там, или с бабушкой где-то там сталкивалась. Мы, говорит, говорили, а таких много я услышал. А потом я забыла. Ну, вот представьте. Вот как можно променять свой родной язык на чужой? Допустим, вот я норвежский забыл. Ну, иногда я пытаюсь что-то вспомнить. Немецкий забыл. Это не мои языки, я забыл их. Когда-то знал. Но вот со своим татарским или узбекским или башкирским, башкирский мы не использовали, я не могу забыть его, альхамдулилля, не сглазить. Но я не могу его забыть. Как ты его забудешь, если ты думаешь так? Могу думать татар тілінде, могу думать узбек тілінде, могу думать урыс тілінде. Думаю, понимаете, думаю я так. И, конечно, когда ты идиот, думаешь только на русском, конечно, ты забудешь свой башкирт или татар тілін. Тошбаш, киши, тошбаш. И поэтому я и от этого не отхожу никуда. Узкий мир, узкие мозги. Кликуху узкожопым я уже поставил вам. Вы не русские, а вы узкие. Узкие мозги у вас. И также узкие сделаются и у башкиртов и татар мозги, которые пошли по пути узких. Вот ваш диагноз. Это позор. Нагзур позор для чего? Потому что идентичность, которую Путлер говорит нам, вот эта идентичность ваша где? Идентичность узкого мира мы знаем где. А башкиртов, татар, Ичкерии, Дагестана, где они? Где они? Более-менее держатся сейчас скажу, на Кавказе. Забыл это слово. На Кавказе держится Ичкерия. Чеченцы более-менее держатся на чеченском языке. Более-менее, потому что у них это жестко, наверное, там что-то есть в семье. У Дагестане, у аварцев более-менее держатся, у аварцев держится их язык. Других дагестанцев я не могу сравнить, у меня нет знакомых других. Аварцы есть. Кумыки, может быть, более-менее держатся на своем языке. Все. Даже крымские татары свой язык не знают. Да, на них можно не наезжать, конечно, но в то же время надо наезжать. Почему? Потому что те, которые уехали в Узбекистан и родились там, они знают узбекский, а те, которые жили всю жизнь в Крыму как-то, или приперлись в Крым обратно и живут в Крыму, они не знают крым-татар, потому что они остались не в уделе. Они остались ни туда, ни сюда. Ни украинский, ни русский. Все, микс. И у них нет крымского языка. Все, писец пришел. Вот и все. О, даже будильник. Все, и все. Поэтому загвоздка вот этого всего языкового бардака в том, что Россия içinde bütün kişi, Россия içindегі милләтләр урыс ішінде қалып кеткен.
Qozoq, o'zbek, qirg'iz, tojik chiqib ketgan. Shu chiqib ketgani uchun, получается, из-за того, что они ушли, они победили. Грузины, допустим. Вот я много грузин встречал. Русские не знают. Я поражался. Даже тяжело с ними, если они русский не знают. Это писец, думаю, блин. Ну, короче, вот молодежь, которая родилась недавно, с 2000 годов, грубо говоря, все, они русский не знают. Но зато английский пилотаж, высший пилотаж, английский знают писец. Все. Грузины. Понимаете? Это прогресс. Прогресс. У айзеров то же самое, наверное, явно. У айзеров то же самое. Потому что отошли от этого, от России. Короче говоря, дистанция. Как один мне чувак говорил из Германии. Дистанция, говорит, дистанция. Дистанция, говорит, дистанция. Брат, дистанция. Вот так, короче. Вот эту дистанцию надо делать, понимаете? А вы не хотите дистанцироваться. Вот так. Я бешкенсис. Кительмисис. На Кавказе узких мало. Да, плюс вот этого, наверное. Вот это, да, вот это побеждает, кстати. Да. Правильно. Узкожопок на Кавказе мало. Вот это пишет наш всякий брат один. Да, точно. А Totarni imganlaringda, imdirganlar da imganlar da. По полной программе. Urus qonuna botirganlar Totarni. Shuqindirib, boshqa qilib, alla narsa ishlab. Вот это тоже печальная история. То, что татары, я же всегда это в других эфирах психую, говорю, иногда вылетает раньше, когда такая тема заходит, Шукандырганларна. 500 лет Шухандырган, Иван Грозный, да? 500 лет, допустим. А кто вас держит вернуться в ислам? Шуханшыклар. Шуханшыклар 500 ел сізді уақыт болған қайтып келерге. Не Вася, Иван, Петя, Екатерина, Катя, Матя отыралар заңда. Питраш районында, Татарстанда. Питреулер. Сізге кім қошқан соң бұлырға әліге қәтлі, 21-ші ғасырда қәтлі татар, шуқыншық татар. Сіз өзіңіз идиот. Өзіңіз ненормальный. В чем проблема ваша? Өзлері бит әлі қойсы бірідір татар тілінде сөйлеша еще. Даже лучше, чем нормальные татары они говорят на татарском. Но шуқыншықлар. Ну, вот этого тоже не могу понять. И даже порой иногда вижу, они не все блондинки, и темненькие такие. Но имя портит, и крест на шее. Это звоночек, понимаете? Это звоночек, это печаль. Печаль татарского народа. Аллаха шкур, башкортларга это не прокатило, но я встречал башкортов крестоносцев. Крестоносцы, бля. Башкортлар крещенный. Тоже идиотизм. Это вообще ни в какие рамки не влазит. И есть такие тоже. Вот этот Мурзагулов с сережкой. Кем он вообще? Нормальный чувак или нет вообще Мурзагулов? Нормальный или он заднеприводный? Мурзагулов. Хайван. Вот примерно вот такие, понимаете? Хватает таких, хватает. Не говоря этого, Моргенштейн, Кукей, который говорит, мин еврей. Хайван. Шындап та евреймін екен дегенім оны, башқұрт екен ол. Евреймін дегенеге хайран қалырсың. Не могу понять. На хайпе, да, ведь люди становятся шайтанами, там еще кем-то, блин, ну вы идиоты. Вы образуетесь уже, что есть
Нация башкиртов есть нация татар, и вы опомнитесь уже, в конце концов, идиоты, из какой дырки-то вышли вы, а? Biz bit urus tugul da endi. Shayton da tugul. Auzubillah. Siz до такой степени презираете свой народ, и вы не хотите казаться быть ими. O'zingiz salating, mana abdi basharang, o'zbekcha aytganda, узкие глаза, черные. Нет, 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 нет. Ну, не признают, что они башкирты или татары. Вот мне вот таких людей не понять. А много таких. А вы думаете, что с таким ведухой ты станешь узким, что ли? Для узких ты будешь узким? Да никогда не будешь узким. Рабом будешь всю жизнь. До смерти. До смерти будете все рабы вы. Вас никто не признает никогда, пока вы, как говорится, будете все равно вот такими, как этот, ну, ведухой, так скажем, своей азиатской, так скажем. Вы будете для них все равно чужими. Может быть, как-то, как Майкл Джексон, начнете отбеливать свою рожу. Не знаю, может примут свой крестоносцы поход узкого мира, узкую общину. И то вряд ли. Вряд ли. Кабаева, почему это, если это правда, неправда, с этим Путлером переспала, то там ясно, очевидно, что он энгесі урыс. У Кабаев Ташбашны и хотыны урыс. Ташкент тауықлары. Или қойдан алар әлі. Өзбекстаннан бет Ташбашлар. И как бы у нее уже смесь крови. И поэтому как бы даже тут мы не можем говорить, даже предъявы кидать. Потому что она выбрала узкий мир. А это ее право. У нее кровь татарская и узкая. Это Кабаевы овцы. Она выбрала мамину сторону. И ты не можешь предъявить таким метисам. Это их личный выбор. Поэтому я себе и поставил такой выход, да, вот у меня 3 крови, я поставил аргумент, что я всех 3 поддерживать буду до конца жизни, иншаллах, однотипно, одновременно, одинаково. У меня этот вопрос, дилемма состояла в детстве, наверное, постоянно мне говорили татар, 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 татар. И вот это, наверное, меня взбесило в свое время. Оно и дает вот такое, когда тебе говорят русский, ты же русский. Нет, я татарин. Прикол же есть. Вот. И так, короче, тебе, когда это вдавливают, и ты реально становишься узкожопым, хоть ты татар. Но вот эту тему я прогнул в себе. Мен айттым, юк, мен бит енді узбек бит. Мені қосытқаным башқұрт, татар. Я не могу быть узким. Я никак не могу. Это противоположность всему моему, так скажем, жизненной вообще теории, моих мозгов. Я не могу быть узким, Я не могу идти просто за узкий мир и убивать украинцев. Нет, я не могу. Я вообще не при делах, вообще, Тут даже моя хата с краю не работает. Я вообще не при делах. Даже не хата моя рядом стояла. Вообще. Вот так каждый человек должен осознавать себя, который идет в руку, берет автомат и идет на Украину там или в Африку Вагнером. Если помните, один татарин, идиот, есть вагнеровец, который рассказывает, как он в Вагнере был в Африке. Татар. Убийца. Понимаете? Шунарға, дуслар, бізге тезірек халықны теге уятырға дейіп, мен уже устал это говорить, уятырға керек ме? Вот именно те уянганлар белән, уянган халық белән, вот проснувшиеся люди из Башкортостана и Татарстана, срочно надо нам вместе 50 тысяч собираться. Срочно. Не надо нам ждать.
Нам надо действовать. Действовать за истину, за народ, за нас. Вот и все. Не надо искать, когда народ проснется. Нам надо сплотиться уже. Нахрен искать кого-то, кого нет. Мы не сможем поднять людей. Хоть стойте, хоть падайте, мы не сможем. Мы только сможем сами, которые услышали меня, Габбасова, Кашапова, Айсина, вам решать. Только они вас не зовут на оружие. Я вас зову. Взять в руки оружие. Все, взять в руки оружие и идти. Все, не надо искать кого-то там. Синдабар, Миндабар, Минбар, Симбар. Yok. Син барасан, син, мына, син барага тиишсің. Не надо искать кого-то. Я не могу даже понять, что люди, когда говорят, что мы будем искать кого-то, даже я сам, да, вам говорю, давайте подключайтесь туда-сюда. Здесь порой даже сам с собой я спорю. Кого ищем-то, блин? Кто бы пошел бы с нами, он уже с нами. Это значит, я сам. И каждый вот этот я сам должен соединиться с нами. И все, думать даже не надо ничего. Искать кого-то не надо. Услышал, понял, донес, попробовал кому-нибудь. Не доходит, похрен, сам пошел. Манашлай. Когда я представляю, допустим, выбор в Башкортостане, Татарстане, идти в Украину, убивать украинцев. Им они что говорят? Они говорят просто: 200 тысяч твоя зарплата. Супер. И все. Они даже не зацикливаются вообще, нахрен куда они пошли. Им дали просто бабло, и они пошли. Вот и все. А когда мы пытаемся втереть это все дело, у нас нету денег. У нас нету вам денег отдать. А у них есть. Значит, финансы поют романсы. Финансы рулят. Мы не можем рулить. Рулят только финансы. А идейные – это мы. Вот и все. Когда-то мне постоянно пишут: ИПСО, МИПСО. Меня бы, если кто-нибудь запошлял бы, мне бы хотя бы они интернет подплатили бы, ё-моё. Я интернет даже свой не могу оплатить. Если бы у меня что-нибудь было бы. У меня был бы компьютер, наверное. Как-то по-другому я, наверное, себя вел бы. Поэтому, так что это тема ваша, как говорится, это полная лживая хрень. Чисто сказать нечего, пишут вот так мне постоянно. Кто оплатил, чей ты, пей ты. Ничей я. Я сам, как говорится, сам по себе. Поэтому уже 40 минут я вам опять говорю. Будем все закрывать туланlar, короче. Сүз бітмей ол. Сүз көп. Мынамындағы комментарий бір оқып қоямын да. Патриотизм, национализм нужно поднимать. Как-то спросил у татарина: знаешь, что значит сирота казанская? Не знает даже этого. Салям, брат, хайрлы ирта. Салям, хайрлы ирта. Да, сирота казанская, но... Сирота казанская, прям это слово я сам тоже не знаю, что это такое, конечно, напрямую. Но сирота казанская, прям это слово я не могу понять. Но казанская Божья Матерь, дегенларно белям, что это эти узкожопые, получается, понастроили все вот эти всякие свои церкви после захвата Казани, чтобы, как говорится, сопоставить против ислама. Вот сопоставить против ислама. Поэтому вот эта вся канитель, уничтожение
ислама, татар и так далее, шухондырлык, бүтін бұна шупшар, короче, все шло, как и вот здесь, везде, через церковь. Вот сейчас Путин то же самое. У них война идет, вот как мы слушали Балаяна или кого там, через давление церкви. Допустим, не зря же у них лозунг «Бог с нами». Только с ними Бог, а с украинцами нет Бога. Не могу понять. Поэтому, ну, везде, где как это вот давлят, это государство, везде, когда идет пропаганда, она идет, как говорится, говно с кровью, так скажем. Почему? Потому что они сопоставляют, получается, церковь с этим дерьмовым государством. Подавно это если империя узкого мира. Примерно так. Поэтому мы, знаете, вот до такой степени реально, да, зомбированные, реально. Там вы можете сказать, ну если ты же там в России жил, что ты молчал? Мне вот так предъявляют до сих пор. В комментариях особенно. А чё молчал? Даже отмазываться я не собираюсь даже. Молчал, потому что жить хотел. Наверное. Поэтому и молчишь. Еще тут далеко идти, если он примеров дофига я вам прочитал, что просто за 2 поста 6 лет дали, или сколько там дали этой женщине, бабушке. Понимаете? Поэтому внутри Башкортостана с Татарстаном лучше ходите молча. Только власти сюда. Вот и все. За границу. Враг моего врага, друг мой. Вот под этим лозунгом надо шагать. Когда Иван Грозно захватил Казань, он вырезал все, взрослое население, дети остались, и их назвали «Сирота Казанская». Ну вот видите как. Да, и по одной какой-то истории я вам если читал, там по всему Казанке, Идельдаринде, по Иделю, Казанка, наверное, называется у них. Bizda endi Ogidel. Bularda narsa ekan. Хз. Казанка, Кама, короче. Волга у них, ё-моё, Волга, короче. Вот по нему пускали на бревнах трупы эти узкожопые наших предков татар. И чтобы там внизу деревни видели, что и боялись. Понимаете? Это столько зарезать людей, это просто уму непостижимо. Но тут, конечно, говорит, взрослое население резали, а детей остались. Детей тоже по истории не оставляли. Детей тоже не оставляли. Детей тоже порезали конкретно хорошо. Оставляли каких-то избранных. А так ложили всех подряд. Семьями ложили. Семьями. Это полное, по истории, так как я читал, полный геноцид. Геноцид, который, так скажем, ну, это же не первый раз они долбили Казань. Третий, 4, не знаю, сколько атак было на Казань. Когда человек не может победить, вот сами представьте казино. Играешь, и ты не можешь победить свой нафс. И когда человек не может победить, и этот Иван Грозный чокнутый не мог победить, и когда уже он уже все побеждает, когда заходит, это отыграться. Это называется отыграться. И поэтому такая месть была. Поэтому такая месть была. Уже раз и навсегда. Чпокнуть всех, чтобы они уже никогда не поднялись. Возрождение, чтоб не было татар, башкиртов и так далее. Экспансия после Татарстана, само собой, перекочевала сразу напрямую в Башкортостан. Башкиртлар бились, конечно, до Талова. Алдар Батыр бился. Но результатов уже не было. Потому что хребет самый
Татарстана сломлен был. Татарстан сломали, а потом уже Башкортостанга перешли. Понимаете? Первые, как я вам что сказал, троянский конь. Троянский конь, я вам говорил про троянский конь. Троянский конь что делал? Вот вам троянский конь. Запустили троянского коня. А я вам говорил, как я читал, если это правда, троянский конь был в Татарстан заход касымовских татар, которые сдали, слили, если это правда. История до хрена, правду надо искать. Я предполагаю, вот если про них это говорилось, касымовские слили Сюембикяна. Сюембикя, как мы поняли, татар мы говорим, а она была Ногай. Ногай была, ну. Сюембику слили касымовские, если это правда, или может другие, я не знаю. Слили, короче. После этого таких сливов насчет Башкортостана было каждый второй. Каждый второй сливал любого голову поднявшего башкорта. Алдар Батыр буламы ол, Салават Юлаев буламы, башкасы буламы, онда дофига было их. Каждый кантон подымался в Башкортостанда. Татарстанда никто так не подымался. Шундыхаль. Так, все, уақыт точно қысылды, мен уже 3-те абырғайым. Да, точно она была Ногай. Да, да, Ногай болған ол. Я думал, татар, где-то наткнулся, нифига не татар, Ногайка была. Ну, татар, Ногай татары дегенлер енді. Ногай татары. Ногай татары была мне енді. Ногай татары болмайды енді. Или ол Ногай была, или татар была. Поэтому Ногай болғаш, само собой, она была килинкой или дочкой, хз, короче, из Ногайской Орды. Понимаете? Ноғайдан келіп башқарғанлар Қозан білән. Қозанны Ноғайдан келген кішілер тұтқан. И мында приписывать себе, что это татары, тоже это, что-то, я думаю, не порядок. Что идиотизм какой-то получается. Вот так вот. Плюс Ноғайларны біләсіз бе енді? Ноғайларны көзі қысық. Татарларны көзі қысық түгіл. Ноғайларны көзі қысық. Они чуть-чуть такие узкоглазые. Подобие, знаете, кого можно назвать? Ноғайлар это как будто бы между башкортом и казахом, как будто между что-то смесь бульдога с носорогом. Вот такая нация. У них как бы глазной разрез, у них не скажешь, что они корейцы, не скажешь, что они эти калмыки. Это такой, как будто бы, скажем, китайцы даже не скажешь, не китайцы даже. Как бы, как сказать, да. Ну, вот, наверное, вот, может, они с татарами слитые, вот это вот интересно, вот с этими, с крымскими татарами. С крымскими татарами залитые ногайцы, ну, вот это вот смесь бульдога с носорогом получается. Вот так вот. Я так понимаю их. Хз, что за нация это. Но главное, их узкожопые всех причислены за татар. Чё прикол, блин. Получается, Казань падет, а падет она не татар, а вот Ноғайны сындырғанлар. Вот что интересно, блин, тут. Ну, конечно, вся басота там была, татары, наверное, и ногайцы были. Смесь там была, смесь. Үзегез не хәлдә, һаман торышы, нисек бездә елы ямгыр явып ята. Бездә коры вроде бы, белмим, тоже салкын бездә. Жақсы барым, сау бул, почаш выходить тында сені. Рахмат, исән сау. Да, мен ham yobam, короче, сағат 4 болды уже, 1 сағат тагын отырдым сіздің белән.
Киттем точно на всякие надо делать. Сухур надо делать, И опять я этот только с одной водой закрою. Что-нибудь надо похавать. Ну, ярар, исән-сау, уразаларыгыз жеңіл тотылсын, Алла кабул кылсын, дугаларыгызны, уразаларыгызны кичерсен, гөнаһларыбызны бөтенебезнән. Ну, что я могу пожелать инде? Мусульманлар алга, мусульманлар бассын, мусульманлар, как говорится, беренче урында йөрергә тиешләр. Беренче урында үзегезне теге опускать бирмәгез уже, хватит уже. Я, да, может, говорю из-за границы, может, это как-то вам звучит некрасиво, но внутри за это меня чпокнут конкретно, поэтому я не смог бы внутри это сказать, я вам скажу. Я может, смог бы сказать, но в тот же день меня бы уже загребли бы. И набутылировали бы конкретно уже. Сами знаете, как говорится, как там издевается этот узкий мир над всеми другими нациями. Поэтому давайте будем спасать Башкортостан, Татарстан и другие наших мусульманских братьев, которые сейчас сидят в тюрьмах, и их нужно освобождать. Они ждут нас. Нас ждут. И Алсынов, и другие все нас ждут. Имейте в виду. Все, кто сидят там. И чеченцев много сидит, кто... Дагестанцы много сидят в тюрьмах разных, притом они в тюрьмах сидят. Они не сидят у себя. Многие сидят где-то на северах. Вот считайте, все они ждут какую-то надежду. А надежда это мы на свободе. А мы ходим, бла-бла, кайфуем по дискотекам, колбасимся. А Зинданда, я вам скажу, один день как будто бы 100 лет проходит. Один день там вообще тяжело летит. 24 часа, чтобы пролетело в Зиндане, это я всегда говорил, душману не пожелаю этого. Это не дело. Поэтому только мы можем спасти. Только мы все можем спасти это положение. Чтобы просто так в Зиндане люди не сидели. А таких просто так Алсынов, просто так 4 девчонки из Казани за Хизбут Тахри, там еще всякую хрень, таких вот так масс, вот так, короче. Поэтому мы должны это завязывать уже. А их спасение только в наших руках. А Аллах Та'алям, конечно, они само собой просят Аллах Та'алямны, но Аллах Та'алям что говорит? Я вам, говорит, сабаб дам. А сабаб это мы, вот мы сабаб. Мы сабаб, Алларга. Мы причина их освобождения. А мы спим, мы трусы, 99% трусы же мы. Все. Вот наша загвоздка в чем. Не знаю, как вам это донести, блин. Вот так вот. Не знаю. Хотя бы... Но это тоже нельзя такое озвучивать. Хотя бы, я не знаю, делайте подкопы, что ли, освобождение или что. Я как раз фильм смотрю, один подкоп, как ограбление там идет. А вы ограбьте этих осужденных. Делайте подкоп им снаружи. Там 3-4 километра от тюрьмы дальше. Делайте подкоп им, освобождайте их оттуда, я не знаю. Хотя бы что-то делайте, да, спасайте их как-то хотя бы, чтобы они не сидели там, не умирали в зинданах этой ГУЛАГу российской. Вот так вот. Хз, как их спасти, если вы не встаете на оружие. Ураза кабул болсын, амин, амин, кабул болсын. Айда қабыл болып тұр. Яра, рахмат, изансау, брат. Кергелеп тұрыңыз, торатыңыз, максимально торатыңыз, мынашыларын торатыңыз, мен білмеймін. Менге, по идее, аудитория, мен башта есіңізде болса, аудитория дегенім. YouTube қазір шулай ішлап қойды, 50 кіші жисаң да, этот эфир ашыла екен. Поэтому мне даже аудитория не интересна. Прикиньте, мне даже аудитория керек ми. Мне керек конкретно кишилер, который колона автомат ола. Не в аудитории, оказывается, дело. Понимаете? Я думал, аудитория будет и распространение будет. Нет, никакой разницы нету. 50 человек, эфир открывается, и ты эфиришь, бла-бла-бла-бла. Аудитория сама собирается потом.
Вот и все. А от этого нет свободы. Прикиньте, это мы идиоты. И чтобы сидеть здесь, собирать аудиторию, зачем? Аудитория должна собрана быть на автомат. Вот и все. Вот автомат кулга алам deyip жиылган аудитория, это аудитория. А то, что там сидим, мы друг другу рассказываем о том, что как надо делать, да это каждый мы из друг друга, это, каждый знает об этом. Поэтому бір-бірімізге дәріс беру бұл дұрыс та түгілдір бір жақтан. Понимаете? Дұрыс та түгілдір, но выход жоқ. Мен сөйлемесем, бір кімге сөйлемей. Іште сөйлей алмайсыз, тышта сөйлемейлер. Вот шулай. Поэтому кто-то должен доносить вам, понимаете? Кто-то должен говорить это вам. Если подобие меня люди не будут говорить в наружке, то внутри вам ничего не изменится. Даже мы и говорим, ничего не можем изменить. Но хотя бы что-то говорить, может измениться. Алла бля. Шунарға Аллаға тапшырдық. Давайте исән сау. Всем рахмат. Всем, как говорится, кто сидел. Вот 7 человек в Ютубе, 8 человек зрителей в ТикТоке. Всем рахмат. Давайте. Булы здорово или здорово булы. Украинцы что так говорят? Ну, украинцам победы пожелаем. Сейчас самые сострадальцы даже не мы, а украинцы. Потому что, когда мы говорим о том, что Башкортостан и Татарстаннан умирают люди, это как-то к жалости оно не приносит. Вот не приносит тебя к жалости, потому что они нападают. А жалость именно как-то идет на тех, которые страдают. А страдает это Украина. Каждый день бомбит этот узкий мир, Путлер этот. И бомбит, ладно, он бы бомбил бы как бы правильно, а он бомбит по людям, по бабушкам, по дедушкам, по детям. Нацизм. Вот это и есть нацизм. Вот так вот. Поэтому, ладно, рахмат сізге. Будем заканчивать, наверное, на этой теме. Потому что тем очень много, говорить хоть веками можно. Результат нам нужен. Результат победы Украины. И потом дальше посмотрим, что будет. Может, это схолостнет регионы. Вот так вот. Рахмат. Будем закрывать тогда ТикТок, потом YouTube. Сейчас скажу в Ютубе сколько было. В ТикТоке. В ТикТоке 300 человек было. Ну, сидело только 8. Здесь вот 7. Ярар, рахмат и сансо. Максимально торатагыз енді. Я попытаюсь его открыть, надеюсь, не забанят меня. Посмотрим. Тыныш ұйқы.